Начнем. Гонконг. Что лично для вас Гонконг? Кто-то скажет боевики. В основном старенькие боевички, в том числе и с Джеки Чаном. Другие назовут небоскребы. Современный, вечно не спящий город. Другие вспомнят, что совсем недавно Гонконг был британской колонией. В общем, я думаю, у каждого есть какое-то мнение о Гонконге. Но сейчас я все ваши впечатления о нем разрушу, даже если вы были в нем. Да, давайте посмотрим на Гонконг настолько разный, что вы поймете, нельзя судить о стране по картинкам или по одному-двум приездам, особенно если вы были туристической группой. Проходим Гонконг. Начну я вот с этой, я даже не знаю, вот с этого обрыва. Гляньте, какой кораблик плывет на горизонте. Но для начала нам нужно подняться вверх, поэтому цепляю камеру на пузо. И после того, как поднимусь, продолжим общение. Давай защелкивайся. Ну что ж, вверх. Поздравляю вас, если вы на премьере. Это значит, что мы с вами можем общаться в чате. В том числе и сейчас ждем побольше людей. Задавайте вопросы. Буду писать ответы. Только, пожалуйста, прежде чем задать вопрос, если вы пришли не на начало премьеры, гляньте начало. То есть отмотайте самое-самое начало и посмотрите. Возможно, ответ есть прямо в вступлении, которое скоро начнется. О, говорил Костя, не ходи туда, нафиг тебе это надо. Но нет, хотелось начать с особо необычного Гонконга, которого вообще практически никто не видел, даже живущие здесь. Гонконг — это в том числе вот такие вот леса, парки с дикими животными. Дикое животное — это не я. Тут бегают вот такие вот. Вот прямо не шучу, вот такие. Вараны и белки. О, а ты откуда вылез? Из леса Вестима. Привет. Здорово. Это Костя. Если вы не знакомы, мы с ним во время прошлого прохождения, крупного такого, 73 километра навернули. Да, или 75 где-то так. Но это было эпично. Это было Что эпично. там внизу, нормально? Ой, сейчас, подожди. Внизу написано: ради своей безопасности не спускайтесь. Вот что здесь написано. Именно поэтому Костя читает все эти надписи и говорит: Денис, не надо. Это мой здравый смысл сегодня. Ну, а я, как всегда, безбашенная часть нашего дуэта. Напоминаем, как проходит прохождение. Мы начинаем с какой-то точки города и идем либо к конечной точке, то есть у нас есть цель, либо бесцельно. Сегодня у нас нет цели, у нас есть только путь, как говорят самураи. Путь у нас будет пролегать через что? Через вот такие парки, через Ван-Чай. Дальше мы до Адмиралтейства дойдем. Потом, если вам это ничего не говорит, все это увидите, узнаете. Потом мы... В общем, всю северную часть острова Гонконг, мы находимся именно на острове Гонконг, а не на континентальной части. Потом пойдем по западному побережью. Доберемся до пляжа. Кстати, Костя, пока ты меня ждал, ты тут маятник-то, маяк-то нашел? Не, Закрыт? Эх, какой. закрыто все. Ну, кстати, я видел, как китайцы спускались. Вот. Оттуда? Там, где дверь, там они сверху спускались. То есть, возможно, там как-то можно обойти. Но там забор, мы не будем нарушать законы. Тут-то просто предписание, не Нет, спускайтесь. Там забор, и вот выше забора там есть тропинка, и она плохо видна. И оттуда спускались китайцы. Понятно. В Гонконге очень много вот таких вот птичек. Я не знаю, что это за птички. Очень часто зрители просвещают меня.
и по природе, и по каким-либо местам. Будет интересно, мы в этом уже уверены. Сколько мы там? 7000 шагов уже сегодня навернули, чтобы сюда прийти. Запускай GPS-трекинг. Запускаю, как раз вспомнил. Молодец. Остров Гонконг. Май 2025 года. Надеемся, к концу нашего путешествия 10 тысяч онлайн уже будет. Заваривайте чай, бутерброды готовьте и коуп. Кто-то пивасик может взять, хотя мы лично в данный момент жизни. Не, Костя-то вообще не пьет и никогда не пил. И даже не выпивал. И не курит. Да вы посмотрите на него, вообще спортсмен, комсомолец. Ну, я помню, ты выложил ролик, где мы были в деревне. И там я типа пил водичку просто. А некоторые подумали, что это алкоголь. А по логике вещей, ну, там был самогон. Просто когда ты об этом разговаривал со своей подружкой, а камера была отвернута в другую сторону, и не было понятно, что ты там говоришь. Так что там был не самогон, там была вода. У меня была вода, у остальных был самогон. И у меня была вода, у остальных был самогон. Да. Если что, все, о чем мы сейчас говорим, если вы не понимаете, ссылки на все это есть в описании. Можете перейти посмотреть. Иногда буду терять нить рассуждений, но потом за такую долгую прогулку, сколько она будет длиться, ну пока мы ноги не протянем. Я думаю, в идеале где-нибудь через часов 12 нужно будет находиться, отсюда не видно, среди вот тех самых небоскребов, которые вы видели на картинках. Там, где Международный финансовый центр, банки, вот это вот все. Мне кажется, это идеально, да? Да. Но это очень долгий, трудный путь. Сейчас мне нужно отдышаться, а вы можете понаслаждаться щелчками подключения батарейки к этой камере и звуками природы. О, смотри, Там было написано: осторожно, камнепад. Как раз вот он самый и есть, вот он. Ну это там не камнепад, там просто каменная дорожка, и поэтому она такая опасная. А здесь, кстати, да, здесь может быть вполне себе опасно быть. Какой-нибудь камушек упадет. Так что осторожно надо. Я же говорю, мой здравый смысл. Так, извиняюсь за щелчки. Оп. Камера закреплена на груди, поэтому вы можете видеть две мои руки. А круизный лайнер уплыл, да? Эх, пока я там спускался к месту начала нашей сегодняшней прогулки. А там есть выход к маяку? Там дальше тропинка была, но я уже не рискнул, потому что у меня поджилки затряслись, ручки вспотели, глазки залило тоже потом. И я не стал. Китай, ну, пожилая пара, она прям вниз пошла дальше, да? Они прямо сверху спустились и пошли к себе. Ты видел? Нет. Нет? Нет. Они как-то пошли к тебе. Значит, там есть еще другая дорога. Вспоминая, что же у многих ассоциируется с Гонконгом, я забыл сказать: маленькие, очень маленькие квартирки. Конечно, многие же блогеры конкретно на этом делают ставку, типа: Гонконг, богатейший город, богатейшая страна, а живут в таких условиях, да. Большинство жителей Гонконга ютятся вот в таких вот квартирках. Кстати, может быть, если увидим, можно зайти в какой-нибудь подъезд, посмотреть. Можем. Если вдруг что-то будет открыто. Мы с собой на всякий случай захватили паспорта. Если вдруг нас заберут в полицию. Так, задача Кости сегодня будет переводить нам здесь. Это же Гонконг, это же британская колония. Иногда мне помогать что-нибудь держать. Костенька, подержи, пожалуйста, мой красный, да, фиолетовый, не красный зонтичек. Сколько он? 145. 148 гонконгских. 148 гонконгских долларов он стоит. Специально для этого прохождения был куплен здесь, в Гонконге. Это будет триггер, если я смогу его довести до Китая и где меня доберут. Специально для этого прохождения был куплен вот такой вот Powerbank Ugreen. Максимальная мощность 145 ватт. 25 тысяч миллиампер-часов. Достаточно тяжелый. Ну да, такой тяжелый.
Все современные технологии, я его уже протестировал. Круто, очень крутой Powerbank, другие не позволяли делать то, что с помощью этого можно. Кто-то скажет, Powerbank все одинаковые, зарядил, потом пользуйся. Вот нифига подобного. Почему мы взяли зонтики? Потому что по прогнозу обещают дожди. Мы на всякий случай взяли. Посмотрим, будет ли дождь или нет. Да, вот как раз еще одна из задач Кости. Иногда, когда я вот занят, что-нибудь вам объяснять. Но часто мы будем просто молчать из-за того, что очень шумно будет на улицах. Да и путь долгий. Да, говорить. надо иногда вам послушать просто звуки природы. И шум улиц. Так, на плечо. Ой, рюкзачок еще не показал. Ну, где-нибудь потом еще буду снимать, покажу. И кабелек. Все, камера подключена. Бойскаут. Зарядка работает. Руки здесь. Костя в кадре. Горизонт выровнен. Давай мою. Я могу понести. Это мой указатель. Это я вам буду показывать, куда смотреть, если что. В путь! Если вы на премьере, общаемся в чате. Если после премьеры, в комментариях. По возможности отвечу на все. Место, с которого мы начали, это парк, являющийся самой восточной точкой острова Гонконг. То есть ничего туда дальше, ну, кроме одного маяка, на который мы не стали забираться, нет. Нам вниз туда? Да. Давай. Ну и вот перед нами Гонконг, тот самый, который многие представляют. С узенькими домиками и очень-очень высокими. Мне интересно, кто из россиян согласился бы жить вот в таком? Наверное, с 80-х, да, наверное? Ну, может быть, 80-х, может, чуть позже. Современные точно так же выглядят. Благодаря очень долгому прохождению сегодняшнему мы с вами увидим все аспекты этого города. Может быть, 2000-е даже, они уже быстро стареют. И из-за климата. Угу. Костю иногда будет не очень хорошо слышно, потому что мы идем без петличек для передачи более объемного звука. Поэтому, если есть возможность, наденьте наушники, и тогда сможете слышать даже его тихий шепот к концу пути, когда я его снова вот так вот буду поворачивать. Ну, он просто мог передвигать ноги, но поворачиваться уже не мог. Это я про самый длинный наш челлендж. Так, мы в прошлый раз... Да. Пойдем здесь. Посмотрим. Мы любим ходить... Слушай, это же, наверное, голуби. Похож? Да, похож. Да, это голуби, просто не наши сизые, а какие-то другие. Ну, это может быть не голубь, может как-то по-другому называется. Ну, все равно, думаю, из голубинных. Голубок. Такие только в парке гуляют. В городе я не видел. Проверим. Это только в России они там гуляют. О, песик. Два песика. Я не очень много пород знаю, но вот самоедов узнаю. Бедники, как же им тут жарко. А почему у него язык не синий? О, ветерочек бы посильнее, чуть-чуть. Это что-то похоже на буддийское. Прям, да, очень похоже на буддийское. Руками трогать не буду, а то зрители у нас всякие разные бывают. Заявят, что я чью-нибудь мечту разрушил. Насколько я помню, это что-то лошадиные флажки, что ли, называется. В переводе с китайского, это нам дети переводили. Типа они развиваются на ветру, как флаги во время... Ну, в общем, вы поняли, думаю, ассоциацию. Но я очень часто могу не очень достоверную информацию говорить, потому что мозг у меня наполовину уже атрофировался.
Ну, это тоже что-то Китая буддистского. А вы знаете же, что буддизм это не одна религия, не столько течений, просто капец какой-то. Больше, чем в христианстве. А вот диких животных, которых нельзя кормить, вот они. Эй, ну ты хоть и дикая, но ты какое-то очень уж наглая. О, прикольно. Нифига, она прям так это подошла. Да я боялся, что она на меня прыгнет. Костя, давай иногда твоим тоже голосом разума буду. Они же кусаются. Она что-то реально как-то это. Она, видимо ее подкармливает. Да, возле вот этого маленького храмика. Она поэтому не боится людей. Или не обижена. А где изо рта пена, бешеные глаза? Глаза у нее бешеные. Ну это вот все, видите, мы шли по другой части горы. Именно поэтому я предлагаю всегда заходить на незнакомые участки трассы, для того, чтобы встретить вот такое. Сегодня же выходной день! А это значит, что филиппинки, все филиппинки вышли в город потусить. Ох, очень надеюсь, что мы прогуляемся по району, где они разобьют свои лагеря и будут весело танцевать. Тут, помню, на набережной, ну где-то вдоль пролива Виктория, была статуя мужика. И они ему натерли вот достоинство так, что, по-моему, стерли на несколько сантиметров. Вы посмотрите, что творится. Они тут прям бешеные бегают. Смотри, вот там бобер какой-то корку потащил. Да. Ну не бобер, тоже белочка, да? Ага. Ну понятно, бобры по деревьям не бегают. Ну просто у него такой огромный, у этой белки огромный кусок. Вот прям какой-то странный Гонконг. Что так много животных? Это мы еще с тобой варана не увидели только что. Потому что Гонконг это не только небоскребы, но еще такая живность. Такие парки. Да, это настолько... Знаете, я иногда люблю навешивать ярлыки. Это самый контрастный город, это самая контрастная страна. Вот Гонконг – это самый контрастный город, страна. Не в плане трущобы, блеск, нищета, а в плане, начиная вот от таких вот диких парков и заканчивая самыми технологичными небоскребами, бизнес-центрами и туалетами. Ладно, я думаю, вы уже поняли, что я восхищаюсь Гонконгом. Хотел бы я здесь жить? Нет. А вот иногда приехать... Смотрите, какая птичка! Блин! Нет, такой же мне жить здесь я бы не стал. А вот приезжать на выходные, погулять, это Да? даже интересно. Ну что ж, впереди нас еще ждет часов... Сколько сейчас по времени? Не будем загадывать. Да, не будем загадывать. Сейчас где-то 12:30. Идем. Первое, что нам после парка встречается, это туалет с раздевалкой. Ну, переодевалка там есть. Но мы заходить не будем, вдруг там есть люди. А еще Гонконг – это огромное количество национальностей со всех точек света. Если блуждая по любому китайскому городу, да в том числе даже по Шанхаю, который самый такой интернациональный, вы можете удивиться: о, вот иностранец, то здесь вы скорее удивитесь в центре города: о, местный, вот еще один местный. И еще одна ассоциация, конечно же, двухэтажные автобусы и даже трамваи. Это же бывшая британская колония. А еще здесь левостороннее движение. Все, вводная информация закончилась. Дальше просто идем. Проходим этот уровень Китая. О, футбол играет. Я периодически буду говорить, что Гонконг – это не Китай. На самом деле это не совсем Китай. Это специальная административная единица Китая. И для того, чтобы сюда попасть, нужно перейти границу. Большинство китайцев по-прежнему не имеют возможность въехать в Китай, несмотря на то, что в Гонконге всего лишь 8 миллионов населения, а ежегодно его посещают сколько? 20 миллионов? 20 миллионов, представляете? 20 миллионов
туристов приезжают сюда при всего лишь 8 миллионах жителей. То есть очень много. Китайцы до сих пор не все могут сюда въехать, точнее большинство не могут. А представляете, если бы любой желающий китаец мог приехать в Гонконг? Ой, писец, что тут было бы? Спортзал. Ах, да, еще здесь много дорогих автомобилей. А еще Гонконг. Это... Вы любите киберпанк? Костя, ты любишь киберпанковское направление фантастики? Да. Так вот, Гонконг, так же как и Токио, например, это именно вот такой вот киберпанк, особенно по ночам. Может, сегодня к вечерку зайдем на улочку тусовочную. Но в любом случае нам проходить мимо Ванчая. Так что днем посмотрим, как живет эта улица. Перед нами конечная остановка автобусов, поэтому их тут так много. И так они быстро тут носятся. Пойдем быстрее, зелененький. Вот это уже пошел такой типичный Гонконг. До середины дошли, успели, потом нужно вот так повернуть, еще раз повернуть и чаще всего ждать следующий сигнал светофора. Там по прямой, да? Пойдем куда-нибудь туда. Мы периодически, возможно, будем попадать в тупики, потому что если мы будем идти по карте, мы пойдем по самому такому стерильному, неинтересному месту. Нужно идти так, чтобы вот прям хотелось туда идти. Но иногда такие места заканчиваются тупиками. Я, по-моему, уже извинился за все, что может сегодня произойти, кроме дождя. Если вдруг сегодня пойдет дождь, мы с вами будем идти под зонтиком. Вот под этим миленьким. Hello, Гонконг называется. Они тебя не видят, твою одежду, она очень сочетается с зонтиком. Они мою одежду видели на вступлении. А вот тем более. Это у нас район Ванчай, да? Нет. Чайван. Тайвань, да. Мы находимся недалеко от конечной станции метро. И здесь же где-то конечная остановка трамваев. Но мы стараемся перемещаться пешком. Я знаю, что в чате обязательно и в комментариях будут: почему вы неинтересные места не проехали на метро, велосипеде, еще на чем-то. Это прохождение Китая. Прочувствуете? Только когда уже прям дальше невозможно идти, а нужно, например, плыть на пароме, только тогда. Не пойдем же мы вплавь по воде. Мы так пока не умеем. Все, что вижу, буду рассказывать. Даже если вы это знали, возможно, забыли. Каждое дерево в Гонконге помечено. У каждого дерева есть идентификатор. Деревья нельзя спиливать ни в коем случае. Во-первых, название. Это фикус. Большинство вот таких деревьев с корнями – это фикусы. Номер вы уже видели. Если вы вдруг повредите такое дерево, ой, тюрьма и 20 лет выплачивания отработки стоимости. Фикусы бывают очень разные. Вот у этого фикуса очень мелкие листочки. А есть фикусы прям вот с такими вот огромными листьями. Если вы были в Камбодже, ну, либо видели ролики, вот все вот эти вот храмы поглощены именно фикусами. Вот такие вот корни, их все так оплели. Это все фикусы. Первый километр позади. Уже километр прошли? Это по GPS? Да. Надо, кстати, заметить. Мы идем по GPS, Костя трек пишет. И если трек нигде не сбросится и все будет нормально, то после премьеры, оговорился, извините,
Ссылка на трек будет в описании к видеоролику. Если же что-нибудь, какой-нибудь сбой произойдет, ну, извините, вы не сможете посмотреть всю эту трассу. Но к предыдущим прохождениям я очень часто выкладывал треки, и у меня есть статистика их скачиваний. 10-15 скачиваний при 50 тысячах просмотров. Значит, не так уж людям и интересны эти треки. Но все-таки для тех, кому интересно знать, где мы были, как ходили, трек будет по возможности. Ах, да, еще бы хотел обратить внимание. Очень мало места, много парков и огромное количество домашних животных. Собак всяких, белок. Так вот, тут с животными жестко. Если кто-то покакает и вы не уберете за ним, ох, какие тут штрафы будут. Вот там я вижу впереди какую-то коричневую крышу. Это, скорее всего, либо, ну, может быть, храм. Здесь где-то еще... Да блин, не буду спойлерить, а то вдруг еще и где-то совру. Просто идем, смотрим. Но на всякий случай все-таки скажу, что я не первый раз делаю попытку проходки. Конкретно по этим местам я уже гулял. И видеоролик, что-то там, прогулка по Гонконгу называется, что ли. Я дошел с этого места до Адмиралтейства. Минут 40 ролик. И тогда я прошел что-то около 40 тысяч шагов. И думал, нифига я мега крут. Сегодня 40 тысяч шагов это начало, скорее. Мусоровозка. Тесла. Теслы выпускаются специально для Гонконга, поэтому... Так, посмотреть направо сказано сначала. Посмотрели направо. Идем. Да, посмотрели налево. Идем. Так вот, все автомобили в Гонконге специально, ну, либо британские версии, либо гонконгские, либо макаушные с левым, с правым рулем, наоборот, с правым. Вот. Вот Mercedes с правым рулем, видите? Вот Porsche с правым рулем. Не знаю, можно ли здесь ездить на леворуких. Возможно, можно, если у вас два номера. Китайский и гонконгский. Но вот именно чтобы только гонконгский номер был и машина была с левым рулем, такого я ни разу не видел. А вот перед нами стоит классическая, но нет, не классическая. В основном такси пятиместные. Здесь четырехместное классическое красное такси. Старые, по-моему, на основе Volkswagen, да, они сделаны? Нет, это Toyota. Мне почему-то помнилось, что Volkswagen. Ну ладно. Шиномонтажка. Чон? Ты же по-английски понимаешь. Он на кантонском говорит. А, он еще и на кантонском, даже не на китайском. Я не расслышал, что он вам говорит. Честно. Возможно, он говорит, хрена ли вы тут на мою тачку пялитесь? Много новых автомобилей, но и много всякого старья. Вот мне нравится. Немножко жарко, поэтому сверху просто заклеил люк газетой. Прозрачный люк заклеил газетой. Что-то это Китаем попахивает. То, что нельзя нормально закрепить, скотчем можно залепить. В буквальном смысле попахивает. Тут воняет мазутой. Ну, то есть вот такой машинной темой. Смазкой, бензином, электричеством. Если говорить о электрификации всего транспорта, то Китай идет намного впереди Гонконга. Да, давай обойдем. В Шэньчжэне, Гуанчжоу, наверное, 90% транспорта уже электро. Здесь еще нет. И вот проходя мимо автобуса, например, непривычно, что он гудит. Вот что он гудит?
Мы идем, пока куда-нибудь не упремся, да? Не, я к тому, что будем иногда поглядывать на карту или нет? Я смотрю иногда. Нам туда, да? Я правильно понимаю? А нужно обойти. Ну хорошо. Давай здесь перейдем. Или так обойти. Не можешь сориентироваться? Наверное, здесь красиво. По той стороне пойдем. Так, направо, да? Блин, как непривычно. Хочется налево вверх посмотреть. Как-то некомфортно себя чувствую. Думаю, здесь. Пойдем. Ну, я предлагаю вот так вот по этой дороге идти прямо. Пока. Да. Для того, чтобы на Чайван заглянуть в станцию, показать конечную станцию, самую восточную станцию метро острова Гонконг. Смотри, я смотрю на облака и не вижу, чтобы что-то намекало на дождь. Я тоже думаю, что дождя не будет. Вот современные жилые комплексы. Посмотрите, их еще достраивают. Вот такие вот синенькие будут. Не сильно отличаются от вот этих вот, которые построены чуть раньше. И уже ремонтируются нижние этажи. Так что зря зонтик купил за 140, сколько там? Да, 48. За 148 гонконгских долларов. Я вчера смотрел, было написано, что вероятность 90%, что дождь пойдет в течение дня. Какой мерсик. Моя ассоциация еще с Гонконгом. После переезда в Китай Гонконг для нас был спасительным городом для обновления визы. Во-первых, мы жили на бизнес-визе с коридором 30 дней. Нам каждые 30 дней нужно было выезжать из Китая. Мы находились в шаговой доступности от Гонконга, ну то есть в прямом смысле. Перешел речку, и мы в Гонконге. Делается выезд, потом въезд, и все, можно снова 30 дней жить. Поэтому, с одной стороны, для нас Гонконг был вот таким спасением, а с другой стороны, это была такая цивилизация после Шэньчжэня в плане запахов. В Шэньчжэне в те времена еще попахивало. Чего ж тут? Направо же смотрим. Не туда смотрю. То есть реально на улицах пахло перегноем. Очень влажно, очень жарко в канавах, в ливневой канализации. Все подгнивает, правильно? Мне кажется, нужно в ту сторону. Туда? Ну, пошли. А в Гонконге, в котором моют дороги зубными щетками с порошком, запаха этого вообще не было. Нет, сейчас вот здесь есть какой-то запах. А, собственно говоря, почему я вспомнил? Потому что как раз пахануло откуда-то от помойки. Понятно. Вот отсюда пахануло. Да, это вот мусоропереработка, или не знаю, как это назвать. В общем, в Шэньчжэне пахло, в Гонконге нет. Только переходишь границу, и абсолютно отсутствовали вот эти запахи гниения. Сейчас Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Фошань, где мы живем, уже тоже не пахнут, но либо мы привыкли. Однако я же только что почувствовал запах мусорки, так что, скорее всего, просто не пахнет. Самые такие кардинальные изменения в запахах произошли во время пандемии. Обработали абсолютно все, и везде пахло химией. Пожарная часть. Но это новая пожарная часть, не такая классическая, какие здесь можно встретить столетней давности. Сейчас можно идти направо. Туда? Нет, нам к станции метро надо подойти. Прямо.
станция метро, по-моему, вообще... здесь. Нам конечная нужна, да. Я туда и вел, поэтому я туда повернул. А я думал, ты понимаешь, о чем я, нет? Тогда нужно как-то так идти. Ну, Давай здесь перейдем, и там пойдем. Так там тоже есть. Ладно, пошли. Вот, первое недопонимание у нас сегодня с Костей случилось. Я сказал, что хочу до конечной станции метро и предложил идти туда, а Костя сказал, надо идти в другую сторону, думая, что я имел, наверное, другую станцию метро какую-то. Я просто думал, что она чуть подальше. Не, она уже тут недалеко. Ладно, ты руководи, я... Не-не-не, мы периодически будем меняться. Но если бы мы не пошли там, куда сейчас Костя предложил, мы бы не увидели все эти автомастерские. И мусорку не понюхали бы, да. Мне кажется, нам надо вот сейчас перейти дорогу и вот туда идти, да? Ладно, пошли здесь. Проблема Гонконга. В нем очень легко заблудиться. Прям иногда идешь, даже по карте. Смотри, по карте. А мы здесь? Окей, тогда веди. В общем, проблема. Идешь. Вроде по карте правильно идешь, бац, упираешься в стену. Оказывается, что нужно было идти не по земле, а уровнем выше. Ну или наоборот. И вот так. Там уже по прямой. Вон кладбище, которое мы с тобой видели. Да. На горе. Точнее, ты видел. Я понять не могу, ты же надел линзы и все равно не видишь. Понимаешь, линзы, они не могут дать полностью. А я думал, они восстанавливают зрение на 100%. Вот у меня какой-то ограничение. Берегите зрение. 100% не будет. Вот, они нарушили правила. Это не гонконгцы, это приезжие. Гонконгцы так не делают. Это воспитанные англичане. Вот, я же говорил, так не делают гонконгцы. Вы чё? Вы чё меня подводите? Местные жители, вы офигели. Я же говорю, здесь Китай очень такой... Китай плохо влияет на Гонконг. С каждым разом все больше и больше похоже на континентальный Китай. Да. Все, бежим. Нет. Здесь пойдем? А здесь пошли. Мы прошли 10 шагов от перекрестка, и тут сразу такая тишина, ну, относительно того шума, который там. И вот этот вот перекресток верещит, иди, стой, вот эти два разных сигнала. И машины шумят. Как я все-таки привык уже к бесшумным электромобилям. Пойдем вот здесь снизу. Смотри, какие автобусы. Угу, школьные. Это похоже на общаги. Слева желтые здания, оранжевые. Да. Угу. Я не уверен, что это школьные. Я просто не вижу. По-моему, там было написано School Bus, ну и вот смотри, сколько школьников. Да. Мы можем, конечно, подойти посмотреть, но вот я четко вижу на китайском школьный автобус. Что, не видишь, что ли? Где ты видишь Китай? Да я же по-китайски не читаю, я шучу. Автобусы. Ну, пойдем дальше. Туда пойдем. Значит, да, это, наверное, автобус школьный. Лютеранская школа. Да.
Ну, мы же говорили, Гонконг – это бывшая Британская империя. Я думаю, это, точнее, колония Британской империи. Этот вопрос еще будет неоднократно подниматься. Здесь главная религия – это… Что в Англии у нас? Протестанство. Молодец. Англиканство. А здесь, скорее всего, основная религия – это протестанство, христианская ветка. Точнее, христианская ветка, протестантизм, как-то так. Англиканство, как попасть, не помню, как оно правильно. Лютеране, англикане. Точно знаю, есть католические соборы, есть буддийские храмы. Православных, не знаю, ни разу не видел. Это очень похоже на крытый бассейн. Здесь даем? Да? Не знаю, куда зайдем, но… Здесь так чистенько. Очень чисто. Ну, я, наверное, насчет общак ошибся. Это малосемейки. Какие малосемейки? Тут все малосемейки. Все квартиры. Капсульный отель – это роскошь. Вот два разных здания, но между ними есть переходы, для того, чтобы на землю не спускаться. Ну и количество парков, конечно, меня поразило, когда я впервые увидел все это. Про коляски даже говорить не стоит, здесь везде, абсолютно везде есть пандусы. Если гулять ранним утром, то можно увидеть огромное количество занимающихся спортом, в том числе и на колясках, просто катающихся. Сюда мы проникать не будем. Она на нас так серьезно посмотрела, улыбалась, когда выходящих жильцов приветствовала. Она нас увидела такой сразу. Она просто увидела камеру и Ну да. подозрительно. Фу, какие дешевые гитары! То ли дело, мы недавно гуляли с Михаилом по Шэньчжэню. За сколько там? За 25 тысяч юаней он гитару взял попробовать, как звучит. Кис-кис-кис-кис-кис. Кошатник. Внутри там еще две кошки. Кстати, Костя тоже кошатник. И он обнимается со своими кошками. Он кошатник и чистюля. Поэтому он вылизывает всю квартиру, но все равно на нем иногда остаются микроскопические частички его кошки, поэтому у меня на него аллергия. Да, есть такое. И именно поэтому я вчера выпил цитрин, а с собой взять забыл. Так что если сегодня начну умирать от аллергии, это виноват будет Костя, точнее его кошара. Я буду дистанцию соблюдать. Ой, хорошо, что все-таки запахи не передаются, я уже начинаю пованивать. В смысле, в прямом смысле я. Извините, уважаемые зрители, за подробности. У меня на спине рюкзак, и под ним потеет спина. А здесь на юге есть какие-то бактерии. Сейчас 27 градусов. Нормалек, не 36, как тогда мы с тобой гуляли по нашему Гардену. Я даже не помню, как заканчивали. Так вот, и эти бактерии быстро жрут пот и начинают вонять. То есть это воняет не мной, не моим потом, а испражнениями бактерий. Как мы детям объясняли, что за запах? Бактерии кушают и пукают. Ну что, ты глянул, где наше метро? Прямо. Все еще прямо? Но мы пойдем не по этой улочке, она скучная. Пойдем вот сюда, налево. Ты уверен? Да. Мы немножко крутанемся. Потом нужно опять направо. Да, вот именно туда и собираемся.
На всякий случай, чай-ван пишется вот так. Для диванных специалистов чай это не чай. По-китайски чай-ча звучит. Что значит чай-ван? Я не знаю. Костя, может, знает. Ты знаешь, что такое Я чай-ван? знаю, ван, берег. Берег? Вот. Пляж, там, набережная. Так что это не чайный берег, это что-то другое. Какой-то берег. По поводу масок. Сейчас не пандемия, но и в Гонконге, и в Китае многие в масках ходят всегда. Еще начинали это делать до пандемии и продолжают сейчас. И чаще всего, когда мы заболеем, лежим дома, а если китайцам надо выйти, они надевают маску для того, чтобы не заразить других, идут в маске. Это мы защищаемся от внешних опасностей, а они свои мокроты сдерживают. Я захотел сюда повернуть, потому что здесь рынки и магазины. Кейки, вот в таких вот кейкичных мы иногда покупаем именно в Гонконге, не в Китае. Тут жутко пахнет, вкусно жутко. Дурианом. Почем дуриан? Ёптель, да вы чё, охренели? 180 юаней. Дорогой 130 дешевый. Пупели, вот это цены. В Китае что-то около 40 юаней. Доллар и юань примерно, ну, доллар чуть-чуть, гонконгский доллар чуть-чуть дешевле. Но будем давайте 1 к 1. Получается, цены в 3-4 раза дороже. Вот, смотрите, вот этот. Вот такой вот дуриан 88. Буяо. Я только посмотрел. За кадром там извиняюсь, что не беру. Эти ножки я тоже брать не буду, но обязательно вам копыта надо показать. Это черная свинья, она стоит дороже, чем обычная, потому что, наверное, вкуснее. Продавец так как бы сказать-то, отстранился. Она, ну то, что может быть. А вот продавец, наверное, местный, потому что он так встал, как по стойке смирно, и не шевелился. Позволил нам посмотреть. Еще не удивляетесь количеству парков? Ну, значит, удивитесь позже. Ну, где-то же надо прогуливаться всем этим 8 миллионам жителей, живущих в коробчонках. Кстати, они, скорее всего, не очень сильно напрягаются по поводу размеров своего жилья. Они там только ночуют. Большую часть времени своей жизни они проводят вне дома. Здесь нам иглоукалывание могут сделать, рожу немножко поправить, лифчики продать. Озвучиваю для тех, кто слушает, а не смотрит прохождение. Многие в это время готовят, читают книжки, то есть не смотрят на экран, поэтому я озвучиваю. Всякое барахло по 3 копейки. Ну, это все произведено в Китае. Все это мы видели вчера. О, распродажи. Все по 20 юаней. Ну и тут же рядом с труселями магазин золота и серебра. И другого неинтересного нам барахла. Хотел сказать, Костя тоже не носит? Нет, носит. Есть цепь серебряная, да? Да. Крестик был раньше, но потерялся. Остался. Нам сейчас не надо в метро. Но просто пройдемся по станции, посмотрим.
там какой-то забег, но сейчас видно не будет. И тебе тоже. Вот тоже классический Гонконг. Переход на переходе. Да, здесь очень много таких переходов. Варламов бы это начал бы критиковать. А ты хоть раз слышал, чтобы что-то Варламов не критиковал? Он же тролль еще тот. Есть что-то плотно говорит, что-то не очень. Не, на самом деле по большинству пунктов я, конечно, с ним согласен, но всегда нужно говорить «но». Это лично мое мнение. Потому что когда он сказал, что в Китае все дома, вот именно так у него и звучало, построены из говна и палок, а я в съемной квартире не мог перфоратором даже стену пробить, потому что она оказалась уж очень крепкая. Я сразу вспомнил его добрым словом. Да, на многие моментика он, конечно, заблуждается. Ну, может, не заблуждается. Надо тоже иметь в виду, что мы с тобой не очень много видели в своей жизни. А Варламов-то проехался уже по всему миру. Хочу обратить внимание вот на эту вывеску. Он не жил как-то долго, Сейзерия. поэтому он может быть неправ. Вот насчет этого я хотел дальше поговорить. Сейзерия – это японская забегаловка итальянской кухни в Гонконге. Но на самом деле, как итальянцы говорят, никакой Италии там нет. Мы прошли 10 тысяч шагов. Нет, не мы с вами заранее. Но мы в Сейзерию любим ходить в Китае, когда живем. Здесь мы ни разу не были в Сейзерии, не знаю, что здесь. Так вот, возвращаясь, долго не жил. Да, для того, чтобы прям составить впечатление о какой-то стране, нужно в ней именно пожить. А не просто приехать, посмотреть. Хуже всего не приехать посмотреть, а приехать, встретиться с каким-нибудь местным жителем, ну, например, со мной. И я могу же, вот на самом деле, неоднократно видел, приезжает видеоблогер в Китай, встречается с каким-нибудь давно живущим россиянином в Китае, тот ему такого наболтает, и не проверяя факты, просто все это передает дальше. Потом смотришь и думаешь, блин, да что ж вы несете-то? Вот здесь мы немножко прохладимся. Увидел KFC, есть захотелось. Да я просто одного сникерса с утра маловато. Но мы все-таки сегодня очень долго будем ходить. Минимум потребления еды для того, чтобы не пришлось потом еще искать туалет. Суши. Мы попробуем пройти вот по этой вот веточке на другой выход. То есть нам не нужно в само метро. Нам нужно просто пройти внутри под этими ветродуями, чтобы поприятнее было идти. Надо экономить влагу в организме. Хочешь в туалет? Не иди, еще может пригодиться, потому что нам еще потеть и потеть. Я понял, что ты не хочешь в туалет, но я надеюсь, ты же понял, о чем я. Да. $10 стоит эта баночка воды. $10 0,5 литра. Или 33. 0,5? Ну, блин, дорого. Это мы слышим поезд, прибывающий на конечную станцию. Что интересно, обычно у метро есть конечная станция, а потом поезд уезжает куда-то, ну, как-то объяснить-то, в депо, скажем так. То есть за конечной станцией есть еще место, где стоят поезда. Здесь конечная станция и дальше ничего нет. Он останавливается, тут же люди в него выходят, заходят, и он едет обратно. На этой станции депо нет. Станция метро хоть и закрытая, но на самом деле здесь везде проветривание. Вот эти вот окна, видите,
открываются, закрываются. На случай холодов их закроют. И везде ветродуи. Поэтому из-за вот этого создается сквозняк и вполне комфортно идти. Конечно, намного приятнее в Шэньчжэне по закрытым веткам метро, где кондиционеры работают, и всегда плюс 18, но мы не в Шэньчжэне, мы в Гонконге. Так, на какой-то корт выходим. Мы там дальше пройдем, а вот сейчас карту глянем. Заодно зрителям покажем, как мы тут зигзагами бродили. Итак, Так, это Ди, да, у нас? мы находимся здесь. А, это Ди, да? Нам надо идти куда-то вот туда вот вверх. Пришли мы откуда-то, я так понимаю, оттуда. Ну, как-то тут плутали, я не знаю даже как. Выходим на Ди и идем по этой вот улице. А сюда. Что там интересного? Что такого? Вендинговые аппараты, какая-то больничка, ну, это спинномассажная и конечная станция небольших автобусиков. Чай Ван Стейшн, выход Ди мы сейчас находимся. Благодаря таким прохождениям вы видите все, что происходит вокруг, без склеек, без монтажа. Мы не можем показать лучшие или худшие моменты. У нас нет такой цели. У нас цель самим пройти, познакомиться получше и вам показать, чтобы вы составили свое впечатление. В отличие от того же самого Варламова, где он транслирует свое мнение, а мнение может... Ну, можно вообще под слова можно так отснять, что Гонконг будет худший город мира, лучший город мира, бомжовский, суперпреступный, супербезопасный. То есть все можно смонтировать под сценарий. У нас сценария нет, у нас есть только путь. Да, детки? Нет, я с детьми разговариваю. Я тоже своего рода. Нет, в предыдущую поездку в деревню ты скорее вел себя как мама. Мама? Ага. Ой, Денис, туда не ходи, там тебя на органы разберут. Не зашкаливает ли у тебя пульс, не умер ли ты еще? Ну что, не помнишь? Не, я не стебусь, я в хорошем плане, но прям гипер опека у тебя была. Во всех, я уже говорил, да, что Гонконг прям приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Если нет пандуса, обязательно есть лифт. А если где-то нет ни пандуса, ни лифта, бывает такое, то там очень часто есть кнопочка для вызова сотрудника, который подойдет и поможет вас на плече перетащить на другую сторону. Я помню, на старых станциях Гуанчжоу, где не было ни одного лифта на станции, туда тоже сбоку вот такие вот ручки приделали, вот такие, и по ним такие платформы перемещались. Идем туда, думаю. Пожалуйста, не трогайте. Какие они шумные. Метро подземное, но вот конкретно эта станция надземная. Вот как раз поезд прибыл. А это у нас что за дерево? Ты понимаешь? White Jade. Что такое Jade? Что такое Jade? Не знаю. Это орхидея, видимо. Я не знаю. Ну, короче, какое-то дерево. Название какое-то. Как по-русски это и есть. Можно сканировать QR-код, конечно, и почитать. Но мы сейчас этого делать не будем.
парк, скорее всего, тоже открытый, загорожен, а нет, возможно, не открытый. Ну, в общем, я не знаю, почему его огородили. Чтобы люди не ходили по дорожке. Ну, значит, он закрытый по какой-либо причине. Автобусная остановка. Экран. Через 3 минуты подъедет 8P, через 4 789, 82X, через 22 минуты. Антигриппины, тортики, Максимус Кейк, Все подряд. куза и вода. Я люблю вот эту Покари Свит. Общаемся в чате. А, вот, да, вход есть. Почему-то этот парк огорожен. Интересно. Здесь пойдем или дальше? Ну, давай посмотрим по карте. Мы вот здесь. Нам туда. Не, мы его почти весь уже прошли. Смысл нам назад возвращаться? Мы же туда идем. В пути час. Всего 1 час. Я же английского не знаю, поэтому всегда смеюсь над pedestrians. Вот тот самый случай, когда я не знаю, куда идти дальше. Почему под землю уходит дорога? Хотя По карте я смотрел, нам ровно по этой дороге туда. А, вот, еще поворот направо есть. Subway — это не в смысле метро, здесь имеется в виду, а это в смысле подземный пешеходный переход. говорим по прямой, да? Да. А я скоро еду в Пекин. А там вообще метро — это метро. Или Subway, я уже запутался. В Шэньчжэне метро — это метро или Subway? По-моему, метро. Метро. Ну, значит, в Пекине Subway. Или наоборот. Когда постоянно пользуешься чем-то, уже прям не обращаешь внимания на то, как оно называется. Но когда впервые сталкиваешься, удивляешься. О! Сюда. Удивляешься, что в рамках одной страны по-разному называется метрополитен.
А метрополитен так вообще, наверное, никто давным-давно на русском языке не использует. Кстати, когда долго идешь, а в этом ступеньке как-то даже приятно. И мышцы начинают работать. Мгм. Как-то это приятное ощущение. Коулун. Туда. Окей. Про Коулун будем рассказывать, гонконгский? Или всем уже давным-давно известно про этот район? Как думаешь? На твое усмотрение. Можно сказать, я думаю, кто-то не знает. Что за хрень? Это Гонконг. Похоже, мы сейчас кругами будем ходить. Хотя, может быть, вот там Нет, GPS не работает. GPS не ловится. Он появился. И что он нам говорит? Пойди прямо вот как-то. Ну, как-то прямо, ну да, как-то прямо. Для того, чтобы вот как-то прямо никто не бегал, здесь везде заборчики установлены. Я думаю, вот здесь вот может быть под дорогой. Вы сегодня неоднократно услышите: это Гонконг, детка. По навигатору проблематично ходить. Если GPS пропадает. Вот сюда пойдем. Я не знаю. Нет, здесь тупик. Но я вижу, вот там вот что-то есть. Там тоже тупик, лавочка. А, я говорю. Там вниз. Угу. Да. Здесь надо навигатор хороший, как в Китае, где показывает, на какую полосу перестроиться, где светофоры, с какой скоростью надо ехать, чтобы не попасть на красный свет светофора. Сейчас водители такси вообще не думают, как ехать. Чисто навигатором сообщает: перестройтесь в эту полосу, едьте с такой-то скоростью, тогда вы будете попадать в зеленую, ну и все такое. Очень классная навигация. Вот для пешеходов здесь также надо сделать. Выйдите, не поворачивайте налево, поверните направо. Еще один туалет. Давай зайдем. Загляни, я Давай. покараулю твой зонтик. Давай. Я быстро. Но пока Костя проверяет сантехнику, я вам покажу цивилизацию. Это фонтанчик. Абсолютно с бесплатной водой. Нажимаете сюда, наливается в бутылку. Нажимаете сюда, вот отсюда брызгает. И наливаете сразу в рот. Да, 0,5 воды стоит 10, 11 и больше гонконгских долларов, в зависимости от крутизны воды, которую вы хотите попить. А это бесплатно. Для слабовидящих иероглифы, что ли, нарисованные. Ну или азбука, не знаю. Даже мыло есть. Говорю, цивилизация. Держите свой тяжелый зонтик.
Хочется сказать, это же Гонконг. Где все люди? Ну, не в каждом районе люди ходят по головам друг другу. Где-то их прям мало. Туристам здесь реально делать нечего на самом деле. Как это нечего? Вот такие водопадики смотреть. Это ж круто. Да, для туриста это так. Ничего особенного. Они все приезжают в Гонконг, вот в центр. Небоскребы посмотреть. И кораблики эти. С алыми парусами. Да. Да. Ой, это что, слоник? Или не могу понять. Забыл душ. Кто-то слоника забыл. Ребенок плакать будет. Я думаю, она здесь будет долго одевать, пока какой-нибудь уборщик не найдет ее. Да. Пока мы смотрим, куда идти, все-таки надо посмотреть. Вы можете глянуть, чего здесь делать нельзя. Никаких собак не курить. Да, кстати, штраф обалденно высокий за курение. Никаких велосипедов, скейтбордов и птичек тоже не кормить. Я предлагаю пойти вот туда. Нет, туда. Ну что, пойдем вот по этой дороге? Да. Костя подтверждает. Пойдем сюда. Мое любимое развлечение, когда кто-нибудь приезжает в гости и хочет экскурсию по Гонконгу, я предлагаю сесть в левый верхний ряд автобуса и съездить на пик Виктория. Большинство прям молчат от страха, у них забудь дыхание, спирает и все. Кость, ты катался? Катался, конечно. Понравилось? Да. А на фуникулере поднимался? Да. Дорого и большая очередь, да? Очередь очень большая. Я ребят водил, ну, мне приезжали друзья, Угу. они меня проклинали, когда мы в этой очереди стояли. На пик Виктории. Поэтому лучше на автобусе. А вагончики на этом фуникулере достаточно быстро едут, там не успеешь насладиться даже видами там. Если уж про виды говорить, то лучше с Тимчатсуя наблюдать, с другого берега на все эти небоскребы смотреть, либо с пика Виктория сверху, там классные виды По открываются. сути, да, там минут 15 так оставили, чтобы и все. Но в очереди я в прошлый раз стоял 3 часа. 3 часа в очереди на фуникулер. Писец. Они были первый раз в Гонконге, я сказал, ну, это нужно обязательно смотреть. Мы с детьми один раз ездили, недавно спрашивали, помните? Они говорят, не помним. Но больше нам смелости не хватает такую очередь отстаивать. Еще одна ассоциация с Гонконгом – это забетонированные горы. Для того, чтобы с них ничего не сыпалось, все полностью забетонировано. А вот там сверху смотровая площадка. Получается у меня расход 6% в час. Ну, этого. Так тебе не хватит до конца нашего пути. Зарядка. А часики можешь в пути заряжать, да? Хорошо. Я так думаю, я не пробовал, но должно заряжаться. Сортировка мусора. Вот мужчина на своей заниженной тачке привез сжатые пластиковые бутылки. Кругом мусорки.
и выступающие кирпичи. Но вот это не потому, что здесь плохо сделали дорогу, а потому что некоторые деревья корнями своими все задирают. Вот почему я подумал, что то школьные автобусы. Я где-то краем глаза school увидел слово. Потому что, видишь, автобусики точно такие же. И поэтому решил, что школьные. Очень часто наш мозг замечает то, что не замечает наш разум. Но понимаете, там несколько же уровней обработки. И создаются такие ассоциации, типа угадал, грубо говоря. На самом деле очень часто не угадал, а просто где-то что-то заметил, какой-то момент, и мозг тебе дорисовал, подсказал. Самые быстрые наши реакции проходят без нашего анализа. Хотел сказать, с какого фига тут мопеды гоняют по дороге? Нет, это не Шэньчжэнь и не Гуанчжоу, где невозможно ходить по пешеходным тропинкам, потому что там носятся на мотоциклах, на байках. Здесь гуляй не хочу. Очень сильно отличаются. Хотя между Шэньчжэнем и Гуанчжоу сколько? 100 метров? Ой, между Шэньчжэнем и Гонконгом. Каким Гуанчжоу? Сегодня, если будет возможность, мы на гору тоже заберемся. Если позволит время и силы. Да, куда-то туда идем. Хотя нам бы по-хорошему какой-нибудь интересный райончик. Нам же не только пройти, нам и посмотреть. Что-то огороженное колючей проволокой. Военная база, блин. Хотя значок метро указан. Здесь ничего интересного нет, поэтому идем дальше. Да, сейчас достаточно долго будем идти прям, вдоль этой дороги. Что сделаешь? Да. Можно пообщаться в чате. Можно написать комментарий. Можно включить музыку. А можно попытаться угадать, зачем вот эти катакомбы, я уверен, что там под землей еще десяток этажей, огорожены колючей проволокой. Кругом камеры видеонаблюдения, подсветка. Это подсветка, это не камера. Да там и камеры стоят на входе, куча. Уверен, что здесь снизу они тоже направлены. Но вообще я знаю, что это такое, уже понял. Это депо метродепо. А почему они? Зачем? Потому что, представляешь, не будем говорить слова, за которые могут забанить, то, что там делает хлопок и задымление. Вот здесь хранятся все поезда, возможно, еще ремонтируются, или часть поездов, чего уж тут, не все, которые ходят по этой ветке ночью. Можно туда забраться, что-нибудь нехорошее сделать, а потом поезда днем что-нибудь нехорошее сделают с людьми. Понятно, почему все огорожено так? Это стратегически важный объект. Тогда лучше не снимать. Если бы это была военная база, было бы написано «No video». Возле некоторых объектов здесь есть надписи «No video», поэтому мы будем делать как-нибудь вот так в этот момент. Или в потолок. А теперь за такой стеной так вообще ничего не видно, поэтому все окей. Ой, по той тропинке бы да наверх. Не, да ладно, у нас еще сегодня такая возможность будет. Не 100 километров, там, или 50. Слишком будет мощно. Ой, ты ёпарасоте. Итак, давайте пока тут, прям совсем скучные виды, поговорим о Гонконге. Гонконг отошел к Китаю в 1997 году. До этого, как я уже говорил, он был британской колонией более 100 лет.
Но он не просто стал Китаем, он стал специальным административным районом с собственной валютой, собственным... Нет, теперь уже у них не собственное правительство, но как бы, ладно, давайте, на бумаге все еще собственное правительство, несмотря на то, что все под управлением Китая. Что у них тут собственное? Собственно говоря, все собственное. Ну, понятно. И для того, чтобы сюда попасть, нужно перейти границу. Поэтому это считается до сих пор, хоть и принадлежит Китаю, отдельной страной. Я вот лично Гонконг до сих пор воспринимаю как отдельную страну, несмотря на то, что если китаец сейчас меня услышит, он в меня плюнет. Бить он меня не будет, потому что за это попадет в тюрьму, а за то, что плюнет, ничего ему не будет. Так вот, на 50 лет, да? Да, вроде на 50 лет Гонконг имеет вот такой вот статус. С 97-го, соответственно, до 47-го. Но Китай периодически начинает как бы экспансию. Все помнят революцию зонтиков 14 или 15 года. Вот как раз там была заварушка вся, связанная с выборами. И уже сейчас чувствуется сильное влияние Китая на Гонконг. Он до сих пор отдельный регион, и сюда китайцы не могут попасть. Но прям вот уже не то, что было 10 лет назад. Либо мы совсем окитаились и замечаем вот эти вот нотки, либо... Костя, ты как думаешь, на самом деле окитаивается, да? Да. Ну, говорить о том, что собственная валюта выпускается собственным банком, но печатается, если не ошибаюсь, где-то в Шанхае. Вообще собственных производств у Гонконга нет. Это такая страна-город экономического изобилия. Ну, то есть ничего не производится, одни финансы крутятся. По-моему, доллары, да, гонконгские, там печатают 3 банка, да, или сколько? 3 банка печатают гонконгские доллары, и прям на бумажке написано, какой банк его отпечатает. По-моему, Банк Шанхая даже их печатает. Один из банков сегодня, небоскреб банковский, мы сегодня, возможно, увидим. Что еще про Гонконг такого сказать? Когда он был британской колонией, Китай, понятно, хотел очень его сильно получить, но потом, когда понял, что плюнул, короче, и в 1979 году начал напротив Гонконга строить Шэньчжэнь. Моя любимая история про то, как начали строить Шэньчжэнь в ответ Гонконгу, а построили на самом деле город, ну, намного теперь превосходящий Гонконг. Они хотели его догнать хотя бы. Нет, сейчас уже уделали. Ну и так неожиданно все-таки Гонконг отошел к Китаю. Не перед кем тут это выпендриваться. Понятно, что Британия сюда больше никакие бабки не вкладывает в плане строительства и показать Китаю: смотрите, у нас как круто, у вас там фигня. Теперь Китай уже всему миру показал, что у них может быть круче всех. Да, вот такой вот. Что, нам на дорогу придется выйти, да? Ай-яй-яй-яй. Да, с дорогой. А я так понимаю, сюда автомобили не ездят. А вот же, с противоположной стороны пешеходный переходик. Ой, в смысле, пешеходная тропинка. Ужасный Гонконг, ужасный. Посмотрите, заплатка на заплатке. Да тут ездить вообще невозможно. Как тут люди живут? Фу, кошмар. Кошмар! Да где тут 3 раза? Все, показал свое негодование с кошмаром. Для тех, кто совсем не понимает сарказма, это был сарказм. У меня Макс очень саркастичным растет. И зрители очень часто воспринимают его поведение в кадре, как что он на самом деле такой. Так ржачно. Ого! Так, что будем делать? Ты видишь уже проблему? Я вижу. Прямой, да, наверх? Нет, наверх мы не поднимемся. Это не ступеньки для подъема, это ступеньки для воды. Ну, то есть вода должна течь не по наклонной, а по таким ступенькам, тогда она как бы меньше разгоняется к концу. И не сносит снизу каменные преграды и автомобили проезжающие. Я так понимаю, ну, лично я думаю,
Нам надо наверх. Так, я сейчас посмотрю. Вот, собственно, дороги-то и нет. Здесь дороги нет, нам надо наверх. Как нам попасть наверх? Почему я так уверен? Потому что я гулял вот по этому гардену и помню, что из него с трудом выбрался. А, вижу ступеньки. Помню, прям очень сложно было отсюда выбираться. Ну, тогда у меня было преимущество. Я час бродил тут кругами, никто об этом не знал. Ты здесь ходил раньше? Да. Ну, А знаешь, теперь сюда выйдем, правильно? выйдем. А теперь-то мы со включенной камерой, и не хочется попасть в просак, показывая вам, как мы лохопендрёлим. Главное, чтобы сюда вход не был наверх закрыт. Что мы видим? Только... Что там написано? Доступ сюда разрешен только... Короче, здесь это, наверное, Кто такой maintenance? наверное, это. Нельзя, да? Вообще дальше там по карте там какой-то военный музей. Ты здесь был? Ходил? Я вот из этого гардена выбирался. Это было, ну не 10, 6 лет Сейчас назад. это Ты... как бы. Ну, мы пойдем? Ты же обычно такой правильный, даже на красный сигнал светофора не по-другому как мы переходишь. видим. Ну я же как-то вышел, я тогда без нарушений, помню, шел. Ну я говорю, только здесь придется. А, вот же дорога нарисована. Я. Вот, смотри, если... Ну, давай вот отсюда возьмем, ткнем вот сюда, представим, если идти, проложить маршрут. Говорит, что здесь ходить нельзя. Так, подожди. Еще разок. Мы здесь, хотим вот сюда. Пешком. Да ты что, издеваешься? Я не хочу туда идти. Нет, а другим путем. Не, говорит, нельзя пройти. Чё? Тогда делаем так. Идем вот сюда. И что нам тогда скажет, если мы вот сюда придем? Я точно помню, что по этой дороге шел вдоль дороги вверх. Это когда Так. было? Да я же говорю, лет 8 назад, 6. Не помню. Ты тоже спросишь. Надо вот до застройки проложить маршрут. Да я куда не прокладывал, он мне предлагает обойти все вокруг. Да, надо обойти, возвращаться назад и... Я не хочу назад. Я хочу вперед. Ну туда сейчас час всего идти до застройки, получается. Что, пойдем? Подожди. По-другому здесь никак. И басить, колотусить. Ну, получается, мы сейчас вдоль этой дороги назад пропендюрим до станции метро. Угу. До парка. И там нужно свернуть. Да, получается так. Ну, что поделать. Сюда нельзя. Вот, здесь надо идти по этой дороге. И туда. Ага, только не в ту сторону. Почему вот так поворачивать, да, в ту сторону? Нам вот через эту гору предлагает вот эту гору полностью вот так обойти. Смотри, по моему маршруту, я слепо. Да. Вот. Он предлагает тебе вот так вот через гарден и вот через эту гору полностью обойти. Мгм. Нет, ты не, подожди. Ты не прав. Я прав. Не через эту гору. Туда идти и по этой стороне. Подожди, гараж она вот в этой стороне получается. Нет, здесь все правильно. Ты ошибаешься. Пойдем. Ты хочешь сказать, сейчас мы не вернемся на ту дорогу, по которой шли? Мы вернемся, потому что мы не будем сейчас обратно идти. И вот эту гору обойдем с той стороны. Ну ты посмотри на карту-то, ёпрст. Вот, смотри, вот карта. Смотри, гора вот она. Вот, смотри, я смотрю. Гора Да. Вот, видишь, вот гора. Вот я про что тебе и говорю. У Кости специальный экран. Я ему говорю, пройдем вот так и вот эту гору все обойдем. Он говорит, нет. Пойдем. Просто там Нет, дорога я не есть. хочу. Я хочу. Смотрите, зрители. Я хочу вот этот путь, вот этот, который нам предлагает, сократить вот здесь. Это будет скоростная трасса.
Но я думаю, на нее можно выйти и пройти. Хочешь по трассе идти? Да, я не хочу делать весь этот круг. Это просто писец, это лишний час. Поэтому что мы делаем? Мы сейчас выходим вот на эту вот дорогу, которая поднимается вот сюда, я так понимаю. И идем вот по этим вот эстакадам. Я вижу твое лицо, вижу, за кадром. Именно поэтому мы взяли паспорта. Если нас посадят, то хотя бы опознают. Я Ну, бы не советовал по трассе идти, ну реально. Там такая... все нормально. Да ты не ссы! Видишь же, тут знак стоит. Там нас вызвали полиция, или что, просто опасно. Видишь, вот, на велосипедах нельзя. На автобусах нельзя. Так что пойдем. Я Нет, понимаю, не хочется, ну, другого выбора. не пойдем. Стопудово не пойдем. Ладно, пойдем вот на эту трассу с другой стороны только зайдем. А, смотри, вообще написано приватная дорога. Ладно, мы же иностранцы. Слушай, здесь прям везде приватная, приватная, Да. приватная надписи. Ну, здесь люди бегают, я видел. Мы с тобой сейчас сходили. Кто-то бегал. Ага. Ладно, нам нужно было заранее маршрут посмотреть. Нет, заранее ты маршрут не проложишь. Это будет скучно и неинтересно. Вот ты хочешь знать, когда ты умрешь? Нет. И как умрешь? Не хочешь. Вот я тоже не хочу. То же самое касается и маршрута. Проходя Гонконг, я не хочу знать каждый закоулочек, где буду проходить. Это будет скучно. Дай-ка я запрыгну. Ой, на этот пешеходный на пешеходную тропинку. Да, мне тоже стало интересно, а что там у нас снизу? Всякая фигня. Вот даже в Гонконге ездят на Kia. Смотри, сейчас вот на эту вот выйдем так и аккуратненько вдоль дорожки. Тюк-тюк-тюк. Надеюсь. А вообще, блин, надо было подниматься там по горе. Я думаю, мы там перепрыгнули где-нибудь через забор. Конечно. А ты что, это еще не понял? Хрен, мы на эту трассу так не попадем. Какие здесь штрафы за эту трассу, знаешь? Если мы пойдем. Костя, здесь нет выхода на эту трассу. Слушай, Денис, Так что идем вот на эту гору, перелазим через гору по лесу. И потом нас выкупают из тюрьмы. погугли, какие штрафы. Погугли. Отсюда ведут. Если что, когда нас будут брать, ты по-английски не говоришь. Может, реально пойдем так? Нет. Там же ты сам сказал, открыто. Я просто не сразу неправильно тебя расслышал. Я расслышал, что Денис, тут открыто, ну давай мы туда не пойдем. А ты, оказывается, имел в виду открыто, давай пошли. А ты, кстати, знаешь, что нам может прилететь, даже если сейчас не прилетит? Нам может прилететь, даже если сейчас ничего не прилетит, и мы пройдем. Потом по видеоролику у нас же полные доказательства нарушения законов. Не иди по дороге,
Зрители, а вы бы как поступили? Пошли бы скучной дорогой вокруг час. Так как я не один. Костя говорит, пошел бы вокруг. А я не хочу. Так, посмотрели направо. Я хочу непознанного, нового впечатления. Говорят, здесь в тюрьме очень любят пухленьких мальчиков. Шутка юмора. Я думаю, они специально открыли эти ворота, потому что знают, что людям надо тут пройти. Пойдем. Пошли. Поднимаю камеру вверх. Но по трассе нет. По трассе нет. А мы сюда идем для того, чтобы выйти на трассу, потому Я что понимаю, да. по лесу здесь нет дороги. Как ты ходил здесь раньше? По трассе? По трассе. Но мы, похоже, пойдем по лесу. Да, слушай, все, тропинка заканчивается. Капец, я понял. Мы сможем не выходить на трассу, мы, наверное, по горе сможем перебраться. Если не упадем никуда. Может, познакомимся с местными жителями. Ну что, в бой? Готов? Давай. Писец. Вы этого не видели? Никому, пожалуйста, не говорите. Вот и все. Поедешь налево, Да. да? Ура! Мы... О, Костя! Тише. Просто скользко, пойдем. У меня из-за тебя чуть сердечный приступ не случился. Вот, мы только что сэкономили час времени. Знаешь, я думал, ты не только по трассе идешь прям по дороге, я не думал, что здесь лес. Но мы сейчас выйдем. Я не думаю, что через лес стоит идти. Здесь, видишь, есть боковая такая коротенькая, на которую они не имеют права выезжать. Ну или... Не, мы тут не пройдем. Здесь уже закрыта калиточка. О! Максимально близко. Это не трасса, это велодорожка. Да, я даже помню вот эти вывески. Но я шел по другой стороне, если не ошибаюсь. Кто говорил, что в Гонконге чисто? Не везде. А, там бомжики живут. Вон под мостом, видишь, диванчики. Могли бы с тобой здесь ночевать. Да. Я не знаю, что это. Скорее всего, не велодорожка. Вы сейчас Костю, конечно же, не слышите. Это я с ним разговариваю. Наверное, специально для пешеходных. Да, специальная пешеходная для нас. Для дураков. На самом деле, Мы ничем не рискуем. Я смело могу сказать, что я 100 раз так делал. Ну, как минимум один. я не люблю это, потом пошли, поэтому дальше. Понятно.
Не, на самом деле там безопаснее. Там потом по прямой или дальше? Я тогда сворачивал налево вниз. Ну а мы направо пойдем. Смотрите, сколько мы сэкономили. Надо было идти вот так, а мы пройдем вот так. Байкеры поперли со всех дыр. Поворотник один включил. А зачем он тут включил поворотник? Надо, да? А я думал, при таком примыкании поворотник не надо включать. Понятно, что он никуда дальше не поедет. А, перестраивается на соседнюю полосу. Тогда, может, и надо. Костя, ты водишь автомобиль? Нет. То есть правил тоже не знаешь? Нет. Надо вот здесь показывать поворот или нет, зрители, кто знает? Хотя я уверен, большинство знают. Ну, я также уверен, что даже те, у кого есть не купленное водительское удостоверение, имеют огромный стаж, некоторые правила подзабыли, потому что, ну, ездят по одним и тем же дорогам, а когда не используешь что-то, это забывается. Я всегда вспомнил, я в Новосибирске, когда шел домой пешком. И там тоже трасса была. Вот там был ужас, там вот такие же деревья, так вот, знаешь. Нависающие над Да, дорогой? И, короче, это был ужас. Я еле-еле прошел. Вот для тебя специальная тропинка справа. А здесь уже люди по люди ходят. А вот посмотрите, какая растительность, прям как в Сибири идешь. Да. Ну, правда, в Сибири такая в июне, наверное, трава, а здесь в мае. Не факт, что мы правильно пришли. Возможно, придется снова заходить на эту трассу. Там люди ходят, может быть, когда можно пройти. Здесь, возможно, Появился здоровый, там переход. хорошо. Здесь, мне кажется, находится рыбный причал. Ну, рыбный рынок, как объяснить-то? В общем, куда рыбу привозят по утрам на суденышках? Может быть. А может, я ошибаюсь. Навигатор построил маршрут, поэтому... Ура! И прямо эту тропинку указал навигатор? Ну не совсем, он на тут же показал. Мы А. идем. Поэтому мы выйдем. Вот. Сейчас по прямой, короче. Там будет переход, на другую сторону, и там уже все. Замечательно. Я недавно с Серегой, Костиным братом, по Гуанчжоу гулял, показывал ему достопримечательности. Мы ходили на рыбный рынок. Сколько раз был на этом рыбном рынке, ни разу не рискнул купить что-нибудь, чтобы мне там же в ресторанчиках приготовили. Надо, наверное, как-нибудь попробовать. Справа, посмотри, военные нарисованы. Видишь? Камеру специально не поворачиваю. С автоматами, пулеметами. Здесь уже автобусы ходят. Целых 4 маршрута. Там Кунг Темпл Роуд. Слушай, мы забрели в старенький райончик, похоже. Посмотри, какие вот там вот трущобки. Видишь? А, не видишь. Нам на ту сторону надо. Подожди, я сначала покажу, вдруг не перейдем. Вот там вот такой домик интересный. Тут музей. Мы вот на это посмотрим. Мне говорю, кажется, что это рынок рыбный. А там, ты говоришь, военные, это там музей. Нет, военные были справа. Да, я говорю, это там музей.
Так это музей военных. Да. О, фиш-маркет. Ты посмотри. Это называется угадал? Нет, я просто знал, я тут был. Больше тут пройти? Я хочу сюда зайти. Нас, возможно, не пустят, но как минимум, да, тут автомобильчики, туда, наверное, нельзя все-таки. Но и мы ничего не увидим. Внимание, ведется видеонаблюдение, написано. Пойдем вон мимо тех стареньких этих посмотрим. Если что, нам показывают в эту сторону. Хорошо, перейдем на ту сторону. Вот где-то переход. Угу. А мне вот эти амбары нравятся. Я думаю, там может быть что-нибудь интересное. Кроссовки. Че, кроссовки? Ты где плавал? Серьезно? Не знаю. Вот ну, посмотри на мои новенькие, чистенькие, беленькие, с дырочками. Надо было черные. Я ступил белые. Вляпался. О, двигатели лодочные. Здесь, я думаю, ремонт суденышков. Да, я хотел вот это вам показать. И сам посмотреть. Блин, зря мы, может, туда не пошли. Там кораблики. Ну, прям классно. Мне вот это место нравится. Флаги развиваются. Костя, сможешь прочитать, что написано? Шипяк. Да на английском языке, ой, на китайском. Ну вот, на флаге. Или тут Не вижу особо. даже 4 крупных. Традиционный ролик. Традиционный канбудон. Ну ладно. На ту сторону, говоришь, надо, да? По твоему Ну, можно навигатору. было там идти, да. Так, может, мы тоже выйдем? Не Да знаю. пошли туда. Там просто вот по прямой ходить. На навигатор особо не надеемся, идем как идем. Надеемся на мою интуицию. Так, Такой зеленый фон. И... туда не пойдем, пойдем туда. Мне прям интересно, что ж тут написано. Может, кто-нибудь из зрителей знает? Кто прочитает? Или это в другую сторону надо смотреть? Вот так. Давай развивайся. Не хочет. Они еще такими этими написаны. Шрифт корявый. Видите, такой, да. Можно китаистов спрашивать. Чтобы они прочитали. Угу. Ну, я думаю, наши зрители уже поняли, что приключений будет куча. Что? Можно было там пройти. По той дороге? Ну вот, зря пошли сюда. Ну, моя интуиция сюда. Ты хотел трущики посмотреть? Вот они, напротив. Там какие-то компании расположены. Компании расположены. Не удивлюсь, если там крипту майнят. Но Geostone Engineering написано. видишь отсюда? Да. Subway справа. Вот смотри, навигатор так. Раз, раз, раз. Твой навигатор показывает дичь. О, вот тут красиво. Пошли на лодочке все-таки посмотрим. Пойдем. И вот темпл. В таком
кантонском стиле. Ну и лодочками можно полюбоваться. Что удивительно, ни слова на английском. Но мы же в Гонконге. Я думаю, что все, кто проходит мимо кошек и не говорят кис-кис-кис, инопланетяне. Потому что ну как не покис-кисать? Кис-кис-кис. Ну, хочу сказать, что оформление самого храма похоже на стиль Гуандуна, а все-таки вот таких вот разноцветных, ярких я ни разу в Гуандуне не видел. Гуандун, если что, это соседняя провинция. И смотрите, что здесь написано. Chinese Temple, понятно. Нельзя фотать со вспышкой. Нельзя использовать штатив, то есть зайти и посмотреть можно. Открыто с 8 до 5 часов. Но если можно зайти и посмотреть, то мы зайдем и посмотрим, конечно же. Все. Костя завис. А я зайду и посмотрю. Но помолчу. Драконьи лодки. Скоро будет праздник драконьих лодок. Что-то, по-моему, в начале июня или в конце мая. А это лодка с алыми парусами. Мы ее можем встретить в проливе Виктория. Паруса на самом деле не алые, какие-то коричневые, но подсветкой они делают их алыми. Ты постеснялся? Постеснялся зайти? Я тут фотографировал, да, и с кисой играл. Ну понятно, Да, постеснялся. Да, пойдем кораблики посмотрим. А что стесняться, это же храм. Вон проход есть. Ну я не знаю, ты иногда стесняешься. Не, скажу, у меня запах. А, да, там аж глаза слезятся. Запах там такой зверский. Я поэтому храмы не особо люблю. Че, не нравится даже как ладан пахнет? Да. Понимаешь, я же не люблю, когда, например, кто-то курит, да? Ага. И что-то мне кажется, что... Для тебя такая же ассоциация. Мгм. Да, мне не очень хорошо. Я сразу вспоминаю эти старые фильмы гонконгские. Да, да. Они по таким лодочкам и прыгали, и летали, и гоняли на них. Но вот эта лодка прям супер крутая. Вообще, просто... Вообще. Я бы на такой погонял. Морем пахнет. Прям мне нравится, приятно. Это Гонконг. Вот это прям типичный такой Гонконг в плане и лодочки, и небоскребы. Давайте я немножко прозумирую и прокручу для вас, чтобы вы понаслаждались. Все, кто не смотрит, а слушают, пожалуйста, к экрану вернитесь, посмотрите. Лодки. Что, давай на лодке поедем. Горы. Нет, у нас не проплываю Гонконг. Мы же это уже обсудили. Вот там яхты даже приличные. Есть парочка. Ну, вот эти вот, конечно, посудины. Я не знаю даже, как их назвать. Хлипкие лачушки. Нет, не лачушки. Но обратите внимание, на крыше панели светодиодные. В смысле,
Да чтоб меня. Солнечные панели. Может быть, он тут и живет сразу. Не удивлюсь, видите, даже номер есть. Вот, под спасательным кругом СМ, что там, 70, 40, 85. Плохо видно. Какие-то там. Ну, какой-то ребенок рисовал. Там сверху компас. Нет, это не компас, это светодиодный фонарь. Ну, в смысле, Вот сбоку слева есть фонарь. так я его и читал. А, ты на спасательном круге читал? Понятно. Ну что, насладились? Я прям кайфанул. А еще мне понравился вот этот вот запах с моря. Но сейчас мы вас немножко морем порадуем. Пойдем вдоль вот этой вот набережной. И здесь еще на некоторых кораблях такие же треугольные флаги висят с непонятными иероглифами. Может, это они все готовятся к... Да, в этот раз я не хотел себя показывать. Случайно. Может, они все готовятся к празднику драконьих лодок. Нет, нам туда, да, сюда. Зонтики, походу, мы зря взяли. Да. Сцена. Кость, пойдем прямо вот здесь. Насладимся бризом. И еще в лодочке позаглядываем, поздороваемся. Посмотрите, я не знаю, сколько лет этой бабушке, она до сих пор плавает. Я прям в шоке. У них тут у всех номера. Ну да. Как в Венеции. Да. Водный транспорт. Чайки. Слева детская площадка. В первый год я очень много тестировал телефонов. И в каждом нужно проверить камеру. В одном из таких парков что-то снимал, уже не помню, подбегает женщина, как давай орать, зачем ее муж нас подослал. В общем, выяснилось, что у нее они с мужем в разводе, и муж хотел отжать ребенка, нанимал частных детективов, и она подумала, что мы одни из таких частных детективов, и фотографируем ее и ребенка. Вот, о чем я говорил. Драконьи лодки. Dragon Boat Race. Так, а вот описаны все интересные места. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И расшифровка на китайском и английском языке. Где? Так, Ковлун парк это 3. Ага, вот это самая большая гора. Парк. Ковлун пик. Вот эта самая большая гора, это Каолун. Вон она. Мы ее видим. Можем даже немножко приблизить. На макушке стоит антенна. Хорошо. Ковлунский пик. Ну ладно, идем дальше. Мы с вами в пути почти 2 часа. Я не понял, он песни поет или он так дышит? Видел? Может, подпевает? Бежит. Ну, я тоже подумал, что подпевает. Но потом он так не ритмично, ну, в смысле, не в такт музыки, а как-то просто... Ой. Ну, короче, просто рот разевал, такое ощущение. Потом создалось. Не, он не подпевает. Это он так дышит все-таки. Вот бабушка выехала тоже погулять немножко, подышать свежим воздухом. Смотри, с этим, да? Через трубочку, ага. Тут очень старый. Ну, в Гонконге очень много пожилых людей, но так как мы помним, да, здесь квартиры такие, что только поспал и больше в ней находиться не хочется. Они все по улицам тусят, и даже бабушки. Еще одна проблема. Во-первых, стариков много, да? Во-вторых, рождаемость самая, наверное, одна из самых лучших в мире. Тут Нулевая. на одну женщину, да, приходится
там 0,8 что ли рождений за жизнь женщины. Угу. То есть получается, одна женщина рожает. Ну, то есть 2 из 3, грубо говоря. А давайте посмотрим, как здесь было, например, в 1910 году. Сколько лодок, обалдеть. Костя Вот, сегодня говорит, вот а можно было бы перенестись? погулять, Вот да. 80-е годы, вот так 80. Ну, кстати, не очень сильно отличается, да? Да. А вот 20-е. Капец, хибары! Ну, согласись, было бы прикольно. Так не было никаких небоскребов, ничего не было. Вот только 80-е годы, вот это 70, ладно, 60-е, 70-е годы, вот это все построили, в 80-е вот так выглядело. И вот этот вот вид в большинстве районов сохранился. Вот такой. Вот они. Как раз вот с 60-х начинается. Нет, это уже современнее, это, наверное, Я имею в виду 90-е вот стремительное эти. вот развитие Гонконга. Да. Потом 70-е, 80-е, пик. А пик кинематографа, да, был в 70-е, 80-е, когда там, кто здесь, и Брюс Ли, и Джеки Чан здесь начал. Вот одно время даже по производству фильма Гонконг он третий шел после Голливуда и Болливуда по производству фильма. Может, до сих пор так. Ну, в Гонконге до сих пор много снимают, но сейчас много американских фильмов здесь снимается. Представляешь, да, такой маленький город, Такой маленький город, да. маленькая страна, допустим, да, скажем, Рыбка плескается. столько фильмов производит. Угу. Да. Какая игривая рыбка. Ты видишь, где рыбка. Да, вон там плескается. Мелочь всякая пузатая. Вот лодочка подплывает, может заснять ее. Костя, сегодня можешь не говорить, что я что-то могу заснять. Я снимаю все, потому что мы же проходим Китай. Да. Камера не выключается ни на секунду. Я забываю, что у нас прямой эфир. Нет, у нас не прямой эфир. У нас премьера. Премьера, да. Но для зрителей это то же самое. Никто еще этого не видел. Мы вместе с вами сидим и общаемся. Если, конечно, вы имеете доступ к YouTube Вау. и пришли. Вот и номер есть, и номер телефона указан, и панель солнечная сверху. Вот моя мечта покататься на таких суденышках. И такое ощущение, что у него электродвигатель, он такой тихий, в отличие от других лодок. Мне кажется, за $100-200 он спокойно нас покатает. Я тоже так думаю. За стоимость этого зонтика нас с удовольствием покатают, но не сегодня. Ну, кстати, это в том числе и от зрителей зависит. Если зрители чего-то очень сильно хотят, например, зрители очень хотели прохождения Гонконга. Да, я немножко затянул на 2 года, потому что были обстоятельства, не было возможности, но я выполняю обещания. Вот, проходим Гонконг вместе с вами. Вот это вот черное, маленькое, узенькое здание, такое страшное. Прям Мордор. Да вообще вот эти вот... Это застройка, откровенно говоря. Включаю Варламова. Говнище, муравейники, человейники, тут жить невозможно. Фу, как люди тут живут. Похоже? Нет, он по-другому говорит, но смысл-то такой. Люди живут и счастливы. Видите, перед нами идет... Ну да, перед нами идет не очень молодая парочка, за ручки держатся. Счастливо. Ну, в форме. Но они потому что на пробежку вышли. Вот я тоже хочу в таком возрасте ходить в себе силы. Да, не как Варламов все хаять, а ходить и гулять. Выходить, так прогуливаться или бегать в таком возрасте. Тебе маленько осталось найти пару. А пара-то не обязательно. А, ты один хочешь? Ну, меня зови. Будем так за ручку ходить и гулять. Не, так не. Ну, мы ж вчера видели тут много разноцветных этих радужных флажков. Да, я вчера брату отправил, он такой поржал, да. Ну что, бросим последний взгляд на вот такой вот Гонконг. Еще раз на зуме, чтобы прям прочувствовать.
гора Кавлуновская и типичные гонконгские небоскребы, жилые небоскребы. Хотя не знаю, можно ли эти дома вообще небоскребами сейчас называть. Весь Китай, да и вообще весь мир такими застроен. Небоскребы это что-то повыше уже, наверное. Получается, если мы сейчас будем идти как по набережной, так? Можно прямо идти. Нет, мы не дойдем, потому что там будет где-то какой-то поинт, помню, забыл. Да? Нет, там не тупик, там на острове было мало места, и за территорию острова, то есть над водой, автостраду вытащили. Там очень плохие развязки, там невозможно будет пройти. Поэтому мы выберем другой путь, маршрут. Скучал по Гонконгу, сейчас понимаю, что вернуть бы времена десятилетней давности, когда в Гонконг нужно было ездить каждый месяц, а я ездил по несколько раз. На всякие выставки, просто погулять. Приезжали друзья, знакомые, просто поводить их. То есть здесь раз 50, наверное, да, точно. Уже больше. Я как-то считал, сколько у меня было переходов. Но первые 3 года мы жили чисто на бизнес-визе, и нужно было первый год или первые 2 года выходить каждый месяц, а потом раз в 3 месяца. Но все равно очень много раз было. Я, наверное, за все время был раз 15, наверное. Ну, 15 это тоже много. Вот где гулял, это раза 3-4. То есть не так много. И то эти осмысленные походы, это буквально вот последние 2 года. До этого не было времени? До этого так, пару раз выезжал с братом. Все. Указано какой поинт. Норт Пойнт. Там трасса начинается над проливом Виктория. Вот это вот заводь была, или как это, затон, да, наверное, правильно называется. А там пролив Виктория, где корабли плавают. Напомню, мы на острове Гонконг. В городе Гонконг, в специальном административном районе Китая. С собственной валютой, банками, администрацией. Хотел сказать военными, но нет, насколько я помню, военных в Гонконге нет. По-моему, Есть? Китайская военная база. Ну, это китайская военная база. Смотри, дедушка вышел с попугайчиками. Hello. Они его грызут. Это пират. Они реально его грызут? Да. Они прямо ему всю футболку чирикали. Есть военная база китайская, и она прям выглядит, как будто это какой-то футуристичный центр. Ну, это китайский. Я когда пытаюсь рассказать про Гонконг и объяснить, что это все-таки не Китай, что здесь все свое, но потом я вспомнил, что вроде как своя полиция у них есть, а своей армии нет. Оборона полностью на плечах Китая, Пекина. Сейчас зайдем в 7-Eleven. Я уже от жажды умираю. Да. Давай, обгоним. 7 километров в 1, 7,30. Переозвучиваю, а то Костю могли не расслышать. 7 километров, 300 метров мы уже преодолели с вами. В пути 100... Блин, я далеко еще могу прочитать, но настолько близко экран сейчас к моим глазам, что я не могу прочитать 2 часа. Да. А я уже вроде зрителям говорил 2 часа, значит, я тогда неправильно с экрана считал информацию. Ага, 2 часа в пути. Все только начинается. Да. Все только начинается. Ой, Костя, а вот сейчас будет у меня к тебе просьба. Угостишь напиточком? У меня октопус в рюкзаке, мне так его снимать не хочется. Да, как раз покажешь.
покажу, как Костя оплачивает. Систему оплаты. Да, у меня обычная Octopus карточка. Пользоваться наличкой здесь очень некомфортно, потому что сдачу дают монетами тяжеленными, вот такого вот размера. Ну, вообще это все считать беспонтово. Я просто беру карточку Octopus, пополняю, и везде, в любом магазине, в такси, везде можно этим Octopus'ом. Это не банковская карта, это именно карта для оплаты услуг и товаров. Заводится, по-моему, 60 юаней, что ли, ну, 60 гонконгских долларов стоит, и там сразу на счет деньги закидывают. Когда сдаешь карточку назад, возвращается стоимость самой карты. Я хочу Gatorade, или как он там Ты же называется. хотел пивас взять. Пивас, ну это я вчера хотел пивас. Так, ты видишь мой Gatorade? Я вот не вижу. Вижу, вот, спортивные напитки, вот, пошли, вон справа. Спасибо. Это не мой любимый, но подойдет. Угу. Я думаю, что водичка. Смотри, если возьмешь 2 бутылки воды, будет 13 долларов, а одну 9,50. А мой Gatorade стоит 12 долларов. Я вот 0,50 возьму. Все. И показываю, как Костя платит. Есть маленький столик, совмещенный с мусоркой. Нет, все, я есть по пути не буду, а то потом может быть плохо. Это стандартный 7-Eleven, ну, стандартный китайский, не стандартный американский, потому что в Америке, помните, да, 7-Eleven это магазины у заправки, при заправке. Это японская, насколько я помню, сеть, когда-то была, разошлась по всему миру. Thank you. Давай, не подержу, она же сканировать будет. Костя берет телефон, запускает на нем приложение. Вообще ничего не запускаешь? Как так? Это чудо. Это же Apple Pay. Octopus привязан. Ладно, включаешь NFC, подносишь. Ничего не включает. Все. Да не можешь ты ничего не включать. Если NFC у тебя выключен, как он оплатит? Thank you. Thank you. Я ничего не... Он изначально включен. Все. Ну и говорю, включаешь NFC. Давай. Ой, спасибо большое. Не за что. Лимон и лайм. Спортивный напиток восстанавливает, что я говорю, соли, да? Нам, подожди, мы шли оттуда, потом перешли сюда, нам туда вроде бы, да? Но я сначала кайфану. Опять GPS пропал. Ой, ваше здоровье. Полон сил и энергии идти дальше. Ты все выпил, да? Руки не хочу занимать, таскать. Хочу везде пальцами тыкать. Внутри. Спасибо. Что бы я без Кости делал? И воду купит. О, и мусор выкинет. Я бы хотел поблагодарить зрителей. Эта поездка стала возможна именно благодаря вам, зрителям. Вы надонатили 30 тысяч рублей. Это, ну, будем грубо считать, 3000 юаней. Этого, конечно, не хватит на нашу текущую поездку. Но если бы вас не было, возможно, она бы не состоялась. Честно говоря, я бы, может быть, прошел бы все это и без всяких донатов. Но не снимал бы. А может, даже снимал бы. Но у меня бы не было ощущения, что это кому-то нужно. Потому что, когда кому-то нужно, я иду, радуюсь. Мы не одни с Костей будем тут идти. Мы будем идти вместе со зрителями, которые не просто там зашли на секунду и ушли, а которые подтвердили свое желание все это посмотреть копейкой. Это настолько мотивирует на дальнейшие движения, что хотите продолжение, вы знаете, что делать. Описание же открывать умеете. Ну, а моя личная цель всех этих прогулок — натренировать свой организм
на то, чтобы можно было спокойно, не останавливаясь, пройти 100 километров. Давай побежим. Пройти 100 километров. Ладно, побежали уже. Пройти 100 километров не останавливаясь, но не просто пройти, еще и с вами поболтать. Представляете, 100 километров болтовни. О, чокнуться можно. Парк на парке и парком погоняет. Прям нет ни одного такого кусочка неиспользованного. Представляешь, было бы как скучно, если бы тут одни каменные джунгли были. Вообще чокнуться можно было бы. Ну вот, собственно говоря, многие Гонконг называют каменным. Ну, вообще любой город называют каменными джунглями. Вот Гонконг. Каменные джунгли вперемешку с настоящими джунглями. Бабушка голубей гоняет. Оба. Обычные наши голуби. Сразу видно, мы не в Китае. Нет, в Китае тоже есть, но они в ресторанах. В ресторанах, да. Под соусом запеченные. Я сейчас гляну на карту на всякий случай, а то могу ошибиться. Так, как раз красный сигнал светофора. Но мы сейчас не пойдем вдоль набережной. Мы сейчас пройдем вот туда и немножко отдалимся от моря. Ну и долго мы еще тут будем стоять. Хай-Тонг-стрит. Что мы тут интересного можем увидеть на улице? Да, Пицца Хат самая крупная, что попадается. А перед нами вот заправочная станция, я так понимаю. Заправочная станция в доме? Да ну нафиг. Прямо интересно, надо посмотреть. Слушай, серьезно? Обалдеть! Так, Пицца-хат тоже. Да, Пицца Хат то, что в доме, ничего удивительного. Удивительно заправка в доме. Ты представляешь, это рванет. Этот же дом на воздух весь взлетит. Места мало. Ну не в доме же. Может, это, конечно, электрозаправка, но вот сейчас подъехал Lexus, в него запихали шланг и заливают. Походу выбора-то нету, места мало. Поэтому... Да, я согласен. На самом деле, ты же понимаешь, что я не очень-то удивлен. Это не первая заправка, которую я вижу возле дома, ну или в доме. В Гонконге же не первый раз гуляю. Но просто иногда это прям реально так удивляет. Вот заправка.
А вот автоматическая подкачивалка колес. Точнее, не автоматическая, а подкачивалка самообслуживания. Вот там стоит автомат, вы оплачиваете и подкачиваете. Ну, это заправка. Мы много сегодня еще чудес увидим по Гонконгу. Например, вот такие вот улочки. Но мы еще будем мимо них проходить, поэтому конкретно на эту заходить не буду. Только хочу сказать, что чаще всего в таких местах можно очень дешево переночевать, поесть очень дешево и воспользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью. Напомню, в Гонконге проституция легализована, поэтому она вам покажет справку, что полностью здорова, заплатит налоги и не будет шифроваться ни от полиции, ни даже от видеокамер. Вот такие вот здания, они прям 2-3 таких вот ровных прохода. Не, Кость, мы потом еще... Ну, хочешь, давай пройдем. Костя предлагает пройти конкретно здесь, давайте пройдем. На первых этажах это еда, услуги. Здесь же симки можно купить, здесь же по ночам к вам будут подходить большие страшные мужики и предлагать запрещенные препараты. А сверху это хостелы очень дешевые, ну как очень дешевые, 200-300 гонконгских долларов. Может быть, где-то что-то можно и дешевле найти, но это будет прям жутко страшно. Ну, понятно, что кроме хостелов здесь еще и обычные люди живут. Вот, что это такое? Риэлторское агентство. Вот, я так понимаю, вот это вот хибара. 12 тысяч гонконгских долларов. Юаней указано почему-то. Почему в юанях? Странно. Это обозначение, видимо, этих. В юанях указывали. Ну, это, видимо, какая-то китайская шараш-монтажка. Я думаю, вы уже составили свое впечатление. Дальше не пойдем. Здесь можно встретить всех, в том числе русских, живущих, привыкших уже к таким условиям. Но я, когда впервые в такое здание попал, еще и в номер, ну, в смысле, не номер, а комнатку, это для меня было шоком. Давай вон там выйдем, по той улочке уже пойдем. Ну и да, если хотите какую-нибудь не только запрещенку, но и подделки тут купить, то вот в таких вот лавочках вам, конечно, их не продадут, но спросят, чем вы интересуетесь, и, возможно, посоветуют, куда заглянуть. Тут же можно починить одежду и даже погладить. Тебе ничего гладить не надо? Мне надо вчерашнюю футболку постирать. И что меня удивляет, в Китае вы уже не увидите газет. Здесь газеты до сих пор продаются, бесплатно раздаются у метро. Газеты здесь, ну, очень много пожилых людей, и, видимо, они не хотят читать с телефонов, поэтому вот такое читают. Еще здесь вполне можно вот так вот идти вдоль такого ларечка, где нормальные газеты, журналы, а потом забрести на такой же прилавочек с порнухой. Так как проституция легализована, все, что связано с этим, тоже легализовано, просто пометочка стоит возрастная, и все. Тоже многие приезжающие из России: там на улице прям мне предлагают эти услуги, там кругом у них то и все. Самый шокирующий для меня, конечно, был момент, когда мы с Леной шли, я катил коляску, и меня затаскивали в стриптиз и орали: бесплатно посмотреть, а потом уже, если что-то захочешь большего, заплатишь. Лена была в шоке. Костю заинтересовали домики. Типичный Гонконг. Вот в таких вот домиках 12 тысяч юаней, ну и больше. Маленькие комнатушки.
Чувствуете, количество людей на квадратный метр увеличивается? То ли еще будет. Давай обойдем толпу. Здесь наша скорость снизится. Ой, как вкусно пахнет вот в этих забегаловках. Столько. Короче, еда от 33 до 45. Стандартные 3 набора у них. Это, кстати, недорого. Что ты там сегодня с утра заказал? Бутерброд с холодным кофе за $65. Сэндвич. Но я хочу сказать, что в Гонконге очень много магазинов, которые держат выходцы из Индии, из Пакистана. И цены на многие товары там прям в разы дешевле. Именно не в 2 раза, а бывает, что и в 4. И то, что Костя сегодня за 10 юаней покупал пол-литра, там литр или даже полторашка стоит, по-моему, 5 гонконгских долларов. Кока-кола, помню, стоила в 3 раза дешевле, чем в 7-Eleven. О, День матери отмечают здесь. Все по $8. 8, 8, 8, 8. Что за $8 можно купить? Салфетки влажные, какие-то чистящие средства. Что это такое? Это на ноги надевать. А вот перчатки резиновые уже 18. Булки 12 за одну. О, шаманский магазин. А это что такое? Это, похоже, не ликвид. Во всяком случае, так выглядит. Магазин света и сантехники. Да. Для нас ветерок — это спасение, для зрителей небольшое задувание в уши, но да ладно. Я надеюсь, они нас простят. Точнее, не нас, ветерок. Мы вышли на центральную дорогу, идущую вдоль моря, с востока на запад, направлении, по которому мы сейчас движемся. И здесь можно встретить трамваи. Сегодня мы еще трамваи вроде не встречали. Так, куда бы нам пойти? Я предлагаю вот туда, в гору. Вдоль синей ветки метро. Идем. Начинаются небоскребы. То, что является небоскребом в моем понимании, это такие вот стеклянные офисные здания. А вот поехал первый трамвайчик, а вот второй.
Мне нравятся трамваи. И нравится на них кататься. Они так классно гремят. Тудух-тудух, тудух-тудух. Я, по-моему, только один раз катался. И это было самый-самый первый раз. М. 16-й год. Костя с 16-го гонга. С 16-го года по Гонконгу шастает. Давайте вперед, пойдем. На воробушка загляделся. Костя, понеси, пожалуйста, секундочку. Я тут закреплю получше. Угу. Спасибо. Гонконг располагается на горах, поэтому вот такое встретить очень легко. Сверху дома, потом дорога, а потом где-то глубоко-глубоко внизу, например, спортивное поле. Это норма. Нерегулируемый пешеходный переход. Иногда по городу идешь и понимаешь, что там все перекрестки нерегулируемые, а здесь это наоборот исключение. Какой стайл! Развязки пошли. Туда пойдем. Трамвайчики все разные, везде разная реклама. Да. Ну, пришел рекламодатель и говорит: хочу на ваших трамваях рекламу. Ну, у нас есть 2 свободных, вот вам, пожалуйста. Прайс $1 000 000. Автобусы тоже, кстати, по цветовой гамме, по рекламе. Угу. У нас в России рекламу на автобусах видишь? Вроде да. Точно да, потому что вспомнил, иногда на автобус рекламу навешивают не только на сам корпус, но и на стекла, такие, помнишь, с дырочками, половину обзора закрывают. Фреш. В супермаркет не пойдем. Если вдруг так получилось, что вы впервые видите
мое видео из Гонконга, то можете по каналу походить, посмотреть. Я здесь даже бомжевал. И стоимость, да, были времена. И стоимость квартир показывал, и сами рум-туры, и обзоры отелей. Все было, много чего точнее было. Прохождения еще не было. Сегодня у нас с вами впервые. Очередь в автобус. Только что водитель завез кого-то на коляске, потому что, видите, вытаскивал вот эту вот подножку. А теперь все остальные будут заходить. Они выстроены вот в такую очередь. Никто не толпится, все друг за другом заходят. Вот здесь останавливается 82X, а там очень много автобусов останавливается. То есть у каждого автобуса, ну не у каждого, у многих есть еще собственная остановочка, помеченная, где садиться в него. И откуда начинается очередь, соответственно. Ой, какое уродское здание у нас впереди на пути. Капец, да? Понятно. Как будто крепость древняя, в которую влетело огромное количество ядер. Станция метро Тайху. Что-то нам тут втюхивают. А, ну Ватсонс, понятно. Ну вот то здание прям жесть. Анонс. Сейчас мы мимо него будем проходить, а пока можете посмотреть на зуме. Это кошмар какой-то. Согласитесь? Ужас. Что услышит? Помешал, да, тебе? Нет, никто не помешал. Это я понять не могу, чего запах. Еще один нерегулируемый перекресток. Да ёпарный капасат. Писец контраст. Это Гонконг. Да, чтобы ничего на голову не упало, вот такие строят переходы. Везде видеонаблюдение с пометочкой. Вас разглядывают. Смотреть налево. Вот-вот. Предлагают присоединиться к изучению тэквондо. Что-то христианское, вот там сверху вижу, обнимаются. Девочка на скрипке играет. В общем, реклама всего. Молодец, не бросил под ноги, как некоторые китайцы делают. Почему я сказал именно китайцы? Ну, потому что мы в Китае живем и наблюдаем, как, насколько нет культуры донести до мусорки.
И при том, что в России тоже такое встречается, но, например, долго идешь, мусорки нет, там поставить где-нибудь в углу, но при этом и человеку стыдно, и окружающие осуждающие. В Китае нет, все демонстративно может ехать на машине и из окна выбросить бутылку, пачку сигарет, вообще ни стыда, ни совести, как говорится. Бежим, 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 бежим. Как мне нравится в Гонконге переходить дороги. Вот Костя сейчас подтвердит мои слова. В Китае даже на зеленый сигнал светофора фиг перейдешь. Байкеры по ногам будут ездить. Здесь прям кайф. Тебе горит зеленый, все, никто тебя даже не потревожит, не то что не собьет. В смысле, не то, что собьет. А вот и то ужасное здание, которое мы увидели. Ну это реально жесть. Специально для вас. Максимально зумировано. Заглядываем в окна этого гонконгского трешака. Вот здесь на углу, наверное, элитные квартиры. Да, труселя подороже висят. Ну, а все остальное это маленькая квартирка, даже комнатка, даже часть туалета без унитаза стоит как, не знаю, аренда квартиры в Гуанчжоу. 100 квадратных метров. Все, понаслаждались. А вот, кстати, риэлторское агентство. Только я тут ничего не понимаю. Что-нибудь понимаешь? Я понимаю, где стоимость, где... 988. Чего 988? То есть 9 10 миллионов... 10 тысяч, это... А, 10 тысяч, да. 10 тысяч за аренда за месяц. Нет, это нет, не заметь. Нет. Вот этот ролик означает 10 тысяч. 10 тысяч. Ну, то есть я правильно сказал, 6 миллионов 590 тысяч. Ну, получается, да, где-то. Но это стоимость. Трехкомнатная, да, это стоимость. Это трехкомнатная, да. А вот аренда, походу. 17 тысяч. 17, Тоже юаней, да? 17 тысяч юаней почему-то написано, не долларов, да. Двухкомнатная. Да. Ну, писец. Ну, в Гонконге это двухкомнатная. Как бы вам объяснить, что такое двухкомнатная в Гонконге? Здесь, к сожалению, не указано, сколько квадратных метров. Хотя, может, указано 402 квадратных сантиметра. Это означает аренда. Угу. Вот этот иероглиф тоже. Вот зелененький. Да, аренда, да. аренда. В общем, двухкомнатная в Гонконге это примерно как площадь туалета в Китае. У нас у некоторых друзей квартиры с 3 санузлами. По 20 тысяч юаней там снимают. Семья большая. Ну, просто так надо. Да. Некоторым оплачивают. То есть отец, например, работает на какую-нибудь крутую компанию, им оплачивают, и надо, чтобы вся семья была довольна. Они поэтому берут в аренду такую дорогую квартиру. Компания говорит: окей, хочешь такую компанию? Ищи, найдешь, я верю. Я не очень ищу такие компании, потому что у нас есть друзья, которые работали в таких компаниях. А теперь уже не в Китае, потому что компания сказала: мы больше не нуждаемся в ваших услугах, до свидос. Ну, не то чтобы обратно, они же успели насладиться этим, но очень все нестабильно. То есть, так 10 лет работать не получится, наверное. Нет, скорее всего. Тем более, ты же сам говоришь, рынок сейчас просел. Да. Электроника так вообще, большинство людей, которые вот такие квартиры снимают, они либо связаны с электроникой, и при том, что это не просто
ну, не знаю, инженер. Это либо крутой инженер, я тебе просто примеры своих знакомых рассказываю, либо очень крутой инженер, либо очень крутой управленец. И китайцы все еще в них нуждаются, в таких людях, иногда. Еще новая тема пошла. Ты можешь быть крутым тренером, например, по теннису. Ну или там, какие еще в Китае сейчас популярные виды спорта? По баскетболу. То есть вполне могут тренеру из России, хорошему тренеру баскетбольному, платить 1050 юаней. Но опять же, сегодня ты им нужен, завтра уже будешь не нужен, потому что очень сильно меняется у них тут все быстро. Ой, цветами пахнет. Дурианом пахнет. О, рыночек. Пройдемся по рынку, понюхаем ароматы. Но мы выйдем в эту же сторону. Поэтому, да, смотрим направо. Любуемся. Дойдем до морепродуктов. То есть только что дураином духануло, ты ничего даже против не был? Нет, я почувствовал апельсин какой-то. А, апельсин перебил тебе запах. Если смотрите в хорошем качестве, то даже, ну как в хорошем, Full HD, то даже цены можете увидеть. Здесь так же, как и в Китае, почти все указывается за тин, за полкилограмма. И очень многие цены указаны в юанях. Меня это начинает удивлять. Костя, а почему в юанях? Что за фигня? Это, видимо, просто обозначает валюту. А, вот в долларах. Это не всегда доллары, да? Как рыбкой пахнет. Нет, туда дальше не пойдем, там то же самое. Вот уже более адекватные цены. 90 юаней. Слушай, а может это все-таки за килограмм, а не за полкило? Видишь, написано. Ну, за вижу. тин, это Тин. Ну, я и говорю, тины полкилоры. Ну, вдруг я все-таки что-нибудь туплю. Так мы или вдвоем тупим, или все-таки это за полкило, так же, как в Китае. И стоимость в 2 раза выше, минимум. Вот я тоже первый раз заметил, что пишет этот, как юань, да? Угу. Обозначение. Ну, и доллар же пишется перед стоимостью, а юани они пишут в конце стоимости. И здесь прям в китайском стиле. Обозначает просто и юань, и этот, гонконгский доллар. Ну да, они все равно здесь 1 к 1 принимают. Эктарт. Вот в Китае очень хороший, вкусный эктарт. Можно взять примерно за 5. Здесь 6,50. Ну, тоже нормально, но я не знаю, вкусно это или нет. Ну, я думаю, они, видишь, только сделаны, наверное. Так это пекарня, вон там же сразу и выпекают. Ну, выпечка мне в Гонконге нравится больше, чем... Не хочешь? Нет, чем в Китае. Хотя эктарты везде одинаковые. И в Макао, и в Китае, и в Гонконге. Я в Макао еще не был. Че, пройдем Макао? Надо Макао, там его пройти Кыргызстан, наверное. Неа, ты не прав. Там, если в Гонконге вот такие широкие улицы есть, то в Макао, если парочка улиц таких есть, все остальное, особенно в старой части, обратил внимание, не автоматические двери. Видимо, для того, чтобы прохожие мимо проходят все время, ее открывают, закрывают. Здесь надо нажать кнопочку для того, чтобы дверь сама открылась. Все диктуется особенностями. Очень мало места. Самооткрывающаяся дверь постоянно будет открываться, закрываться.
тебя же не было, да, прохождения Макао? Макао прохождения у меня не было. Макао я был всего один раз, прям так, 3 дня, по-моему, там провели. И один раз проездом. Просто глянул из окна автомобиля. Очень хочу еще. И именно не с семьей. Ну, понимаешь, семейный отдых, и вот такой, как у нас с тобой, это абсолютно разные отдыхи. Именно вот такой хочу, чтобы можно было погулять, не обращая внимания на кучу желаний детей, хотим поесть. То есть реально выходишь и начинается: давайте вот это сделаем, давайте вот это. И, собственно говоря, план по изучению города не выполнен. Ты предлагал Максу пройти? Максу предлагал, и Макс сказал, что согласен. Километров 30, говорит Макс. Вот, пожалуйста, мы хоть и в Гонконге, но голуби здесь тоже подаются на стол. Да Китай тут 170 за одного гуся, 80 за утку. 80 за половину. Нет, за полутки, да, вижу. Целая утка 160. Ел голубя? Ел. От курицы не отличил? Есть отличия. Меньше, да? Курица больше на десяток. Такая же жесткая, Да. как старый, умерший своей смертью гусь. Мне тоже жирный, как гусь. Мне показалось. Я отсюда никуда не уйду. Там настолько сильно кондиционер работает, что оттуда прям такой поток холодного воздуха. Сейчас костью сдует. Но сегодня не очень жарко, но вот когда в 30 плюс идешь что-то, прям подходишь к таким торговым центрам, магазинам для того, чтобы тебя обдало вот этим вот холодным ветерком. Немножко оглядеться, во все стороны вам показать. Мы с вами в пути 172 минуты. И это только начало. Сегодня взял 2 карточки с собой, каждая на 17 часов записи. В Full HD формате, 30 кадров в секунду. Но это 512 гигабайт. Но так как сначала я снимал видео, а потом решил делать проходку. В общем, для проходки была отдельная карточка. Но, стоя на этом обрыве, у меня вспотели руки. Я уронил зонтик. В общем, не рискнул менять SD-карты. Специально для прохождения новенькую, чистенькую не вставил. Поэтому сегодня у нас с вами максимум что-то 15 или 14 часов было на старте. Так что мы ограничены не только временем и зарядами батарей, но и SD-карточкой. Кафе до Коралла везде. Я ни разу там не был. Кафе де Коралл я был и в Китае, и в Гонконге, но ничего такого прям, чтобы зацепило. Макдональдс тоже везде. А вот тот Circle K только в Гонконге, в Китае не видел. Да. А я кафе до Коралла тоже не помню. В Шэньчжэне есть, да? Есть. Ну, намного меньше, чем здесь. Ну, достаточно, я не знаю, Я сколько. просто вообще не помню. Вот сальзерию я везде вижу. Что еще там? Лакен кофе везде видишь. Да. Этот снеговика везде видишь. Снеговик, что еще там? Ну, Макдональдс, понятно. KFC. Сахат, KFC, это все понятно. Ну. Бургер Кинг, по-моему, тоже есть. Да. Ну и этот Subway. Да. Кстати, что-то я сегодня Subway нигде не заметил. То, что я пробовал, самое невкусное, это Бургер Кинг. А. Starbucks. Вкусный, но дорогой. Есть, в смысле. Ну, Лакен кофе его уже уделало в Китае по всем параметрам. И по количеству точек, и по количеству почитателей. Да. HSBC.
Хотя, может быть, вот эктарты по 7,5 уже, но это, наверное, круче. Булки похожи на наши уже российские. Без всякой... Нет, конечно, здесь есть со сладкими сосисками, но как минимум сегодня еще не встретилось ни одной булки с мясными волосами. А вот и Subway, о котором мы только что вспоминали. Мне нравятся вот такие вот маленькие забегаловки. Вот я в таком ел, и тут, во-первых, цена такая, это дорогая, дороже, чем в Шэньчжэне, да? Они аутентичненькие, конечно. По вкусу хуже намного. Хуже, чем в Шэньчжэне. А мне наоборот, вот я сколько раз в таких ел, как бы они очень популярны, если посмотрите, чаще всего все забито. Я так понимаю, они семейные, что ли. Ну, в общем, мне нравится. Может, ты просто ничего-нибудь не то брал? Знаешь, у нас, когда Лена только приехала, я-то тогда уже в Китае, ну, во-первых, 40 дней при первом приезде пожил, а потом уже 2 месяца почти жил. И она тоже, да, я знаю, вот это хочу, потом, что такое все говно, я говорю, потому что надо есть то, что я сказал, то, что я уже попробовал. Ты мне тоже скажи, что можно попробовать еще. Здесь я тебе сейчас не скажу, у меня, вот мы вчера приехали, такое ощущение, что я в Гонконге не был. Он, во-первых, сильно изменился, а во-вторых, что-то у меня с памятью стало. Вот я когда приезжал, каждый раз я ел что-то китайское, местное. Ну, Да. очень редко Макдональдс. Не надо здесь местное, надо пить гонконгский чай, который это, Вот. чай на сок, то ли кофе, то ли чай. Тебе нравится? Да. А мне первый раз я попробовал, хотел ругаться, я попросил чай и подумал, что мне кофе принесли. А потом, что, ну то есть глупо, в Гонконге есть китайскую еду или кантонскую. Ты живешь в Гуандуне, у тебя все это под носом, то же самое. Здесь надо есть что-нибудь такое, не знаю, вот такое. Турецкое, да, индийское. Здесь именно разных национальностей блюда очень аутентичные, вкусные. Сегодня вечером попробуем. Если будем в состоянии челюстями шевелить, сегодня вечером после прохождения у нас будет банкет За ваш счет. за ваш счет. В 7-Eleven эти треугольнички с чикен терияки за $18. Для того, чтобы... Костя, давай немножко для того, чтобы вы прониклись еще духом Гонконга. Это мы с вами уже достаточно долго видим. А можно заглянуть вот на такие улочки. И здесь за углом, вот сейчас машина проедет, будет настоящая жизнь кипеть. Не, в японский ресторан мы сейчас не пойдем, мы еще за угол завернем. Может быть, найдем что-нибудь миленькое. Да, вот неплохо. Это то, что я хотел найти. Посмотрите. Жилые районы и на заднем фоне стекло и бетон. 10 километров По GPS? Угу. Мы с вами прошли 10 километров. И у нас почти 3 часа ушло. 2 часа 54 минуты. Медленно идем, а дальше будем идти еще медленнее. Ладно, давай вернемся. Показал то, что хотел, но это еще не совсем то. Будет еще. Свет в конце тоннеля вижу. А тут сразу теплый, там был прохладный ветер с моря, а здесь теплый ветер и запах еды прям сразу в нос ударил.
10 километров за 3 часа. Медленно, медленно. Но для того, чтобы разбавить вот эту вот серость, голубизну, ну, в смысле, некрасивый серо-голубой, разместили вот такие картины на фасадах. Че, мухи кусают? Нет, капнуло. Капнула муха. С кондиционеров капает. Но. Ёптель. Прости большое. Настоящие цветы? Да, настоящие. Смотрите, в букете капуста. Hello. Прям капуста внутри букета. Обалдеть, ни разу такого не видел. Не, я, конечно, видел, что они, например, на Новый год лук в букеты вплетают, но капусту не помню. Какой-то английский джентльмен прошел за 60 Ага. и курил трубку. Вау. И он не попал в кадр? Ай-яй-яй, какое упущение. Может, попал. Хотя, может быть, и нет. Английские джентльмены здесь еще остались. Какая веселая расцветка у здания. Ну что, вспомним, с каким Гонконгом мы уже познакомились. Трущобы ты хотел увидеть? Немножко посмотрели, да, такие не очень приятные здания. Парки показали, многоуровневые развязки показали. То, что иногда невозможно пройти по короткому пути, приходится нарушать закон, показали. Вот там, прямо перед нами, сейчас находится трасса, которая как раз проходит над морем. Но мы туда не пойдем, мы на Норт-Пойнте. А стоп! Посмотри-ка, пожалуйста, по карте. Это, похоже, и есть Норт-Пойнт. Java Road. Да, точно! Значит, мы можем сюда подойти. GPS опять пропал. Ну что, у тебя iPhone? Вот, если смотри по карте, я туда Я хочу подойти, показать развязку, в смысле, над морем идущую трассу. Пойдем. Тут? В общем, я думаю, если это Java улица, то здесь же недалеко Норт-Пойнт. И именно там я как-то стоял под этой трассой и кайфовал от отдыха в Гонконге. Да, это другой отдых. Это не на пляже лежать с пивасиком. Это получение новых знаний, ощущений, впечатлений. Но я думаю, все, кто сейчас вместе с нами проходят Гонконг, любят именно вот такой отдых. Я не люблю пляжный отдых. Я на пляже могу полежать от силы час на одной стороне, час на другой. Ёпарасоте, это кондиционеры здесь фигачат. Меня чуть не унесло. Так вот, для того, чтобы с одной стороны сгореть и с другой стороны сгореть. Вот эта дорога здесь еще идет вроде над островом, а потом дальше она уходит и прям над водой идет, потому что, да, видно, вот колонны еще на земле стоят. А потом уже из-за недостатка мест, вот туда сейчас пойдем. Да, посмотрели направо, посмотрели налево, как учили в школе, но наоборот. Harbor Plaza.
Ну и возвращаясь к теме, что мы с вами уже успели посмотреть, даже море немножко посмотрели. Дальше у нас идет барный район, это Ван-Чай. И небоскребы, много-много вот таких вот небоскребов. А еще сейчас с Костей обсудим, будем ли мы заходить в парк или нет. Именно поэтому я и говорю, сейчас мы с Костей обсудим, а не сейчас обсуждаем. В парк пойдем? Какой? Птичек, обезьянок. Следуем по твоему маршруту. Ну, то есть ты не против парка? Абсолютно. Ну, пойдем тогда в Централ Парк. Я парк видел. Не, ну там не такой парк, какие мы только что видели, а прям настоящий. Одна из достопримечательностей Гонконга. Многие приезжают для того, чтобы там погулять. Пойдем. Тогда тебе придется понести немножко мой зонтик, для того, чтобы я глянул на карту и хотя бы немножко в голове прикинул, куда идти. Да, Java Road. Она просто, почему я сказал, что недалеко от тех North Point, потому что она там тоже проходит. Так, а давай-ка вот сюда заглянем, там что-то строят как раз. Еще одна пожарная часть. И смотри, они, похоже, еще один уровень дороги строят. О! Fireboat, смотри, обалдеть, какая лодка пожарная. Туда дальше проход запрещен, но мы можем приблизить и посмотреть пожарный корабль. Это дорога, уже идущая над морем. И строят еще какую-то развязку тут непонятную. Может быть, даже пешеходную, фиг знает. Causeway Bay, North Point туда. Ну, нам туда. Чего ж ты так сильно скрипишь-то? Ребенка пошла, наверное, работу показывать. В общем, посмотрев на карту, посмотрев на парк, я, знаешь, что понимаю? Мы с тобой такими темпами не успеваем. Все запланированное, поэтому давай по наитию идем. Ну, в смысле, если прям будет желание и будем недалеко, зайдем. Ну, я говорю, по твоему маршруту идем. Ага. Как скажешь, так будет. Вот, им красный. Хоть здесь пешеходного перехода я не вижу, но побежали. А тут всем что-то красный. Конкретно вот это место что-то мне не очень нравится. Сейчас мы пойдем туда и налево.
А знаешь, почему я это место так хорошо помню? Здесь написано парк, да? Трамплинный. Ну, в смысле, по прыгушке. Понятно. Я здесь прыгал на батутах. В Гонконге был фестиваль Red Bull, и здесь на мотоциклах прыгали. Там, где сейчас стоит колесо обозрения. Тогда его еще не было, вроде бы. А потом мы посмотрели это выступление и поехали сюда на батутах прыгать. Вот, на нормальную заправку места хватило. По Гуанчжоу и Шэньчжэню обычных заправок для двигателей внутреннего сгорания все меньше и меньше. Электрозаправки везде понатыканы. Департамент коррупции? Переводчик, что здесь написано? Против коррупции. Против? Нет. Независимая комиссия против коррупции. В Гонконге есть коррупция? Что, правда? Серьезно? А кому дать взятку, чтобы меня приняли работать антикоррупционером? Я смотрю, тут корги любят. Это ж корги? Наверное, насмотрелись мультика. Вот. Телефона автомата. Уверен, еще и рабочий. Нет. Все. Есть, почему? Появились циферки? Да. Фри. Только бесплатные звонки. Ну, понятно, вызвать полицию. Что там? Прикинь, даже без карточки можно бесплатно в полицию позвонить. Water check. Все больше и больше на нашем пути зеркальных небоскребов. Все больше и больше Гонконг становится похож на тот Гонконг, который в голове у большинства, наверное, людей, которые не бывали здесь. Она что, хочет ее сфотать, как она идет через дорогу? Какой интересный цвет у Теслы. Мы в пути более 3 часов. Как вам Гонконг? Это было только начало. Кстати, чувствуешь? Сейчас дождик-то все-таки, возможно, и будет. Возможно. И зонтик пригодится. Но надеюсь, что нет. Этот зонтик был куплен на самом деле как оберег, как талисман. Если будет с собой зонтик, то не будет дождя.
Развязочки, развязочки. А, это Pacific Coffee. Такие красивые внутри, кстати, сделаны разноцветные штуки. Так, я уже один раз сказал, по-моему, что здесь мне не очень нравится идти. Хорошо бы чуть левее взять, но что-то мой мозг отключился от этой темы, и я снова не перешел. Надо идти левее, там более оживленно, и Гонконг такой более ганганийский. Точно Toyota. Volkswagen это, наверное, в Гуанчжоу, а вот вообще Toyota Crown пятиместная, древняя, как дерьмо мамонта. Uber, даже надпись я увидел. Как давно я этой надписи не встречал. В Китае нет Uber. Он вроде пытался зайти, но его быстро подвинули или даже купили. Самое известное, самое крупное китайское такси подобного плана — это Didi, конечно же. Но есть куча других. И бомбилы даже до сих пор ездят. В России всех Яндекс.Такси, точнее большинство, еще Максим, помню, есть. А здесь всех, не здесь, в Китае, Didi под себя подмяло. Очень удобно. Мне нравится. Как мы раньше вот эти вот такси ловили. Фу. Вот еще одна коробочка для звонков. Ну а справа мини-мини детский парк. Я понял, почему никак налево перейти не могу. Тут нигде пешеходных переходов нет. Вот на этом есть перекрестки. Не успеем, ну ладно. Посмотрим за то, что у нас тут сверху. Гонконг же это не только то, что на уровне глаз. Ну, точнее, скорее не то, что на уровне глаз, а то, что сверху. Toyota, похожая на британский черный автомобильчик Кэбы. Кабы, или как они там правильно читаются. Знаете, чего мы сегодня с вами еще не встретили? Крутых Феррари, Ламборджини. Но мажорчики выйдут покататься по пустым дорогам ночью. Далеко нам до Ванчая? Да не очень. Не очень. Нет, конечно, еще не совсем пришли, но... Вот там North-Point. Ну мы сейчас вот налево пойдем. Вот, там уже. То есть нам 2 станции метро осталось. Да, где так. Покидаем мы Java Road. Яву взял я на халяву. Заметил, что здесь очень много громких птичек. Прям даже шум города их не перекрывает. Орут У так. меня почему-то ощущение, что я только их слышу. А, вот эти. Да. Ну что, нерегулируемый. Да. Школа какая-то.
перед нами за высоким забором. Мясо привезли, что ли? Смотри, школьную столовую мы застали разгрузку продуктов. Или загрузку. Нет, он уже разгрузил. Видимо, ждал их тут, пока заберут. Внутри коробки раскиданы. Но... Нет, сейчас мы вверх не пойдем. Мы еще недостаточно ноги размяли, чтобы идти вверх. Вот, прям вот кадр типичного Гонконга. Ловите, не жалко. Двухэтажные трамваи, двухэтажные автобусы, здания высокие, самые разномастные, нет никакого однотипного стиля, но все равно он какой-то вот такой, я не могу объяснить. Это Гонконг. Давайте все это называть это Гонконг, детка. В принципе, вот если взять по отдельности, вот такое здание, как перед нами, можно увидеть в любом, ну, иероглифы убираем, в любом городе мира. Там, не знаю, вот такие вот жуткие трущаки есть тоже в каждой стране. А вот именно вот это вот все стекло, бетон, вот эти вот страшные строения, вот эти вот красивые вечером хорошо подсвеченные здания, двухэтажные автобусы, троллейбусы и вот это вот вся многоуровневость, я кроме как в Гонконге нигде не встречал. Да, ну и поражает воспитанность на остановках. То есть сказано стоять в линеечку друг за другом, вот все так выстраиваются. Ни разу не видел толпы. Тайский ресторан. Бангкок Тай ресторан. Ну, еще, конечно, поражает Гонконг наличием мультикультуры. Здесь есть выходцы с любой точки мира, и кухни любой страны можно попробовать. Мне вот интересно, хоть одного человека в мире вот такие страшные картинки на сигаретных пачках от курения отвратили? Мне кажется, нет. В России, по-моему, треть или 2/3 пачки занимают такие картинки. Я не знаю, я не курящий, тем более сейчас все сигареты спрятали за... ну, в смысле, не видно просто в магазине, они скрыты. Здесь вообще всю лицевую сторону занимает ужасная картинка. Не фотографировать написано. Еще немножко типичного вида Гонконга. Вот, классный кадр попал. Вот как-то так. Ну и в ту сторону.
Ты свои плечи видел? А? Горели. Уже сгорели. Моутай. Чайна. Ну тут прям так и написали. Чайна Моутай. Нет пока. Я не думал, что я Мы чуть не отменили эту поездку из-за очень неблагоприятного погодного прогноза. Но потом, посчитав, что в следующий раз, когда мы сможем оба вот так вот приехать и прогуляться, это случится уже где-то в июне, здесь будет адская жара, и мы точно не сможем пройтись так, как хотелось бы. Ночью, если гулять, вот эти все вывески подсвечены, видите, висящие над дорогой, и смотрится прям очень футуристично, как в «Бегущем по лезвию». Там, вот откуда мы идем, такого еще не было. Здесь, ближе к центру, такое очень часто встречается, особенно на некоторых специализированных на алкоголе улочках, на алкоголе и развлечениях. Не, пока еще потерплю. Костя попить предложил. О, все по $20. Ой. Из имбиря порошок делают, такой имбирный запах вообще. Но говорят, имбирь полезен для здоровья. Сейчас мы станем очень здоровыми. Мне кажется, это к фестивалю драконьих лодок готовятся. У них именно во время прохождения этого фестиваля все с такими флагами. Ой, какая собачка. Лодками и драконами. Становится все сложнее и сложнее идти. С нормальной скоростью. Приходится подстраиваться под общий поток. Я смог обогнать эту девочку. А Костя нет. Поэтому я постою, подожду его. И снова мы окажемся за девочкой. Я не знаю, может по дороге вообще их обогнать всех. Хотя там автобусы так страшно ездят. советую. Посмотрим на воспитанность собак в Гонконге. Воспитанные. Ни одна не тявкнула.
Ой, сори. Да, туда идем. До Ван-Чая. Так, сейчас посмотрим еще на цивилизованность собачек. Хаски или что там за собака была, порода, не выдержала, полаять решила. Усиливается ветер, все-таки дождь, наверное, будет. Вот один, наверное, из... Хотя нет, Присмарт. Хотя может быть. Из дешевых магазинчиков. Столовка. Очень такая типичная китайская столовая. Прям если бы не знал, что сейчас нахожусь в Гонконге, подумал бы, что где-то на юге Китая. Только хотел сказать, что-то тут количество филиппинцев увеличивается. И тут же увидел Jollibee. Jollibee есть там, где много филиппинцев. Ну или филиппинок в случае Гонконга. Макдональдс. Это стирка, да? Ну, в смысле, прачечная. Вот, та сторона так близка, но как перейти, спрашивается. Ага, есть пешеходный переход, ура! А я боялся, что придется лезть на мост. Это из какой-то булочной. А вот еще один пример такой. Здание на первом этаже, которого располагаются забегаловки. Можно через него пройти.
А, нет, там дальше вход именно в жилую зону. Тут так не пройти. Нет, это на тебя капают кондиционеры. Лучше художник. Не. Ладно, мы такое еще увидим. Справа увидел, приметил интересное здание, но решил, что мы еще такое встретим. Обменный пункт. No фото написано, рубля нет. Даже филиппинские песо успел увидеть, а рубля... Видимо, редко сюда кто-то с рублями приезжает. Да? Не знаю. Нигде не поменять его. Только в России, наверное, может еще на севере, да, не знаю. Так, редкий банк. Ну, в Гонконг лучше всего ехать либо, ну, в лучшем случае это гонконгский доллар, либо юань. Не так выгодно, но они тут юани даже большинство рыночков принимают. Если наличку принимают, то, скорее всего, возьмут. Но юань все-таки дороже доллара. Ну, или американский доллар. Евро, не знаю. Нам, наверное, туда лучше. Сразу не ждешь. Ага, подошел и сразу бац, и твой свет. Прям очень много старичков в сопровождении либо родственников, либо сиделок. Если вы думаете, что это много народу и сложно вот сейчас нам идти, то поверьте, это цветочки. Иногда прям невозможно протиснуться, со всех сторон прижимают. И на секунду повернул голову и потерял своего напарника по прогулкам. А как страшно было в таких толпах с детьми гулять. Вроде за руку держишь, на секунду он там дернет, бац, и смотришь, где был ребенок, уже нет ребенка. Уже какой-то индус стоит. Да, с маленькими детьми прям страшновато было гулять. Костя, может, заглянем к нам в отель? Можешь построить маршрут? Потому что мы уже находимся не очень далеко. Я бы хотел спросить. Зайдем в отель, а потом уже вернемся на Ван-Чай и дальше. Заодно покажем твою комнату и вид из окна. Кактус. Но я думаю, нам еще туда, дальше, а потом вверх. 2,5 километра. 2,5? Ага. Ну, это немного. Ты, главное, по высоте, чтобы не пришло, ну, зато спустимся, а потом придется подниматься. Ну, по навигатору я уже настроил. Вот. Хорошо. Ну, я примерно так и представлял, но все равно.
О, красные трюфеля. 50 юаней за 2 пары. Строительные леса. Часть металлических, часть бамбуковых. Бамбук, говорят, во многих случаях намного лучше металла. И легче, и прочнее, и дешевле. Ремонт у кого-то. И станция метро. Наша следующая, да? Ну, вроде да. Может, там еще одна будет, а зарежу. Если внимательно смотреть, столько интересных лиц, людей. Да. По карте говорит, Идем, там есть проход. Я испугался, что нет. Что по карте говорит? прямо. Ну, понятно, я испугался, что здесь перекрыто. Ну, если честно, я так и подумал, что... По педестрили туда. О, еще одна ассоциация у меня с Гонконгом. Постоянная стройка и вот такие вот звуки. Тых-тых-тых-тых-тых-тых. Я вот не представляю, чтобы я вот тут жил. Выходишь, а тут такой ад, да? Да, я не представляю. Погулять, да, заехать на пару дней максимум. А представляешь, если каждый год жить? Каждый день. Каждый день, да. Да. Из недостатков, возможно, через экран вам это не передается. Очень шумно. Ну, о погоде не говорим. Мы сейчас живем на юге Китая, точно такая же погода. Жарко и влажно. Говорим именно о недостатках. Шумно. Очень много людей. Сложные переходы, местами просто невозможно по прямой пройти. Высокие, очень высокие цены. И даже если есть деньги на еду и квартиры, то все очень маленькое. Мы привыкли, что у нас
2 санузла, у каждого по комнате. Тут такое... Могут позволить себе вообще единицы. Даже богатые люди, многие здесь живут в коммуналках, можно сказать. Мамут. Я помню, делал обзор на мамонтовую куртку. На подделку. Костя, разреши, я сейчас первый пойду по этой узкой дорожке со зрителями, чтобы они не твою спину видели, а Давай. все остальное перед нами, открывающееся взору. Ну и да, клаустрофобом в Гонконге будет не очень. Не то что жить, а просто находиться. Прям со всех сторон жмет. И слева, и справа. И сверху. Вот, посмотрите, что это за писец такой. Вот думаете, для чего вот эта вот фигня? Правильно, сверху падают камни на голову. Ну и если говорить о преступности, то Гонконг, ну, по сравнению с Китаем, далеко-далеко впереди по экономическим преступлениям, да и по обычному грабежу тоже Гонконг впереди. Ну, не планеты всей, но Китая точно. Конечно же, Гонконг нельзя сравнивать ни с Филиппинами, ни с Камбоджей, ну, я просто называю страны, в которых был, ни с Вьетнамом. Здесь намного комфортнее в плане безопасности. Но по сравнению с Китаем все-таки не так. Не так. В основном это касается... Не так выражусь. Сейчас, подождите, попытаюсь перестроить. Частично это связано с многонациональностью. И на вражде, связанной из-за вражды, связанной с вероисповеданием. Ну или, ну в общем, вот как-то так. Потому что если вы пойдете ночью в район, где живут одни арабы, поверьте, там вам будет очень некомфортно, потому что на вас будут смотреть неприятно и, возможно, что-нибудь отожмут. А если вы пойдете в арабский или в африканский квартал с девушкой, или девушка одна, то вам писец. Я имею в виду не вот такие вот приличные улочки, а трущики. Костя, были проблемы когда-нибудь у тебя в Гонконге с наездами, например? В смысле, кто-нибудь наезжал? Только предлагали часы купить. Ну часы купить ты вон, блин, по Китаю также. Именно так вот. Больше ничего. Ну да, понятно. Да. Не, это фигня. Я недавно был на рынке в Гуанчжоу. Там такое... Больше нет. Там они на этом специализируются. Это были даже китайцы, это были то ли индусы, то ли пакистанцы. Мне здесь большие черные дяди предлагали наркотики любой этой. Ну, понятно, если говорить, например, о проституции, так как она здесь легализована, соответственно, не относится к нарушению закона. В Китае проституция запрещена, но я не уверен, что ее там меньше. Я думаю, ее там даже больше, чем в Гонконге. Здесь в Гонконге в основном это материка китаянки работают. Китаянки проститутками? Может быть. У меня было несколько случаев, до мордобоя не дошло, но у меня большой черный мужик, я почему именно все время большой говорю, они реально иногда идешь и по сравнению со мной как шкафы, особенно те, кто занимаются нелегальщиной. Он попал в кадр, он мне грозился, что, ну, в общем, нехорошая ситуация была. Друзья рассказывали, что им тут угрожали. Ну и, в общем, если вы будете гулять ночью по Гонконгу, здесь много стрёмных моментов может вам попасть и на глаза, и с вами случиться.
А если вы будете гулять по югу Китая, уточню, именно по югу, не по любой части Китая, то вы, скорее всего, даже ни разу не... Очко у вас ни разу не сыграет. Ну, а здесь очень много барных улиц, где бухают, но вы понимаете, под алкоголем, под наркотой большинство правонарушений происходит. Много туристов, очень много, которые тоже не всегда из благополучных стран приехали. Много бездомных по сравнению с Китаем. Я не знаю, куда китайцы дели всех своих бездомных. Например, в Гуанчжоу я знаю всего пару районов, где они обитают. Их там не очень много. Реально можно просто всех пересчитать. То в Гонконге по вечерам под мостами можно столько встретить. Кто-то умеет хорошо в фотошопе работать. Шучу. Конечно же, ей это лицо подправили мазью волшебной. Налево поворачиваем. Интересно, сколько старт Гонконга стоит, если снижение на дорогое. Зайди, здесь еще дороже. Да. Костя, нам еще прямо или уже налево? Прямо. Тогда смотрим направо. Не, просто пути же бывают разные. В горку не хочется прям в 90-градусную заползать. Так вот, по дороге и... Угу. Да. Но финансовых преступлений в Гонконге больше, потому что, я уже упоминал, здесь практически нет производства. Даже вода из Китая, насколько знаю. Ну, в смысле, питьевая. И в основном это финансы, услуги и финансы. Ну, говорят же, Гонконг вторая финансовая столица мира. Первая в Азии, да? Первая в Азии, да. Шанхай отстает. В Японии, не помню в каком там городе, тоже. Ну, наверное, токийская биржа же, да, у нас? В смысле, у них. Значит, Токио. Я, наверное, уже созрел для попить. Я все еще карточку не достал. Все за твой счет. Но вы же не думаете, что я Кости не компенсирую? Конечно же, компенсирую. Ты Марс будешь? Я нет. Я больше ничего не буду. Я попить и... Какую? Вот такую? Цестбон. Ну, а я вот такую возьму. Давай. Тоже спортивный. Оригинальный вкус колы. А тут какая-то не коричневая, светло-желтая байда плавает. Взял себе сникерс? Не забыл? А, Марс. Сисяо. Она могла подумать, что ты ей сказал. Нет, я тебе сказал. Да, она могла подумать, что ты... Ну, я же не это... Я обидел. Она обиделась, да, ну нафиг. Ай! Так, главное, чтобы с кондером мне тут не накапало. Вот такую я в Китае не пью. Но это тоже спортивный напиток. Тоже с солями. Написано, что бренд номер 1 в Англии, в United Kingdom, восстанавливает ваши электролиты. Электролиты восстановлены.
Ой, Костя, Костя. Руки уже не держат. Руки не держат, да. Мы еще... Не, скользкая, на вид холодная. Да ладно, ладно, скользкая. Не, сегодня точно, после того, как мы пройдем, надо кайфануть и что-нибудь супер-мега крутое съесть. Только я пока не знаю, что. О! Вот, еще одна ассоциация с Гонконгом. Лесенки, 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 непонятно куда ведущие, реально. Понятно, что в этот жилой дом, но каждый день по таким лесенкам шляться совсем не хочется, особенно в старости. Ты что там, уже с девушкой успел познакомиться? Она просто увидела, что я фотографирую. И показал. типа можно тем. Угу. Даже ничего не сказал, просто что... Просто остановилась? Молодец какая. Сразу видно, она в Китае не жила. Если вы видите, что китаец кого-то фотографирует, даже не пытайтесь остановиться и подождать, пока он дофотает. Это может занять час. Ну и когда вы кого-то фотоете, не надейтесь, что китайцы остановятся. Нет, я не ненавижу китайцев. Просто я вам сейчас называю особенности в Китае и здесь, в Гонконге. Когда-то это был один народ, сейчас они сильно отличаются. Еще, если вы в Китае будете, у нас просто реальный случай был, будете идти с картой, ну вот, откроете карту, не знаю, и будете на нее смотреть, не понимая, куда идти, скорее всего, китаец к вам не подойдет. Если и подойдет, то это будет через час хождений с картой по улицам. Здесь, если вы только покажете на лице сомнение, что вы заблудились или еще что-то, подойдут и спросят. Во всяком случае, раньше было так, не знаю, мы сегодня уже говорили, что Гонконг сильно изменился, но раньше подойдут, спросят, помогут, на английском все объяснят. В Китае английским владеют только дети на данный момент. Взрослые, старшее поколение, больше вероятность, что, разговаривая в автобусе, какой-нибудь китаец будет улыбаться, понимая, что вы говорите, чем английский. Закон подлости. Пока шли и нечего было выкидывать, я постоянно видел мусорки. Да. Как только в руке бутылка, все, мусорки закончились. Начинаются бары. Именно не рестораны, а такие барные заведения. Флаги, флаги, флаги. Туалет. Лет 10 назад шутил, что очень похоже на туалет, но нет, не он. Если я скажу, что это, скорее всего, ну точнее, это может быть храм, вы же не поверите, но здесь и такого вида храмы встречаются, но конкретно вот это я не знаю, что это. Костя, ну что, все дальше прямо? Хорошо. Пицца, да? Пицца, да. У нас Уже раньше пахнет прям вот пиццей, пиццей. да. Знаете, чем пахнет? Это не пиццей пахнет. Я даже знаю название этой приправы. Итальянский, ой, как же, итальянский сбор или что-то как-то так. Наконец-то. Когда постоянно ешь одну и ту же приправу, потом начинаешь улавливать ее нотки. Эх, забыл уже, как называется.
строго вообще, ему Гонконг ни разу не понравился. Серега был в шоке? Ему не очень понравился, да. В шоке именно от того, что ему не понравилось. Он думал, что Гонконг будет таким. Ну, да, он увидел фотографии острова Гонконг ночью, да? Или в фильмах. Я в прошлый раз звал погулять, не как-то не хочу я там гулять. Людей много, шумно. Ну, я постарался его по Гуанчжоу провести по таким местам не особо шумным, ну, кроме, конечно, Пекинской улицы, и по разнообразным. Не знаю, как получилось. Это что, тоже Kia? Индийская кухня. Обалдеть. Много разных ресторанчиков, и это всюду вкусно пахнет. Очень. Нет, вечером. Ценник негуманный, да? Рис $50. Мне кажется, дороже намного, чем вот... Мы с тобой ходили в индийский Шэньчжэнь? А, Болливуд. В Болливуд пошли. Да, и там подешевле будет здесь. Реально в Болливуде поесть, кайфануть. Может, отменим сегодняшнюю идею? Пойдем по тарелочке, здесь не очень интересно. И в Шэньчжэне, в Болливуде поесть. Можно. Интересная идея. Будди. Так, ну погоди. А потому что я решил свернуть на эту улочку для того, чтобы полюбоваться вот такими вот местами. Нью-Йорк Клаб. Бетти Ли. Тоже какая-то забегаловка непонятная. А еще вот теперь сравню Гонконг с Китаем в сторону Гонконга. То, что здесь не очень комфортно жить, зато здесь такие все воспитанные водители, и все двигаются по правилам. И прям очень приятно, что по ногам эти велосипедисты, в смысле байкеры, не ездят. Ну, вот это вот, я так понимаю, школа. Праймари вон написано. Что это за желтое здание красивое, не знаю. Кэнди шоп. Это сладким пахнет, конфетами. Ой, а вот так миленько. Что это? Это садик, наверное. Что-то такое, мне кажется, с воспитанием и образованием связано. А это что? А это храм. Да. Костя его по запаху узнал. Слушай, очень необычный храм. Не, я не пойду туда, там ступеньки. Нам сегодня очень много ступенек еще проходить. Да, ступеньки это еще лучший случай. Красиво. Вообще. Смотрите. Что природа творит? Прям супер. Как-нибудь подсветить интересно, и фантастика будет. Фикус, фикус. Фикус, фикус, фикус. Молодежи мало. Молодежь в выходные чем занимается? Я не знаю. Как, на улице гуляют? Ну, я тут не вижу, они тут не шляются. Ну, вот смотри, ты говоришь, что мама с ребенком. Ну, я и пытаюсь придумать, где же они. их Потому просто что мало. я не знаю. Их
Не потому что их нет этих Нет, я понимаю, но они же здесь есть, но их все равно мало. Куда это она так бежит? И не просто бежит. Вот А, на пешеходный переход бегут. Куда нам? за 40 много людей. За 60. За 80. Костя, нам туда или туда? Все еще туда. Мне уже просто хочется куда-то в гору. Вот чисто так, по наитию. По карте, да, мы там скоро свернем налево. Тормозите своих детей. Сейчас. Потому что тут автомобили выезжают. Частная зона. Опять. Давай посмотрим вот здесь, подожди. О, а вот это что такое за символ? А, 4800 чего долларов за квадратный сантиметр? Нет, за это. Ван. Вот, ну, я понимаю, это традиционный робот, я думаю, это ван. Ну, типа, 10 тысяч. То есть 4 миллиона, нет, 48 миллионов вот за эту вот квартиру. Ну да, может быть это Иван. Это еще недорого. Тесла и модель Y даже почему-то на ней не указано. Это же Y, но почему-то нет надписи. Угу. Налево. Сейчас будем потихоньку подниматься. Угу. Приближаемся к центру, территориальному, географическому и финансовому. И центру в плане количества населения на квадратный метр. Давай обгоним этих девушек.
Вот тут уже толпа на толпу. Почему в фильмах в Америке показывают, что люди ходят прям организованно по своей стороне? Ни разу такого не видел. Да, вот такие пешеходные переходы. Половину перешел, встал, жди дальше. Прикиньте, на приближении ходил, снимал. Ё-моё, надеюсь, не очень давно. Там я вижу какой-то крутой китайский храм. Пойдем, Кость, глянем. А потом пойдем в другую сторону, к отелю. Храм глянуть? Да. Ну, хотя бы рядышком постоять. Какой интересный. В Китае я ни разу таких не видел. Но мало того, мне не только сам храм интересен. За ним сразу находится христианский храм. Поэтому я предлагаю подойти и посмотреть. Только как туда перейти, если здесь свет... А, вот вижу все. Костя, побежали, глянем поближе. О, нифига себе. Но туда не попасть, я так понимаю. Я бегу. Разве нет? Я сейчас это ускорился, и мне прям это, ноги прям заболели. Церковь Святой Марии. Святой Марии, да. Если Святой Марии, это что, не... Это получается христианский? Конечно. Обалдеть. Вот адрес, если что. Можете поискать на карте, видите? Это название улицы? Да, название улицы 2А. Это же не название улицы, это, наверное, название дома, в смысле номер дома. Нет еды и питья тут. И вот так выглядит. Я поражен и удивлен, но зайдем еще сбоку. Да. Святой Марии. Вот отсюда он выглядит еще круче. Весь порос плющом. Красиво, да? Да. Хор детский. Я понял. Это часть храма, а вот его продолжение. И вот это вот такой чисто протестантско-католический, не знаю, собор, ну, судя по виду. Это тоже, видите, Святой Марии. Но вот как отличается вот этот стиль от вот этого? Это Гонконг. Вот так. Ну и вот тоже. Да, это в пандемию, наверное, делали фотографии, поэтому все в масках. И вот интересный тоже вид. Holy Mary, pray for you. Use. Надпись вот на этом здании. Вот еще один вид, типичный вид Гонконга. Старая застройка, жилые дома и на горизонте офисные стеклянные здания.
Святого Пауля, это Павел? Госпиталь. Да. Павел. Ну, наверное, русский налог это Павел, да? Пол. Да, я думаю, Павел. Зашли просто в какую-то христианскую обитель. Что там, время смотришь? Сколько прошли? Пойдем? 14,88. 15 километров. 14,88. Хорошо. 14 888. Мне показалось, или парочка на русском разговаривала? Какая? Костя, знаешь, что меня в тебе поражает? Ты иногда все слышишь и все видишь, но иногда отключаешься и ничего не видишь, что происходит вокруг, и не слышишь. Не обратил внимания. Ну да, у меня тоже иногда мозг отрубается и о чем-то другом думаю или смотрю и не реагирую на внешние интересные раздражители. Общаемся в чате на премьере. А ссылка на донат в описании. Олимпийские игры. Смотрите. 1900 год. Париж. 24-й Париж. Амстердам. Лос-Анджелес. 36-й год. Берлин. Хельсинки. Так, где Москва? 80-й. Москва. 16-й. Рио-де-Жанейро. Лондон. Нам не надо наверх. Это я так. Вот, казалось бы, обычный мост, но просто поднимаясь по нему, можно вспомнить Олимпийские игры и узнать, в каком году, где проходили. А с этой стороны интересно, что... А, то же самое. Олимпийские игры. До 16-го года. Больше ступенек не хватило. Еще знаю, чего мы сегодня не заметили. Ну, либо не видели еще. В Гонконге же можно на номере написать все, что угодно. А вот вход в школу Святого Пауля.
О, только вспомнил о номерах, сразу заметил. Вот справа от нас на Тесле написано Айдан. Мои любимые жилые комплексы. Ага, заливает с кондеров. Японское десертное кафе. Десертное кафе. Гонконгская домашняя еда, так и написано. Ну, столовка. 36, 45 с баклажанчиками, 47. Неплохо выглядит. Прикольно сделали на здании. Так, где Костя? Занюхался, я там. Им красный. Давай. Иду. Номер на автобусе в ад. Отвезу вас. Некоторые сейчас начали отматывать назад и искать этот номер. Нет, я же так пошутил. Не было там такого. А вот справа от нас автомобиль. Вот этот вот Альфард с китайскими номерами. Провинции Гуандун. Нам туда? В любом случае выйду, подышу. По Леунг-Кок. Липпо. Это что, уже Липпо-центр? Не, он же не так выглядит. И он, по-моему, туда, чуть дальше. Костя, идем. Угу. Какая-то собака
выпрыгивающая из Орла. А это что за флаг Австралии? Или Новая Зеландия, или Австралия. Я даже не помню. Я тоже не помню. Вот оно, британское наследие. Мне вот этот вид нравится. Костя, секунду. Бетономешалка. А амулет-то действует, дождя-то нет. Скоро мы придем в Хорошо. Хэппи Вэлли. О, тут до сих пор размахивают руками, чтобы такси поймать. вызвал. Ну, может быть, но мне кажется, он просто тормозил. К этому моменту многие спросят, ну, про то, что почему я не еду, а мы только идем. Я уже ответил. Многие спросят, почему не вырезать или не ускорить вот эти моменты, где я молчу. Так я-то молчу, но большую часть информации человек воспринимает через зрение. И даже когда я иду по улице, просто по улице, ничего не говоря, вы же все это можете разглядывать. Ну и надо же отдыхать от моего голоса иногда. Да? А мне немножко поберечь головы совы и связки. Нам сегодня еще очень долго с вами проходить Гонконг.
Краун Плаза слева от нас. Фу. Как вкусно выглядят. Смотрите. Это креветка, наверное, или рак? Нет, не могу понять. Может рак, может креветка, разрезанная вдоль. И огромный бифштекс с картошкой фри. Ну, картошка фри не очень интересно. Ну, $268. Точнее, от 268. Это, конечно, немножко отбивает аппетит. Но как тут круто внутри. И аппетитно на картинке. Верной дорогой идем? А вот непонятно. Вроде верный. Ну хорошо. Тогда пошли. Ну, сейчас, видимо, GPS ставить. Да, видишь, он это. Наверное, здесь напереди куда идти. Видишь, GPS что творится? О, опять. Это не GPS, это твой глючный iPhone. iPhone не покупайте. Да шучу я так. Тут очень высокие здания. И в них же металл. И сигнал плохо пробивается от спутников. Поэтому часто прыгает. Но мы настолько уже привыкли пользоваться и электронным компасом, ну, чтобы было понятно, в какую сторону смотришь, и навигацией, чтобы с точностью до метра. Что, туда хочешь сказать, что ли? Нам в левую часть куда-то должно быть. В общем, отвыкли мы полагаться на свою навигаторскую способность врожденную. Маза of Pisa. Pizzas. Ой. Еще есть вот такие туристические автобусы, двухэтажные, верх открыт. На них беспонтово кататься. Лучше в закрытом, там прохладненько, дождь не заливает. Сяопен. Этот автомобиль нас преследует. Идан. Эй, собачка, ты чё? Ты совсем обнаглела? Ну, хозяин уже ждет, чтобы смыть даже ее мочу. Представляете? Ну, не то чтобы смыть, немножко размазать. Ну и что, нам куда? Туда? Смотри, вот, я иду по навигатору. Ну ты не можешь так по навигатору идти, у нас нет такого изгиба. Вот туда надо идти. Туда вон? Да, а там не вижу дороги. Тут переходов нигде нет. Вон, видишь, что делают? Почему тут нельзя идти? Тут вот так бегать приходится. Что, тоже полезем? Побежим? Ну тогда нам две дороги придется перебегать, а на светофоре пошли, ладно. Быстрее скачет. Туда-сюда, туда-сюда. Глушилки работают. Не вступи. И сюда не вступи. А хрен, тут нет светофора тоже. Да что ж, Там есть вроде. на котором мы только что стояли, в другую сторону, ага. Я специально предлагал туда. Ну, вот пошли туда. Хонг. Вьетнамская кухня. Да.
Успеем? Ну, ты-то можешь бегать, я-то нет. Современная кухня. Ресторан 1862 года. Очень современная. Пиво от 29, вино от 39, коктейль от 49, счастливые часы с 3 до 8. Еда, спагетти 168. На кого? Ну вот, доставщик. Вот этот? Иностранец, да. То есть здесь доставщики, ну, многие иностранцы. В России тоже многие доставщики, строители дорог Мы же говорим о Китае. и иностранцы. Я имею в виду китайцы, да. В Китае такого ты не видишь, там нельзя работать. Офигеть! $50 кусочек вот такой пиццы. Алло! Queen Маргарита. Я сюда хочу. Очень хочу. Ночной стейк. $408. Букируйте сейчас. Локацию сохранила. Локация. Хорошо. Да нам денег не хватит сюда прийти. Там что, 51 сколько стоит? А пицца? Да. Много. Одна пицца или один кусок? Один кусок. Конечно, кусок. Это жесть просто. Нифига он тормозил, видел? Аж кабина чуть не оторвалась. Я представляю, как он сейчас трогаться будет. Взял на пешеходном переходе, остановился. Ну вот козлячья морда. Страшно, когда близко проезжает такой автобус. Мы еще идем по нормальным улицам, мы в горы не поднимались. А вот там на холмах тоже есть дороги, и автобусы ездят. И есть даже такие узенькие дороги, что два автобуса тупо с трудом разъезжаются. Вот прям вот так вот. Вот там невозможно ходить, потому что, ну, до первого автобуса можно, а дальше нет. Они ходят очень часто. Ну, я так понимаю, те дороги вообще не пешеходные, поэтому в некоторые места Гонконга добраться пешком просто нельзя. Ну и понятно, что на скоростные трассы здесь они тоже имеются, выходить нельзя. Скоростные в смысле платные. А может они тут бесплатные. Что-то я в данный момент жутко туплю. Барбершоп такой красивый. Охренеть. Костя, помнишь, ты жаловался, что барбершопов в Китае нет? Вот, пожалуйста, за $380. А вот, если студентом можешь прикинуться. Это с этим, вместе с бородой. С бородой $640. Обалдеть. Вот. А ты, кстати, побрился, похоже, да? И уже снова оброс. Просто. А я до конца нет. Немножко оставляю. Не, а я снял шот с бородой и побрился.
Друзья, реально пора домой. Это просто... да. Налево? Бежим к вон тому желтому дракону. Я хочу его поближе посмотреть. Насладились звуками проезжающего трамвая, точнее поворачивающего. Они так страшно скрипят, когда поворачивают на рельсах, просто жуть. Что, говоришь, красиво? По-гонконгски. Трамвай. Про трамвай, да. Очень много Тесл. К дракончику заглянем, ага. В 19 году в 2003 году поставлен. Золотой дракон, скульптура. 250 тысяч долларов. Что-то, не знаю, я же по-английски тоже не умею читать. Здесь по-китайски уже. Какие когти. Это еще и фонтан, просто выключен. Это фонтан. Угу, веди. Босс дизайн. Я вижу что-то типа кладбища. Ну да, это, наверное, оно и есть. Время 5 часов. Уже 5 часов? Куда день делся? Ну, сейчас вот этих вот пропустим. Вот давай вот за этой. Офигеть.
Я так понимаю, вот в этом здании, да? Или я ошибаюсь? Нет. Дальше. Хотя может быть. Мне почему-то казалось, что вот в этом коричневом здании он с того боку. Ну, хотя я карту не видел, Может быть, да. могу ошибаться. И небоскребов пока не вижу красивых, которые вечером прям офигенные Да, были. скорее всего, прав, нам надо сюда. Вниз? А, чтобы дорогу перейти. Ну ладно. Стадион Елизаветы, по-моему, королевы, было написано на здании справа от нас. Здесь вообще очень много названий, связанных с британской короной. В честь принцев, королев название. Областей, городов. Да, за те 100 лет, или сколько там Британия владела Гонконгом. Гонконг очень сильно изменился. В начале 18 века, по-моему. Нет, в начале 19-го. В 1800 мохнатом. 1740 или 50. Они высадились тут, все бац, бац, бац. Истории мы сейчас рассказывать не будем. Но если будут силы, то про пиратов поговорим. Точнее, не так. Если мы дойдем. Что, мы здесь выйти? Я думаю, здесь направо надо выйти. Че, не прав? Ну, тут же без Ой, вверх. О, как приятно сразу. Да нифига не приятно, у меня коленки не гнутся. Вот, тоже иностранцы не могут сориентироваться по карте. Мне кажется, сбоку сейчас должна быть. Проверим мою сообразительность. Queen Elizabeth стадион. Стадиум. Ну это же стадион. Какой стадион может быть многоэтажным? Не понимаю. Так, запомнили вот эти вывески. Маклихос Dental Center и эти здания. Костя пошел через задний проход. Я хотел показать центральный холл. Мне нравится здесь дерево вниз головой. А, это корни светящиеся. Hello. И потом ты зайдешь. Могу сразу к тебе. Поехали к тебе сначала съездим. Так, здесь у нас Закрыть. Обратите внимание. Первый этаж, не первый, а G-ground, в смысле земля. А первый этаж – это наш второй этаж. То есть я живу не на 17-м, а на 18-м этаже. Если, конечно, здесь четверка есть. Но четверки здесь нет, потому что в китайском языке созвучна четверка со смертью. Поэтому все вот так запутано. Я зря 17-й. Да ладно, давай к тебе сгоняем. Ты в туалет хочешь, нет? Да. А, ну я в это время в окно посмотрю. И потом ко мне заодно твою ванну. А ты можешь потом, можешь посмотреть? А, ну да, и Да. пойти. Нет, А- посмотреть, а ты потом пойдешь к себе, а я потом спущусь уже. Хорошо. Это вопрос. Ты, разуваться надо, да, у тебя? Я сейчас не смогу разуться. Я тогда обутый пройду. Извини меня, пожалуйста, потому что это надолго. Что-то у тебя тут полиция перекрыла. Не входить. Запихать, вытащить.
Не, вверх ногами. Выдергивай. Вот такая сложная тут система. Так, все нормально, можно пройти, да? Нет, не поменял. Да, можно. К окну. Не поменять, не убрались. Угу. Как я оставил, так и это и было. Смотрите, что у него тут есть! У него тут есть ванна! Не убрались, засранцы. Вообще не убрались, я Так, в шоке. а как мне пробраться на твое кладбище? Ну, вот здесь так, наверное. В общем, у Кости обалденный вид из окна на кладбище. Давайте посмотрим поближе. Капец. Плечи все сгорели. Тебе комфортно тут было жить сегодня? Нормально. Ты не суеверный, кладбищ не боишься? Не, вообще нормально. Даже спал хорошо. Блин, да еще жесть. Надень на себя что-нибудь сейчас. Да сейчас уже не будет солнца никакого. Сейчас Ну, уже- конечно, сейчас будет дождь. Смотри, видал? Угу. Это это облачная погода. Угу. Абсолютно, А 100%. представляешь, если бы солнышко светило, тебе бы писец был. Ну да. Ладно, давай, я к себе на 5 секунд Ага. и встретимся снизу. Да, давай. Где у него тут выход? 2707 номер. Мне нравится, что в Китае, в Гонконге номера квартир и номера в отелях по этажам. А то номер квартиры, не знаю, 123. Какая это на самом деле квартира, непонятно. Ну, тут, правда, иногда добавляют к номеру, ну, не тут в Китае, 8 спереди, потому что 8 это типа счастье, созвучно со счастьем, или просто символизирует счастье. Поэтому 8 к номеру вначале добавить, это святое дело. Вон тот едет вверх. 26-й, 27-й приехал. Что ж, 17-й закрыть. Ой, ну, а пока мы спускаемся 10 этажей, или 14 этажа тоже нет. 14 этажа тоже нет. В общем, капец, ничего у них тут нет. Я сниму рюкзачок. Вот такой вот. Специальный для прохождения. Я его купил реально специально для прохождения. Вообще много. Что для прохождения купил. Так, 17-й. Где-то, по-моему, вот здесь в углу он был. Да, вот он. Точно так же. Запихиваем, ждем, выдергиваем. Заходим. Обратите внимание, у меня тут карточка вставлена. Они решили, что пускай будет. У меня нет ванны, к сожалению. Так, временно отцеплю. Вообще я здесь обутый не хожу, но сейчас обувь снять нереально. А если сниму, то потом задохнусь. Не надену назад. Что у меня тут есть? У меня тут есть свет, надо включить. Ай, блин. Все уже. У меня тут есть койка, которую не заправили, значит, не убирались. У меня есть зеленый рабочий стол. Розетки, посмотрите, какие. Это британский стандарт, и китайский сюда не подходит, и российский. В общем, сюда не подходит ничто. Если в китайские большинство нормальных отелях универсальные, типа вот такой, и можно вставить любую вилку, то в Гонконге нет. Ну, то здесь есть сразу USB разъемы. Но это адаптер, удлинитель в смысле, а просто в розетках нет USB разъемов. Ну и посмотрим на вид. Ага, говорю. Прочитайте названия, запомните их. Тут никаких названий с такой высоты не видно. Шанель. Вот типичный вид из гонконгской квартиры. Нет, это еще хороший вид, поверьте. Бывает намного хуже. Центр острова находится там. Сейчас мы туда и направимся. Что-то я уже как-то немножко подустал. Ну ладно, надо. Федя, надо. Что у нас с пауэрбэнком? Ну, пока маленький перекорчик.
посидеть. Ой, теперь не встану. Здесь много-много всяких разных кармашков для того, чтобы вот сюда можно было, например, я сейчас карточки положил и салфетки здесь у меня осветители. Внутри Powerbank. И для чего, собственно говоря, здесь еще паспорт. Я же говорю, на случай, если нас загребут. Для чего я сюда заглянул? Дело в том, что все это барахлишко, ну, очень-очень тяжелое. Powerbank, конечно, вне конкуренции по весу. Но еще у меня с собой... Нет, этот чехол понадобится. Еще у меня с собой селфи-палка. Так. И... Где она тут? И камера Insta360. Вот такая камера, от которой я в полном восторге. Она снимает сферические видео, но на DNVS TV я уже выпустил 2 плоских видеоролика. Если бы в описании не указал, что снято на Insta360, мало кто бы вообще догадался. Может снимать только половину сферы, при том, что просто как в экшен режиме, или снимать полусферу, а потом уже при монтаже можно там плавать. В общем, супер-мега, но сферическое видео снимает 8К. Ее я тоже выгружаю. Я надеялся, что во время прогулки будут силы что-нибудь красивое запустить. Этот Powerbank. Так, мы 5 часов пути. И на этом еще 63%. Думаю, это тоже не понадобится. Насколько легче сейчас сумочка станет. Так, это оставляю. Запасной USB кабель оставляю. Вдруг что-нибудь случится с основным. Ну, Powerbank. Закидываю, сумка стала легче. Намного легче. Прям вообще пушиночка теперь. Еще фишка сумки. Можно носить через плечо. Вот такой длинный ремешок. А можно взять вот здесь вот сзади. Есть. Застегнуть. И она превращается в рюкзачок. Вот именно сейчас в виде рюкзака. Вот так вот я ее несу. Знаете, сколько стоит? 12 юаней, что ли? 150 рублей, грубо говоря. Ну ладно. Посидел, отдохнул. Лишнее выгрузил. Я вот не знаю. Так бросить. Блин, надеюсь, не украдут. Очень надеюсь, что не украдут. Ну, если сегодня не убирались, скорее всего... Блин! Камеру зацепил, надо протереть. И зеркало. Вот на таком креплении у меня приделана камера. Не то достал. Прикиньте, салфетки достал. Все, уже на самом деле мозг помаленьку начинает включаться. Но сейчас я его включу, не беспокойтесь, я умею. Это просто сейчас он расслабился, потому что в прохладе. И не надо никуда идти. И думает, можно отдохнуть. Конечно же, протирать нужно специальной тряпочкой. Желательно, конечно, во включенном состоянии не протирать, но не безвыходная ситуация. Чистенькая теперь. Блин, я вижу 2 пятна. Похоже, это я не рукой зацепил. Это какие-то 2 плевка сюда прилетели. О, какая камера горячая. О, 1 плевок оттер. Ну что ж, нормально. Идем дальше. Крепление это протестировал, гуляя по деревне. Очень удобное. Еще к нему такой поясочек есть, для того, чтобы меньше тряслось. Но если бы я нацепил поясок, то я бы не мог вот так вот вверх, вниз опускать руками, когда вам нужно что-то дополнительно показать. Она бы была жестко закреплена на моем теле, и мне бы пришлось прям всем телом изгибаться. А так она подвешена, что когда я немножко наклоняюсь, она как бы от тела отстраняется и держит горизонт, помогает держать горизонт. Решил я убрать все-таки. Что, вот это стоит 50 тысяч рублей. Вот, ну, короче, все это дорого стоит. Надеюсь, в рюкзак не будут залазить, даже если будут убираться. Не рискнут, потому что можно же видеонаблюдение внутрь запихать. Или бомбочку с краской. Но если бы просто валялась,
Не давайте повода людям нарушить закон. Как было написано в одной церкви, пожалуйста, ничего не оставляйте без присмотра, потому что некоторые люди могут подумать, что это им послал Бог. Так, карточку я не забыл с собой. Да, карта отеля с собой, мой октопус с собой. Октопус надо переложить в штаны, а то я Костю все время прошу оплатить. Как вы думаете, сколько стоит такой номер? Я, честно говоря, не помню. Сейчас надо у Кости узнать. Нет, Кости не спонсор этой поездки. Спонсоры этой поездки вы, зрители. Да, надонатили, и я поехал. Просто Костя заказывал и оплачивал отель, а потом я ему отдам все, что он израсходовал. Свет потушить. Поэтому я не помню, сколько стоит отель. Узнаем у Кости. Не забыть. Так, секундочку. Ну ладно, может быть, его снизу придется ждать. Поэтому я... Так, если я несу вот так, то надо кабель перекинуть в эту сторону. У меня, кстати, кнопочка вверх есть, а у Кости нет. У него что, верхний этаж? В смысле, самый высокий, что-то не помню. Как он шумит. Земля. Закрыть. И я снова в рюкзачке. Вот. И где-то там кабель болтается. Кабель. Так. Земля. Фух, ну что ж. Все, я снова готов. Идем дальше. Нет, пока еще не идем. Идем. Нет, я же прошел через ту дверь, через которую ты только шел. Я что-то думал, что Бога нет, наверное. Я же обзор комнаты снимал. Ты же помнишь, зачем я сюда заглядывал? Выкинуть лишний груз. У меня теперь просто невесомый рюкзачок. Главное... Блин, подожди, 67... хватит. У тебя же еще пауэрбанк есть. Мы идем на Ванчай. Давненько я там не был. Но мы на нее рановато как-то. Обычно я там попозднее гулял. Зонтик. Вот это здание, соседнее с нашим отелем. Империор отель, что ли, называется. Ночью красиво выглядело. Мы с вами в пути 300 минут. Это сколько? 5 часов, да? Да, 5 часов. 5 часов. 17 километров. Жвачка нужна? Да.
Мне не только жвачка уже нужна, мне нужно это. Да, и в руки лучше ничего не брать. Мне уже нужно в душ. Всему вместе с одеждой. Госпиталь у нас тут недалеко. Раз уж мы только что были в отеле, про отели немножко. Костя, сколько стоил номер? Что-то 700, 600 долларов. 600 гонконгских долларов, ночь, один номер. Так как мы люди взрослые, у нас есть свои потребности и свои недостатки. Например, я жутко храплю. Мы не стали брать один номер и экономить, мы взяли два номера. Там еще такая фишка, там если ты берешь двойной номер с двумя постелями, да, Ага. он выходит даже дороже бывает. Да ты что? Ага. Я удивился. Ну, то есть там, даже если было бы дешевле, то не намного. Угу. То есть, допустим, номер на 2 кровати стоит, например, там 900, Угу. допустим. А это Ну а тут 600. два номера, 1200 получается. Ну, Так, нам сюда? Или дальше? Ну, Сюда? неплохо. Пошли мы идем не к метро, мы идем к Ван-Чаю. Это же улица, по-моему. Или район даже. Это еще одна ассоциация с Гонконгом у меня, во всяком случае. Веселая, безбашенная, барная жизнь. Вернемся к моей терминологии. Я в Гонконге знаю, именно на острове Гонконг, одну барную улицу и одну барно-шлюшную улицу. То есть на одной наливают и веселятся, на другой наливают, веселятся и ублажают. Мы сейчас идем на вторую. Ты как семейный человек знаешь, а я как холостой не знаю. Ты как холостой вообще что-то ничего не знаешь. Именно поэтому мы и сняли тут отельчик на Ван-Чае, чтобы недалеко было до него. Косте отдохнуть, как холостому. Что, сегодня в стриптиз пойдем? Ты будешь снимать там? Там снимать нельзя, к сожалению. Хотя, блин, стоит... Да ладно, расскажу. Один раз в стриптизе я снимал. А потом пришлось все удалять. Это раз, сильно извиняться. Но все-таки один, это уже другой раз было, со стриптиза я смог притащить кадры, но снимал на телефон из-под мышки. Качество так себе, ну потому что там темно, но все равно у меня есть такие кадры. Нужна Instago 3. Instago 3, да. 3S, Да, как у тебя, которую ты сегодня не взял, чтобы полегче было идти. Смотри, можно сказать, делийская кухня. Туда нам, правильно? Куда-то было. метро еще, да. Ну да, в ту сторону. Подожди. Это настоящий кальмар. Настоящий. Прикиньте, вот это кальмар. Рядом с кальмаром висит голова свиньи, сало, кишки и большие гуси. Вот снова кафе де Коралл, который мы сегодня обсуждали, в котором Костя ни разу не был. Снова 7-Eleven. Одни и те же надписи нам встречаются. Доктор Конг, Джолиби, да. Интересно, а в этом Доктор Конге есть
Так, сейчас напомню, мне нужно в Доктор Конг. Начинают зажигаться вывески, висящие над дорогой, и скоро начнется киберпанк. Блин, что-то так резко в голову ударило. Нельзя было заходить в номер. Джолиби. Да, в Доктор Конг, спасибо. Заходим. Тут носки по $20. А тут у них есть раздавашки? Ага. Есть, но здесь моей уже нет. Жалко. А может в другом месте? Ой, как тут прохладно, хорошо. Майя, прости, тут тебя уже не помнят. $800. Купи одни, получи другие в подарок. Смотрите, как измеряют размеры ног. Все круто. Да, начинается еще один Гонконг. Вечерний. Я, кстати, ни разу тоже не был в этом Джолиби. Так может мы сегодня в Джолиби пойдем? Ну, что-то филиппинское, говорю, вроде не особо. Ну вот Джолиби особо относительно остальных. На данный момент я вообще не голодный. Я тоже. Хотя на мясо с удовольствием посмотрю. Итак, мы пришли на Ван-Чай. И теперь бы мне сориентироваться, я не помню, какая из этих улиц барная. Подожди. Попал или не попал? Не могу понять. Блин, я не вижу. Ну, в общем, где-то там флаг радужный, видите? Надеюсь, видите. Ну, почему все? Второй раз упоминаю. Один раз просто упомянул. И еще посмотрите, за Костей какой красивый трамвай. Туристический. С 1904 года он тут ездит. Да, Кость, идем, но при этом мне же нужно еще показать всякую красотищу. Например, вот это здание «Утюг» обязательно нужно показать. «Утюг», в смысле, оно такой формы, расширяющееся к заду. Ну а тут просто супер кадр. Вот это, пожалуй, даже для заставки подходит. Тесла и трамвай 94 года. А, так это не просто трамвай, это трамвай-ресторан. Круто, я тоже хочу на таком покататься. Прям супер. Да-да-да, мне уже страшно, сигналит. Ох, Кока-колы что-то захотелось вдруг. Подожди, Кость, секундочку, гляну. Куда нам? Мне почему-то помнится... Блин, да ничего мне не помнится. Капает, да?
Не, это я плюнул. 整体人都要对，对啊，我这个还有 Вроде бы не кондиционер. Дождик маленький. Начинает. Нам нужно... Ну, мы будем проходить мимо А. Так. Нам же туда? Правильно помню? Да, ну, нам нужен будет выход Б. Кажется. Ладно, найдем сейчас. Представляете, я не помню свою любимую улочку. Ты был там? На Ванчайже, да? Угу. Один раз давно. Мгм. Указатель на станцию. Ну да, правильно идем. Просто я хочу показать именно... Сейчас еще не темно, но огни уже зажгли и должно быть красиво. У всех этих баров, ресторанов и массажных салонов. Вот смотрите, молодец. Не стал заезжать на светофор, в смысле, на пешеходную тропинку. Чё это они все встали? А, светофор. Чувак это комплимент сделал. Девушке? Да, и она быстро убежала. Ну вот эти, которые перед нами идут, которые бай-бай он орал. Да. Мгм. Там подвал шутка. Представляете, сколько тут еще под землей скрывается интересного? Я так один раз иду из подвала нашел случайно, а там сыры со всех стран мира. М. Прям такой прикол. Я с тех пор не могу найти этот магазин. Итак, вот выход A. Но нам нужен не этот. Ну, во всяком случае, не так улочка выглядела. А там, я помню, выходишь, и она сразу начинается. Фудбридж не надо. Идем пока туда. Если, гуляя до этого по Гонконгу, мы просто имели направление, то здесь есть небольшая цель. Посмотреть одну улочку. Вот там, интересно, с той стороны. Но это цветочный рынок. Нет, это шмоточный рынок. Нет, туда я не очень хочу. Ну что там, базар и базар. Да. Японская иена. А вы знали, что у иены и юаня одинаковый раньше значок был? И сейчас еще можно встретить неправильный перевод. Берешь страницу Таобао, закидываешь в переводчик, а он вместо 20 юаней пишет 20 йен. Может там? В общем, давай посмотрим здесь. Нет, там тоже автобусы ходят. По той улице автобусы не ходили. Зато здесь есть туалет.
Однозначно не то, что мы искали. Мы ищем бары, рестораны, а не спорт и здоровый образ жизни. Опять не то. Я вот тут на воду остался. Баскетбол любишь? Ну, я люблю такие игры, да. Больше футбол, конечно, но баскетбол можно поиграть. Ну, футбол, по-моему, в Китае как-то не очень. Но мы играем. Мгм. Ну, просто я смотрю, у нас в районе футбола нет нигде, один баскетбол. Ну и настольный теннис. Не помещается. Вот так, да? Чуешь? Русская речь. Ой, опять не это. Погоди, дай подумать там. Наверное, она вот там. Мне почему-то кажется. Через мост. Из-за того, что палец вспотел, отпечаток пальца не работает. Через мост. Я не знаю, как это называется. Я тоже не знаю, как она называется. Американский, да? Американский. У тебя на карте показываются ресторанчики всякие, там куча этих. Но они тут везде. Ну да, нужно прям, чтобы целая улица была с ресторанами. Прям такого нет. Прям вот такое должно быть. Ну ё-моё. Не подготовился нифига, не могу улицу Ванчайную найти. Ладно, давай перейдем вот там. Вот тут что-то уже интересно. Хайнань. А может это эта уличка? Уличка. Спасибо за музыкальное сопровождение. Костя! Не это. Давай вон туда еще посмотрим. Надо подняться и туда перейти. Где подъем? Вон там, наверное. Ну, настроение уже то, которое нужно. Музыкальное. Я опять пить хочу. Там это котяра. Что там? Котяра в магазине. А, котяра. Выгуливает. Хочешь чем-нибудь? Пока нет. Так, я изменил 7-Eleven с Сёкол. А где мои напитки? Спортивные. Тут нет. И тут нет. Пока ничего не понял. Ну, может, кофе взять, кстати. Свободно взять. Возьми. Что за фигня?
Ладно, я что-то захотел колу. Так резко. Кола-то тут есть? Есть, да. Обычный оригинал 12,5. Угу. Спасибо. Что нужно? Да выкинешь где-нибудь там, выйдем сейчас. Ну, Я возьму. я заплачу. Dạ, you wait a minute, bạn. Ладно. Thank you. Bye. It's okay. Bye. Nó lên học. Что, здесь мусорок нет? Вон она, желто-оранжевая. Дай мне колу, пожалуйста. Хочу. Я 100% перерабатываемая пластиковая бутылка. 100% для тех, кто не понял. Еще раз на китайском языке. 500 миллилитров. Вот такая пухленькая, вкусненькая. А пока мы будем подниматься по лесенке, кайфанем. А вот тут и 7-Eleven был с моими спортивными напитками. Ну ладно. Где же эта улочка-то? Не, спортивные лучше. Пойдем наверх. Вот что значит давно не был. Раз уж мы слышим уличных музыкантов и даже немножко видим, возникает вопрос, они официально здесь играют или с нарушениями? Дело в том, что собирать деньги на улице – это бизнес, и нужно заплатить. Серьезно? Попрошайки должны платить налоги. Ну, не попрошайки, а уличные музыканты. Ну и попрошайки тоже, кстати говоря. Иначе посадят в тюрьму за незаконный бизнес, за незаконное получение доходов. Ну вот эта улочка очень похожа, но мало вывесок над улицей. Я знаю, как ты относишься к татуировкам, а может все-таки сегодня твой день? Татуировочку нанести не хочешь? Татуировки не на меня. Я именно вот по отношению к себе не начинаю отношусь. Нанести татуировку всегда. А если у других людей, то мне по барабану. Кто хочет, тот ставит себе, делает. Вот эта улочка больше похожа, судя по первым впечатлениям. Сейчас посмотрим. Узенькая, трамваев нет, автобусы не ходят, вывесок нет. Ну-ка, в ту сторону. А вы знаете, это, наверное, судьба.
Нифиг нам по барам разгуливать. Правильно? Правильно. Чё, Кость, наверное, я прекращаю искать. Что-то у меня Гонконг из параллельной вселенной какой-то. Я его не вижу такого, как был раньше. Идем дальше? Идем дальше. Может быть, ты случайно выйдет. Спускаемся тогда. Да вот. Что-то мне подсказывает, где-то здесь недалеко был выставочный центр гонконгский. Угу. Правильно мне подсказывает память. Вот именно по этому мосту надо было дальше идти, и мы бы пришли к выставочному центру. Но я не думаю, что кому-то интересен выставочный центр. Блин, как тут вкусно пахнет. Не, я этого вообще не могу. Ты на это даже смотреть не можешь? Не. Вот это, я думаю, кишочки запеченные или шкура запеченная. Фу, как это есть. Hello. 80包燒賣， Да, я, наверное, сосиску хочу. 誒，50 seven， Мгм. Вон, сосиска. Вот такую. How much? Вон, сосиска. 定㗎啦， 10? 10, да. one，OK， One. one，OK， One. Just one. Just one. this one 就夠啦 Octopus? ，no， No octopus. money， Кэш. Кэш. Only cash. Окей. Придется достать вот такой пакетик. Помочь тебе? Давай. Да, помоги, пожалуйста. Я сам достану, но ты... А подожди, а есть ли у меня тут мелочь? Да, есть. Видели гонконгский доллар? Десятку. Вот такая вот прозрачная пластиковая. А, thank you， Впервые здесь нашел. так. Где не принимают октопус? Ты это любишь? Это кишки, я это ем. 邊度㗎？你喺度㗎？ Thank you. Ты же не взял еще? Не, а мне не надо. Не-не, я в смысле мою не взял еще. Я думаю, вдруг держишь. 去炸啦，拜拜啦， А, греют там. Окей. 南南。 Можно себе. Мне еще и погреют. Какая красота. Я бы и холодную Ну, съел. это, конечно, дорого за одну сосиску здесь. Ну, в Китае такая 5 стоит. А вот смотри, кишки на палочке, видишь? Ушки на палочке, куски кальмара на палочке. 哎呦， Убрала нашу Она красоту. просто увидела мое выражение лица. И такая, Лапша на палочке. Сало на палочке. Вкуснятина. лапшичку я бы О! только поел бы. Ну, можешь взять. Но не сейчас. Можно у нее узнать, где здесь шлюшная улица, ну да ладно. Переживем. Да, давай уже так пойдем. Потом нужно было тогда заранее посмотреть, где находится. Я заранее смотрел. Да? Теперь вот смотрю на карту и не могу понять. Вот реально. Это называется... Thank you. Это называется географический кретинизм. Вот иногда бывает перекрывает и не могу понять, куда идти. Что? Да вот только что понимал, сейчас перекрыло. Ну, возможно, врачи среди моих зрителей есть, но если это настоящие врачи, то они ничего не напишут. Но всякие самозванцы, конечно же, скажут, что это у тебя такая-то болезнь, такой-то Они же в этом, в масле жирная, обкапала меня всего. Раньше был потный и жирный, теперь потный и очень жирный, еще не в своем жиру.
Оба-на! Койот! Мы идем по правильной улице. А? Мы идем по правильной улице. Пойдем. Просто она еще не открылась. Это она есть, что ли? Вот, койот, помню, был там бар and ресторан, а тут гриль написано. Но где вот эти вот вывески, которые сверху красиво раньше висели, светились? Можно зайти успеть. Да ну что ты там увидишь? То же самое, что у нас только что в отеле было. Вот бар 109, ну ё-моё, пекинский ресторан. А вы, кстати, знаете, что Бейджин совсем недавно Бейджином стал? Раньше он был Пекин. Диско... Да. Кебаб-хаус, да вот же оно все, что я искал. Ёпарас, это... Вот это действительно. Просто они, похоже, улицу почистили. И те 6 лет, что я тут не был. Я, наверное, не здесь больше. Ну, похоже, за последние годы что-то тут сильно изменилось. Типа вам бахнуть, по-моему. Это моей сосиской. Сомневаюсь. Я чувствую именно таким вот. Ой! Это именно, знаешь, какая сосиска? Которая китайская, которая посыпана этими самыми BBQ приправами. Вот футбольный бар. Какая она перчено-соленая. Нет, это пахнет именно вот чем-то вот или кебабом, или каким-то вот мясом курицей. Угу. Прям Ну из вкусно. какого-то бара духануло на Да, тебя. прям хорошо. Ну сейчас пока не хочется ничего вообще. А я решил все-таки перекусить. Ну я завтракал, а ты нет. А я тоже сникерс съел. А я позавтракал, еще 2 Марса съел. Это, наверное... Давайте понесу пока. Спасибо. Это, наверное, ну калорий 1500, так что еще. Мне нравится. Вкусно, да? Угу. Вон Стамбул Экспресс. Туркиш ресторан. Мне кажется, мы не успеваем по тому пути, по которому ты планировал. Да. Нас это сильно волнует. Да. У нас же есть путь. В будку спрятали кресло. Я один раз нашел такое же кресло на улице в Гонконге. Сел и всю ночь проспал на нем. Ну, не всю, полночи. Вот Devils, вино и коктейль. Подождите, это надо показать. Раз, два, три. Я не знаю, что произошло с этой улицей, но она выглядит абсолютно по-другому. Я узнаю название, то есть вот этот Devils тут был, еще несколько вот проходили, я видел. То есть я на 99% уверен, что это та самая улочка, на которую я хотел зайти, Косте показать. Но первое, чего я не вижу, это вывесок. Сверху над этой улицей висели огромные светящиеся вывески. Понятно, сейчас они, может, еще и не светились бы, а может, уже светились бы. Сейчас их нет ни одной. Это раз. Во-вторых, между вот этими вот барами и ресторанами были такие комнаты, не комнаты, а двери с тяжелой тканью, задернутые. Там внутри стриптиз показывали, и можно было девочек вот потрогать. Сейчас я не вижу ничего такого, возможно, позже откроется. Но либо я настолько перенесся куда-то в параллельную вселенную, вы же помните, я недавно убегал от времени, что сейчас я нахожусь либо в другом Гонконге, либо в другом времени этого же самого Гонконга. Но я ничего не знаю. Вот этот спа-центр, вот это вот неплохое вроде как
прикрытие для того самого, о чем я думаю, но тут именно написано спа и все легализовано. Никаких как бы нет смысла прикрываться спа. Ну и везде бары, бары, бары. То, что я и искал. Если вы недавно были в Гонконге, ну или знаете, что тут изменилось, или может я все-таки не на той улице, что маловероятно, напишите, пожалуйста, в чате, если вы на премьере, или в комментариях, потому что что-то вот сейчас у меня такое, знаете, ощущаю себя, ну либо после жуткой попойки, когда просыпаюсь и вообще ничего не помню, что вчера было, либо, наверное, старики себя так ощущают, когда провалы в памяти случаются, они утром просыпаются и не помнят, кто они, что они. Ну вот у меня сейчас такое состояние, такое ощущение, что ну вообще не про это было. Но мне все-таки кажется, что это было здесь. Вкусная была сосиска. Спасибо Косте за то, что он помогает, носит. Это мой оруженосец. Не обижайся. Идем дальше. И сейчас начинаются небоскребы. Но это... О, така. Така-така, бурита-бурита. Сейчас начинаются небоскребы, но это был район, который я вам очень сильно хотел показать, но, увы, как-то и сам расстроился, и вас не порадовал. Тайский массаж. Ну что ж. Все плечи прямо жжет. Ты завтра с койки не встанешь. В принципе, мы вечером можем... Слушай, вот это... Блин. Цену увидел и передумал. Очень прикольно было бы посидеть, но... Китайский, кстати, там дорого, но дешевле, чем здесь. А если европейский, то вот цены сами видишь. Давай примем решение, что мы идем в индийский ресторан в Шэньчжэне. Давай. И успокоимся. А тут так, да? Ну так, что-нибудь найдем интересненькое можно. Тут же интересное можно найти и дешево. Вот я сейчас за $5 нашел... Ой, за 10, извините. Найдем что-нибудь интересное. Кебаб какой-нибудь. Слушай, а если это Ванчай, значит мы недалеко здесь жили. Мы здесь Новый год один раз встречали. С семьей, да. А еще один раз мы в Гонконге жили, потому что дешевле было приехать в Гонконг и здесь сделать визу китайскую, чем нам приехать в Россию и там делать визу. Поэтому мы решили сэкономить. Сейчас уже так нельзя, да? Сейчас так вроде нельзя, да. То есть сейчас можно сделать визу в Китай россиянину, только находясь в России. А раньше спокойно в Гонконг приезжаешь, недельку потусил, твой паспорт сгонял в Россию и обратно. И там... Вот это здание хочу показать. И все, вы с новой китайской визой. Это мы после года проживания так делали в 2015 году. Ровно 10 лет назад, в мае 2015 года. Давайте ссылочку, так же, как и на предыдущие упоминания, я оставлю в описании. Такая малюсенькая. Ну, это что, Марс? Она на заправку. Это Honda. Да, это Honda. В какую сторону? Мы... Я думаю, нам туда. Думаю, да. Ну что, я правильно подумал? В ту сторону, ну да, вот так и так. Ну, значит, туда. Да. Идти на запад. Как бы мое смущение до сих пор продолжается. Я в шоке, что не смог увидеть то, что очень Мы, ожидал. кстати, нормально прошли по расстоянию. да? Мы прошли примерно половину до конечной точки, откуда мы развернемся и пойдем назад. Эх, блин, я не успел. Ты можешь еще раз такое лицо сделать? Не получится. Вы видели, знаете, такое одновременное удивление
смешанная с ненавистью ко мне. Нет, да нет. Костя на самом деле добрейший человек, я ни разу не видел, чтобы он... Не, иногда, конечно, злится, но при этом, я так понял, он отмалчивается. То есть, если он такой злой, он посидит, поскрипит зубами. Может, я просто по-настоящему злого его не видел. Нет, ты не видел. Но я тебя уже в разных ситуациях видел. Даже как ты с братом грызся. Ну это да, это все видели. Нет, не все. Я видел это, я в ролике оставил только нормальные. Ну и так как у нас время, офигеть, 6 часов. В парк к обезьянам мы уже не пойдем, он то ли до 6, то ли до 7. Мы просто физически не успеем до него дойти. Он находится там. Мы сейчас будем смотреть вот такие небоскребики. И как раз самое время, они начнут все зажигаться. И где-то через час, через два мы будем на Централе, на Адмиралтействе, наверное, через час. Может ткнуть до Адмиралтейства сколько идти? Километров 5? А может меньше? Не, да ну нафиг, тут одна станция метро, да? 2 минуты. Нет, 5 минут, блин, я прокосячил. Ладно. Ну, в парк все равно не пойдем. Ладно, тогда нам придется сделать круг по острову и вернуться, когда будет все гореть, то есть к 12. У нас есть 6 часов, чтобы пройти около... так, сейчас мы прошли около 20 километров, да? 19. Ты смотри, чем чаще ходишь и смотришь на часы, тем лучше развивается чувство пройденных километров и шагов сделанных. Так. Ну да, нет, больше. Значит, километров 20 туда. Ну да, мы успеваем. Если успеваем, нормально. А потом к утру до дома доберемся. Вот я именно на обратном пути, если там, допустим, если будет очень поздно, да? Мы покидаем Ван Чай Дистрикт. Спасибо, что посетили. Если будет очень поздно, и мы будем находиться в жопе мира, мы поймаем тачку и поедем. У меня для этого наличка с собой и лежит в кармане. А то вдруг кто-нибудь автобус не примет, например, как вот эта тетенька. Что-то я давно со зрителями не разговаривал. Как вам Гонконг? Разнообразный, многообразный, многоликий, мега крутой. И вот, наконец-то то самое, что очень многие долго ждали. 6 часов прохождения. Вот они, небоскребы. При том, что сейчас на квадратный километр их будет становиться все больше и больше. Если там, видите, какие-то они разношерстные, ну то есть одно новое здание, ну хотя эти зачуханские на самом деле, а одно какое-то старое, вот вообще. Сейчас, секундочку, вот это в центре кадра, посмотрите. Фасад еще такой интересный, а сбоку какое-то коричневое Г. Там дальше вообще типа кирпича, то есть разношерстные. То здесь, в финансовом центре, они все очень будут похожи. Стекло, бетон, но когда все это светится и в каждом здании отражается соседнее с подсветочкой, это просто офигенно. Вот этот Гонконг очень Гонконг. Тот самый, который, наверное, хотел увидеть Серега, Костин брат. На картинках, которые изображают. И здесь в центре уже нет пешеходных переходов по земле, а есть вот такие надземные пешеходные переходы или подземные. И здесь очень сложно ходить сейчас будет. Поднимись, опустись. Хочешь сфотографировать, как выглядит под дорогой место, где обычно ночуют бомжи? Вот так красиво выглядит. Все засажено, все зелененькое, все цветет и пахнет. А не, это я воняю. Вот здесь, помню, раньше очень много бомжиков было. Но они, возможно, еще придут ночью.
Мы же еще ночной Гонконг-то не показывали сегодня. Не гуляли. Хотя мы успеем на набережную Мы там ст- всё будет гореть. Будет все гореть. Гореть все начнет в ближайшие минуты. Сейчас 6 часов, закат в 7 с копейками. Ой, я помню, здесь я был. Да, вот. Помнишь, я сегодня запнулся? Пойдем кое-что покажу. 2 года назад, когда только-только открыли границы, ну, во время пандемии между Китаем и Гонконгом не было открытых границ, и мы 3 года сюда въехать не могли, все, мечтали с семьей погулять. Все-таки первые годы столько в Гонконге провели, а потом 3 года ни разу. Мы доплыли, насколько я помню, на пароме до Ванчая. Как раз я детям и жене показал выставочный центр. А потом пошли в парк к обезьянкам, к которым я хотел вас сводить сейчас, но мы не успеем. И что-то вот здесь, вот я так, как сказать-то, вдохновенно рассказывал. И часы, где часы? А, вот. И вот те часы хотел показать, шел с камерой, засмотрелся в маленький экранчик, у меня тогда еще Pocket 2 было, и как шарахнулся вот об эту лавочку. На видео есть просто небольшой кровоподтек, но нога болела, просто капец. Я о семье, детям не говорил, только так хромал, как... Свою кровь здесь. Я пролил свою кровь об одну из вот этих вот, да. А если, Костя, обратишь внимание, то это карта. Да, я знаю. Вот. Улица Хеннесси. Да. А что здесь еще есть? Харбор. Вот первая, наверное, китайская улица Лунгво. Первое китайское имя просто. А вот пролив Виктория. Вот. Виктория Харбор. Правильно же? Это пролив Харбор переводится? Харбор пролив переводится? Да, Или залив, или... это, да, залив или пролив. Ну, в общем, это небольшое расстояние между островом и материком. Вот эти вот здания, которые мы сейчас видим, будут очень красиво светиться. Давайте я потыкаю немножко зонтиком. Вот то здание, видите, 2 рожика сверху торчат. Это здание банка, одного из банков, который печатает валюту гонконгскую. Рядышком, под ним, ну, чуть пониже и ближе к нам, это здание Липпо. Мне очень нравится архитектура, и однажды мне сказали, что это бамбук, по которому карабкаются панды. Ну, там, то есть, там реально можно панд разглядеть, если очень сильно присмотреться. Мы будем мимо проходить. Я очень надеюсь, что подсветку включат через... Там просто человечки обнимают. Человечки обнимают. Но мне сказали, что это панды ползут. А может, я в интернете где-то прочитал. Что здесь еще? GW Marriott – это гостиница, как вы понимаете. Ну и все остальное здесь банки, финансовые заведения. И если вы видели фотографию Гонконга, и там такое здание ромбиками, то это вот как раз то самое с рожками. Здание банка. Ну что ж, памятное для себя место показал, но не только для себя. Здесь интересно, красиво. Да, кстати, вот то здание. Вот оно такое с коричневыми краями. Оно тоже красивое, но мы его уже прошли. Туда возвращаться не будем. Там, да, идем либо туда по земле не поднимаясь. Туалет, если что, есть. Нет, не надо. Какая же удобная это крепление для камеры, я просто балдею. Наверное, хотя бы шотс надо для канала о гаджетах сделать, обо всем, что мне нравится, потому что ну, реально круто. Давай поднимемся, посмотрим там что-то интересное. Мне реально подниматься комфортно после такой прогулки, чем на Камэку. Кайф. Но это временное ощущение, если долго доходить, конечно же, будет. Коленки начинают болеть. А так прикольно. Другие мышцы работают. Угу. А ты сейчас попробуй еще спускаться, наверное, вообще офигеешь, ноги не будут слушаться. А правда, что это такое тут? Детская игровая площадка, что ли? Здесь я не был. А вон уже тучки.
Дождя не будет, у нас есть зонтики. Это мы с тобой поднялись на пешеходный переход. Но нам туда не надо, нам надо вниз. Поэтому спускаемся. Мы пойдем именно по той улице, где вот Липа. Вот там. Возможно, мы все-таки не зря поднялись, потому что именно здесь начинаются... О, так, тихо. Островитянки говорим. Да, название островов не говорим. Вот они, пожалуйста, расположились. Так. Нам бы как-нибудь вон туда. Ну, к тому зданию мы тоже подойдем, но хотелось бы все-таки идти здесь. Островитянки, разбившие палатки, они здесь и ночевать будут. Костя! Ты своей девушке изменяешь? А хочешь? А у меня сейчас уже нет девушки. Ну-ка, смотри в кадр. В смысле? Опять? Да, опять. Это, мы сегодня ночью вот сюда придем, и ты будешь изнасилован 3-4 сразу одновременно. Не, мы туда не пойдем. Мы туда пойдем. Что за разговоры такие? Скажешь? Ну, иногда нужно потроллить, во-первых, тебя. У тебя лицо такое прикольное становится. Такое, типа, что за дичь ты несешь? Да, да. А во-вторых, мы правильно сделали, что поднялись, иначе мы бы там нигде не прошли. А во-вторых, зрителям же интересны такие реакции людей. Ну, естественные реакции. Мы же с тобой не договаривались, что я тебя такую дичь буду спрашивать. Туда идем. В чем проблема? Кто изнасиловал? Филиппинки? С чего? Тебя? Потому что они одинокие, будут скоро пьяные, им будет очень скучно, и они тут дичь творят. Они тебя уже изнасиловали, что ли? Я вовремя убежал, да. Я такого не знал. Ну вот теперь знай. Серьезно, друзья, которые жили в Гонконге, говорят, что здесь проблем с интимной жизнью у холостых парней нет вообще, благодаря филиппинкам. То есть не знакомиться ничего не надо, просто пришел, вот знаешь, где они тусят, с винцом можешь приходить, а можешь без винца, тебя своим напоят. Так, сейчас, подожди, попробую понять. Я хочу Липпа вот с той стороны посмотреть, где у них фонтанчик перед зданием. Он очень красивый фонтанчик, к сожалению, еще не включен, но нам куда-то туда. Костя, ты где? Ты уже к филиппинкам, что ли? Ай-яй-яй, какой. Я просто думал. Туда думаешь? Я не знаю, давай с тобой. Ну, давай попробуем там пройти. Нам надо максимально подойти к зданиям. Снизу идти здесь очень сложно. Здесь еще есть под каким-то зданием конечные автобусов. Ну, в общем, жесткач. Я здесь помню, я здесь ходил много раз. Здесь было очень много. По-моему, Филиппинок. Сейчас всего лишь... Это не здесь. Нет, это не здесь. Это чуть дальше, мы там сейчас будем. Это возле торгового AFC. Это ближе к берегу, да? Да, туда. Мы сейчас туда подойдем обязательно. Это важное место Гонконга, которое нельзя не посетить. Может быть, да? Так, United Center нет. Ну, давай сейчас найдем где-нибудь спуск. Адмиралтейство, это... Блин, посмотрите, вот реально, многоуровневый город. Там под нами метро, здесь дорога, люди ходят вот, и вверх еще много-много-много. Есть такие переходы в несколько уровней. В смысле, для пешего хождения. Сейчас мы в торговый центр зашли. Ну ладно, пошли, здесь есть даже выход в метро из этого торгового центра, так что немножко Что, двери сами не открываются? Фу ты, блин, какая хрень. Запить сосиску. Ищи, где спуск. Вот, там написано тот централ, значит, нам в ту сторону. Я на самом деле хочу возле Липа снизу спуститься.
Ну ладно, будем считать это маленьким перекуром в прохладе, точнее даже не в прохладе. На улице сейчас не очень жарко, но очень душно. А так как здесь воздух кондиционируется, соответственно, понижается. Вот, пойдем вот сюда. Костя, вниз. Соответственно, понижается влажность. Да, вот все те капельки, которые капают с кондеров нам на голову сегодня весь день, это как раз влажность убранная. Ой, как хорошо. А меня так хорошенько дернуло, но мне понравилось. Нет, это не соседний эскалатор, это мы едем. Вот такое зеркало на протяжении всего. А знаете для чего? Хотя нет, этот не очень узкий. Для того, чтобы расширить пространство, чтобы клаустрофобия не мучила. Мы вышли на автобусную остановку. Если я правильно помню, нам туда. О, мусорки. Видели, да, как сделано для курящих? Чтобы сверху давили, они бросали зажженные и не поджигали мусорки. Не, я иногда такие прям... Понятно. Костя, нам повезло, смотри, его зажгли уже. Здание банка светится. Поэтому, когда мы пройдем до конца этой улицы, уже будет все светиться. И мы это сможем увидеть. Вот так светятся пока не подсвеченные здания. Светятся, выглядят. Я хотел показать фонтанчики возле Липпа, но это не они. Это какие-то водопадики возле Адмиралтейского сада. Ну, Гардена. Да, туда. Извините. Я съел сосиску и что-то прям энергии прибавилось. Это не от сосиски. Это от Кока-Колы. Там же есть кофеин и сахар, понятно. А я думаю, что так бодрости добавилось-то? Да, туда, только надо пешеходный переход найти. А возможно, его тут нет, и придется вон туда подниматься и снова пиндюрить. Ну смотри, вот здесь вот есть дорожка. Пойдем вот сюда. Значит, где-то здесь, вот, можно перебежать. Да, здесь как раз посмотри налево, направо. Да, да, да. Лук. Free look. Left. Знаешь, о чем я на самом деле давно мечтаю? Но все никак мне совесть моя не позволяет. Я хочу сходить в какой-нибудь стейк-хаус. Вот прям сожрать вот такого вот размера стейк. Что-нибудь типа вот такого вот заведения, чтобы было. Как в том турецком, там и стейки есть. Да, как в турецких подают иногда. Я там ни разу не бывал. Потому что он там очень-очень дорогой. В Китае хорошее мясо вообще всегда дорогое. Так, еще 20-ка есть. 20 тысяч километров? Да, сейчас вот столько же минимум. Это минимум. Queen's Way. Ой, какая красотища. Вот. Что это такое? Погоди, Кость. Этого небоскреба тут не было. Ну, я покрыл. Этот был, этого не было. Я такой увидел. Или был? Так, этот был. Это все было. Смотрите, два небоскреба Липпа. Там между ними, да, еще какой-то. И вот... Да не было. Я сейчас вам передам. Ты сравниваешь с каким временем? С первым годом моего приезда. Смотрите. Так, про это здание я уже немножко рассказал. Это здание банка. Оно изображено даже на, по-моему, $100 купюре.
А вот это здание, я не знаю, что это такое, и оно выглядит очень футуристично. Какой-то взлетающий космический корабль, больше мне ничего в голову не приходит. Сейчас еще поближе подойдем. А сюда конкретно мы шли для того, чтобы посмотреть вот эти вот водопадики, не фонтанчики, ладно, возле Липо-центра. Они должны светиться, но сейчас еще достаточно ярко, да, к сожалению, еще светло. А когда они подсвечиваются, они просто офигенные. Казалось бы, просто водопадики. Подсветка снизу. Вот там вот под этими. Вот, видишь, там лампочки. Ага. И потом их включат, и они будут светиться. Вот там хорошо видно большую лампу. И может быть много мелких. Нет, мелких не вижу, только крупные. В общем, адрес Queensway 89. Липо-центр. Красивые здания и водопадики. Но все-таки это фонтаны, не водопады. Идем вон к тому, которого я не помню. А вот здесь вроде уже без пешеходных переходов над землей не пройти. По земле, в смысле, не пройти, надо подниматься. Но если тоже посмотреть вот сюда вперед, небоскреб, 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 а потом раз вот на этот, вроде тоже небоскреб, но что-то какой-то он странный. Бок Лайф. А это что же банк? Bank of China. Bank of China, ладно, извините. Да, нам наверх. Вот сейчас, поднимаясь по ступенькам, мои ноги первую усталость чувствуют. Мне наоборот кайф подниматься. Я не знаю почему. Ты лестничный наркоман. Не, наоборот. Тебе же кайф подниматься. Это сейчас. Просто когда идешь под одним углом, как-то скучно для мышц. А ты поднимаешься, когда другие мышцы работают. Кайфово. Но мало того, что нужно подниматься, смотрите, мы поднялись для того, чтобы пересечь вот эту улицу. А теперь нужно будет спуститься не на землю, а на полуровня, да, для того, чтобы пересечь эту дорогу. Но прежде чем мы пойдем дальше, еще давайте разок посмотрим. Вот то здание прикольное. Основание, видите, маленькое, а потом сверху оно расширяется. В Шэньчжэне, по-моему, есть похожее, и это здание биржи. Золотое. Снова Липа. Какая-то птичка летающая. Вот там сверху пик Виктория. Ну и мы близки к финансовому центру. Костя, а в каком году ты впервые увидел вот это здание, которое я не помню? Это? Да. Не помню, честно. Я просто знаю, что я почти каждый раз, как приезжал, я видел его. Видел его? Ну, может, опять же, это... После ковида точно. После ковида. Я До понял. ковида я не знаю. Это, когда мы с семьей приезжали 2 года назад, сразу после ковида, мы здесь не гуляли. Мы там поднялись и пошли в парк смотреть обезьянок. Поэтому конкретно мимо этого здания не проходили. Спустились, прошли под дорогой очень низко и снова поднялись. Ну да, я не могу от него взгляд оторвать. Оно меня прям удивило, что оно тут есть вообще. Остальные-то я видел раз 50 уже. В прошлом году точно был. Хорошо.
Я вот тоже много раз фоткал, у меня там дата указана. Мгм. Посмотрю. Еще раз желтое здание, либо уж не буду показывать в 10-й раз. Вот в тех домах супер дорогие квартиры. У них же классный вид на светящийся Гонконг. И куда-то туда поднимается самый длинный в мире фуникулер под открытым небом. Ну а так как я не видел этого здания, я дальше не знаю, куда идти. Я так понимаю, сквозь его основание можно. Еще раз. Уже поближе. И без зума. Видите, окно открытое. Это не окно, это специальное такое. В общем, там висит кран. Нет, в России парни за ручки, если держатся, это означает только одно. А в Индии, в Китае это вообще ничего не значит. Да ты посмотри, какой новый переход с указателями. Das ist fantastisch. В прошлом году точно такое было. Я сидел. И второй переход прикольно выглядит. Сфоткалось. Угу. Красиво. Классно, вообще мне очень нравится. Видимо, относительно недавно открыли. Угу. Вот я неоднократно зрителей спрашивал, что вам больше нравится, рукотворные, созданные человеком объекты или природа. Многие говорят, что природа. На самом деле, да, природа иногда творит такое, что человеку сложно представить. Но если вы долго путешествуете по горам, лесам, рекам, вы поймете, что все это похоже. Человеческий же мозг может создать такие вещи. Вот, перед нами снизу. Что это такое? Вот лично я думаю, что это лебедь. Или лошадь. Нет, лебедь. Природа вот такое ассоциативное, ну, если и создает, например, облака, мы там часто видим разные объекты, но, в общем, я думаю, что человек может создать намного круче, чем природа. Более интересно, более разнообразно. Нет ни одного одинакового города. Одинаковый лес есть. Абсолютно не одинаковый, конечно же, он, но вы будете идти и думать, и в этом лесу я был. Хотя нет, что я гоню? В России в некоторые районы, застроенные пятиэтажками, хрущевками, идешь и думаешь, это Красноярск, да нет, это Новосибирск, да нет, это Томск, да нет, что вы гоните, это Подмосковье. И вот они, сложные многоуровневые развязки пешеходные, которыми мы вас пугали. Иногда, правда, очень сложно, не зная, как пройти, прям плутаешь. Но мы-то прожженные путешественники по Гонконгу. Бля. Это мега. Костя также думает, идет, растопырив руки во все стороны и ловит ветер, проветривая подмышки. Нам туда. Здесь один парк, да? Да. Птички нас приветствуют. Я наконец-то их вижу. Костя, тихо, не шевелись. Я по тебе буду ориентироваться, где они. Вот здесь они. Ну давайте пойте. Вот зараза. Не знаю, попал в кадр или нет. Но я Костю специально попросил не шевелиться, потому что относительно его я позиционировал. Такие беленькие, бело-черные. Очень маленький экранчик сейчас. Ну, так случилось. Несчастье с моей камерой. Я не могу понять. Ну, вроде прыгнуло что-то. Да, я в этот момент на экран смотрел. Спускаемся вот в этот парк. Мандарин Ориентал. Здесь это еще церковь рядом. Еще одна. Да тут церквей на самом деле много. У меня ассоциации с этими парками, что здесь хороший Wi-Fi был. Это сейчас мы с тобой идем
с мобильной связью, как мажорчики. А раньше я от Wi-Fi до Wi-Fi. Очень много бесплатных Wi-Fi, в отличие от России или Китая, при регистрации не спрашивают номер телефона. Просто подошел, нажал кнопочку «Я согласен». И все, вот у вас уже халявная связь. Иногда бесконечно, например, как в парках, в 7-Eleven, в Circle K, где там еще, в пиццериях чаще всего минут по 30 дается. Но в любом случае, бегаешь, пользуешься. Так вот, в одном из этих парков, возможно в этом, сейчас повернем направо, скажу, я много раз ночевал, сидя на Wi-Fi, без VPN, пользовался Ютубом, Инстаграмом, запрещенограммом, извините. Нет, это еще не тот парк, тот дальше. А в этом парке, я помню, как-то мы на какой-то фестиваль наткнулись. А где Костя? А, Костя фотоет. Я уже думал, его украли. Ничего страшного. Филиппинки. Я просто фотографировал. Взлетающий космический корабль. China Construction Bank. И, наконец-то, нам хорошо видно Международный финансовый центр с рожками. Вот он, перед нами. Мы сейчас к нему пойдем, погуляем тут немножко. Ну, а вот это, я не знаю, может банк? Оно очень необычное на фоне других небоскребов, прям выделяется какое-то... Кость, какая у тебя ассоциация вот с этим зданием? Вот сверху там какой-то космопорт, да? Или вертолетная площадка? Смотри, первая часть этого видно. Ну, она такая классическая. Как в Нью-Йорке, знаешь? Как в Нью-Йорках, да, небоскребы. Лучше это что-то, Пристройка? какая-то, знаешь, вертолетная площадка, что-то такое. Да, ну, в общем, как там смешение стилей фьюжн, по-моему, называется? Нам вот сюда. Вот это какое-то знаменитое здание. И там на нем что-то написано, поэтому мы сейчас прочитаем и скажем. Это мне зрители говорили вроде как-то. Ну, то есть неоднократно в кадр попадало, я все его никак не показывал поближе. И мне сказали, а что ты не показываешь? А про церковь ты, наверное, имеешь в виду вон то, но то вроде не церковь. Это вот то ли в той стороне. А, вон она, да. Это церковь, как идти... все, я понял, о какой ты говоришь. Сейчас я ее попытаюсь показать. Вот она. Костя, ты видишь, такое светло-коричневое? Плохо вижу, но... Плохо? На фоне вот этих вот хрущевок. Да, мы там неоднократно проходили, и вы знаете, прикольно, когда смотришь что-нибудь про Гонконг. Недавно просто случайно наткнулся, и там восхищались. О, смотри, какая церковь! И ты понимаешь, ты там был много-много раз, и так приятно. Людям нравится то же самое, что и тебе. А знаешь что? Это, наверное, два разных здания. Видите? Первое, которое в классическом небоскребном стиле построено, как в Нью-Йорке, это банк, а рядом вот этот вот металл, это другое здание. Оттуда смотрится как одно. Ну а мы идем читать, что же вот это за дом такой крутой. Посмотрите налево. Некоторые зрители предлагали мне... туда, смотри, нельзя, охранник ходит. Не входить, вон написано. Вот, что это такое? Вообще непонятно. Непонятно, что это здание. Да. Вот здесь информация. Нет, здесь написано, что действует видеонаблюдение. Ну да, установлено. Вот это верхнее. Ага. Ну, туда типа нельзя. Сейчас обойдем, с другой стороны еще его можно будет посмотреть. Какая подсветочка заработала. Вы смотрите, я BOC даже правильно расшифровал. Bank of China. Не совсем еще мозг заклинило. А вот здесь, если не ошибаюсь, как раз тот самый парк, в котором я ночевал неоднократно.
А, это правительственное здание? Понятно. Так вот, вот здесь раньше был офигенный Wi-Fi. И здесь я ночевал во время революции зонтиков. Революция... Пойдем вот там. А нет, пойдем через парк. Я приехал, посмотрел это все, поснимал и собрался домой, но не успел на границу, ее закрыли. Напомню, мы хоть и как бы в Китае, но Гонконг это отдельная территория, нужно границу переходить. В общем, граница была закрыта. Я поехал назад, приехал в Гонконг, благо тут метро ходит до часа или даже позже. И вот здесь лег спать. Тоже еще подсветка не полностью включена. Насколько я помню, вот это все светится или подсвечивается. Принцесс Билдинг. Стрекоза. Смотри, как... Просто я не понимаю, но этот суд, что в нем такого? Не знаю. В этом здании не знаю, но я говорю, мне зрители сказали, что ты про него не расскажешь, это какой-то... Ну, это суд. Суд? Да, ну да, написано было. А. Что, почему он такой известный, я не понимаю. Может, какое-нибудь историческое здание, и тут что-нибудь снималось. Я, честно, я многие вещи не помню, просто в голове откладывается, что кто-то сказал, обязательно про него рассказать, потому что оно какое-то там. А мне вот больше сейчас нравится, смотрите, реально старое здание, и на фоне такие небоскребища. А спал я вот на этих вот лавочках. Вот, смотри. Это Верховный суд, короче, да? Верховный суд Гонконга? Он был раньше с 19 по 83 год. Ну, видимо, функционировал. Угу. Это же он, да? Да? На фоне Рейтинг, вот смотри этого. какой, 2,9. Из 5? Ага. Ну, то есть говнище никому не интересное. Его задизлайкали те, кто его там, те, кого засудили. В общем, раньше вот здесь было мега круто, благодаря Wi-Fi, благодаря полной безопасности, здесь везде камеры. Я здесь не только сам спал, сейчас покажу лавочки, но и друзей сюда привозил, и некоторые из них даже рисковали спать. Не выгоняют? Нет, не выгоняют. Иногда полиция подходит, что-нибудь там спросит, а я говорю, sorry, don't speak English, I'm fine. Они, окей. Вот на этих вот лавочках мы вчетвером тут разлеглись, Смотри, зашли. и было супер. Бассейн. Собственный бассейн, да. Вот. Я помню, что была подсветка прям очень красивая. Но опять же, подсветка не всю ночь, а только в вечернее время, и потом выключают. Зачем тратить электроэнергию, когда все спят? Нельзя. Пить нельзя? А про купаться ничего не написано? Блин, зря кол. Нет, конечно, кола мне подняла, сахар в крови и оживленность. Но теперь пить хочется, во рту пересыхает. Пойдем. Конечно, найдем. Если, опять же, про зонтики вспоминать, вот это вот все было перекрыто, тут сидели. Не, нам не туда. Нам тудась. Тудась. Раз туды твою туды. Раз туды-то. Переходим. Не, подожди, давай-ка мы с тобой небольшой кружок сделаем. Да, Меня можешь спрашивать. налево. Иди, я туда. Так как мы не знаем, чем наш сегодняшний путь закончится, и сможем ли мы сегодня еще раз здесь побывать. Но в любом случае это будет не сегодня, уже на следующие сутки, наверное, да? Ну, Так, да, я Костя очень сильно призадумался. Я просто думаю, наверное, да. В общем, у нас есть путь, у нас нет цели. Наша цель – развлечь себя и показать вам настоящий Гонконг, без всяких склеек и личного мнения. Да, мы иногда рассказываем свои впечатления, воспоминания, но только для того, чтобы
немножко поделиться своими впечатлениями. Это Централ Стейшн. Мы вчера вышли не на Централе. Костя, мы вчера вышли на, как называлось, Адмиралтействе. Это одна станция туда. Точнее, не вышли, мы там пересели и доехали до Ванчая. В общем, на самом деле мы уже достаточно много прошли по этому городу. И очень многое уже показали. Но давайте посмотрим теперь на лакшери. Вот именно на то, с чем ассоциируется у некоторых Гонконг. Ральф Лоурен. Сколько стоит эта сумочка? Но большинству из вас придется, к сожалению, большинству, я бы рад сказать, что вы спокойно это с зарплаты за один день купите. Нет, большинству из вас придется работать годы на то, чтобы купить такую одну вещь. Реально, сумка может стоить 300-400 тысяч. И даже не рублей, а долларов. Я не шучу. Я тут немножко с брендами познакомился, я в шоке. Представляете, некоторые крутые сумки от брендов настолько крутые, точнее, настолько эксклюзивные, что можно заказать сумку и ждать 5 лет, пока лично вам ее изготовят. Из крокодила, которого вырастили лично вам, из его мошонки, какой-то там части только мошонки. Потом вставят страусиное перо, которое вырастили из яйца, которое лично вы выбрали. В общем, такие понты, за такие бешеные бабки. Гермес. Тоже познакомился с их продукцией немножко, особенно с обувью. Хорошая, красивая обувь, китайцы ее любят. В основном, конечно, не Гермес, а реплики Гермеса. Но ничего так, ничего. Так, дальше нам, наверное, туда. Look left. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут нет, у нас нет светофора. Костя, смотрим пока на дорогу. И ладно, налево пока переходить. Нет, перейдем налево. Пока зелененький. Посмотрели налево, уже красотища. Посмотрели направо, тоже красотища. Идем. Хеннесси. Ну-ка, цены указаны? Нет. Вон указаны. Макалан 12-летней выдержки, $720. Но это какой-то дешевый Макалан. Вон выше, 18-летней выдержки, $2900. Ну, 30 тысяч рублей за бутылку Хеннесси. Это же недорого, я так понимаю, да? Костя не знает. Он, во-первых, не пьет, во-вторых, ему на Хеннесси, ну, собственно говоря, как и мне. Лучше самогонка во рту, чем Хеннесси в магазине. Куда вы смотрите? Смотрите вот на эти вывески. Вы не туда смотрите. Костя сидит, улыбится, тоже туда же смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. Rolex. У меня была как-то подделка Rolex, прислали на обзор. Такое говнище. Недавно в России нашел валяющиеся. Уже не идут. Говно Rolex не идут. Не знаю. Но они разные стоимости. Но я знаю магазин, где с ценами указано. Филипп Питек. Женева. Тоже такие неплохие побрякушки. Говорят знающие люди. Луи Виттон слева от нас. Вот это здание очень запоминающееся. То есть реально, если вы его один раз увидели,
вы никогда не перепутаете. И будете говорить, ну где-то там в центре такое здание, может даже Луи Виттон-то не вспомните, но вот что оно вот так вот выглядит, скорее всего вспомните. Сверху написано крупно Луи Виттон. И вот сколько помню, оно всегда такое было. Да, и в нем еще вход на станцию метро. Нам зеленый, побежали. А знаешь, что я думаю? А давай-ка мы с тобой сходим на Барную теперь улицу. А там была не барная? То Барно-Шлюшная. Ты путаешь немножко, понимаешь разницу, да? Хотя, может, она тоже барной просто стала. И теперь мне главное вспомнить, куда идти. То, наверное, туда. Видишь, они говорят... Не, сессия. Вот еще раз Луи Виттон. Конечно, для баров и ресторанов еще рановато, даже 7 нет. Но зайдем. Ночной рынок. Нет, но если я сейчас и эту улицу не узнаю или мимо пройду, это будет вообще шок для меня. Идем по Гонконгу, смотрим рекламу Гонконга. Фенди. Какой-то Рома сделал Фенди. Маркс энд Спенсер. Вот смотрите, что начинается. Вот этот Гонконг многие себе представляют. Все светится, переливается. Так. Трамвай. Не, на трамвай не поедем. Блин, я не вижу, даже попадаю в кадр или нет. О, вот карта есть. Мне нужна улица... Я не помню даже, как она называется. Ладно, в общем, не суть. Идем за мной. Костя, не туда. Вот туда. Я надеюсь, что попаду наугад. Британский афтернунный чай. Сколько раз я был на этой улице, даже не припомнить. Один раз даже с друзьями мы там посидели. В Гонконге жил человек. Я не знаю, честно говоря, где он сейчас. В общем, он нас угостил в баре. Круто было. Но мы столько там бабла потратили, мне реально было стыдно. Что это? Ты увидел? Уиндхам-стрит. Холодно? Угу. Так вот, возвращаясь к этой улочке. Самое веселое, что я там видел, облаву. Там кроме алкоголя какую-то хрень еще. Вот пример номера GXC. Явно просто купленный. Может стоить дороже автомобиля. Ну, то есть это не цифры и буквы, как обычно, вот непонятные. Так вот, была облава. Всех с собаками там, а я еще там был с камерой. Ну, я тогда пьяненький был, страха не было. Но потом, когда отсматривал материал, конечно, думаю, нахрена я на них-то камеру направлял. Это же капец. Все выше и выше и выше.
Вот еще один вид Гонконга, вечерний. Померить очки 190 юаней. А, так вот я помню, здесь еще был русский ресторан рядом. Украинский. Или украинский. Да. Помню. Как же он назывался? Не помню. Его видно с этого, с эскалатора, да? Блин, как они вот на таких дорогах останавливаются, подбирают пассажиров, трогаются и вверх, и вниз, разъезжаются. Я хочу тебе сказать, что... Да что ж нам сегодня столько русскоговорящих встречается? Там прямо. А вот тут я тебе не скажу. Скорее всего, направо. Перед нами церковь. А Вроде где-то здесь еще я видел. по... Опять святого Пауля. Сейчас, наверное, зрителям даже слышно мое сердцебиение. Что-то надо срочно присесть и выпить. И постоять. И выпить. Ладно, пока мы стоим, надо глянуть на карту. Пальчик, просохни. Так, где мы? Так, мы тут. А, так они тут стояли, чтобы снять. А, они тут в очереди стоят, чтобы вот это снять. Ага. Смотри, мы с тобой стояли и такое не видели. Они туда-сюда ходят, чтобы снять друг друга. Я думаю, мы сейчас... Да, давай туда пойдем. Следующее. Пошла попой вилять для видео. А мы-то с тобой не походили, хочешь? Да ну хоть. Так, Костя перестал понимать сарказм, либо сам начал прикалываться уже. Я прикалываюсь, я понимаю, что это глупо. Так, это, если бы ты прикалывался, надо было сказать, конечно, хочу. Че пищишь? Вино, пиво, коктейли. Вот посмотрите, вот вам сейчас видно правильный угол. Это сколько? Градусов 30, наверное. Да, да, да. Smoke and Barrel. Что дает? Сколько такая стоит? Вот я бы вот такую хренотень сейчас зажил. Я бы тоже, но... И вот такую. Я думаю, там И 500, такую. 500 алло, сын. С ценами, да? А нет, есть, да, есть.
И... Я не вижу, где это что. Ну вот, 168 юаней стейк и яйца. Вот мокет гарлик бред. Чего? Хлеб с чесноком $108? Мне кажется, этот стейк очень В маленький. жопу. Одна устрица 138. Я думал, ты уже тут крыс ловишь, а это воробей. О, да, и это Гонконг. Писец какой Гонконг. А еще туда лестница есть. Я думаю, чем так вкусно пахнет? Тебе не нравится запах кальяна? Это с яблоком. Нет, абсолютно. Вообще не нравится? Ну, вот я если к куреву так, ну никак, то кальян, особенно такого приятного запаха, я как? Для меня что то, Молодец. как говорится в меме. Что то, Что это хорошо. Ну, смотри, мы с тобой поднялись в самую высокую точку. Значит, то, что мы ищем, точно справа от нас А что мы И- ищем, я забыл. улочку. А, важно? И точно мы ее пересечем, потому что там будет перед ней фуникулер. А, значит, я не был, по-моему. Направо. Понимаешь, не такие места, типа парные улочки, это, наверное, самое Скучная. скучное для меня, да. Я же специалист в трущобах. Трущобы тоже сегодня не будут. Все, трущобы закончились. Да не, шучу. Я пока не знаю. Мне кажется, Гонконг это 90% трущоб и 10% таких районов. Ну да, в этом есть немножко правды. Просто весь Кипиш как раз на этих 10%. Ага. Смотрите, туалет не только чистый, вкусно пахнущий, красивый, но как классно подсвечиваются мальчики и девочки. Я выпил дофига, но не хочется. Так ты абсолютно. весь испарился. Да, вся вода уходит. Наверх и дальше. Зоологический и ботанический сад так, католический цитадель так. А нам где Барная улица, блин? Или мы до нее не дошли? Поезд на Пик Викторию туда. Пошли дальше. Хорошо, что мы сюда пошли. Я вообще заблудился. Для того, чтобы насладиться вот этим эхом. Помнишь, мы с тобой шли, и я орал «Эхо!» Там было круче. Там такая реверберация была, как будто я оперный певец. А тут как будто «Дэн вас молодец». Это я специально для контраста. Видите, здесь уже никакого эха нет. А я помню, мы здесь с детьми гуляли. И пошли, по-моему, вот по этой улице туда. Да, точно. Хочешь заброшку? Я не хочу туда идти. Надо вот здесь по улице, вот по этой подняться и налево. Там огромное заброшенное здание 2 года назад было. Не хочу. Идем туда. Я бы пошел. Да? А если его там уже нет? Но это будет печально. Это будет печально, но если оно там есть, я тебе покажу интересное место. Пошли. И все, да, я понял, куда мы пришли. Вот здесь будет ботанический сад. Что, идем? А подожди, а как ботанический сад? Он же вроде туда был. Костя, ну ты понимаешь, что у меня сегодня с головой что-то не то? Я просто давно не был здесь. Я помню то, чего не было. Гонконг, он очень сложный в плане ходьбы, в плане ориентации. Здесь не просто так все найти, даже если ты много раз был. Так что это нормальная ситуация.
Кстати, нам нужно не забыть, ну там мы вспомним сразу. В гостинице там автомат, нужно купить зубную щетку и так далее. До 7 работает Ты хотел сюда? ботанический сад. Ты же вроде забросил хотел. Заброшка? Блин, не. Я понял, не пойдем туда, это еще выше. Пойдем. Через 4 минуты закрывается. Пойдем. Да, я понял, где это, кто это, где мы, что мы. Вот опять дерево с непонятным названием. Посмотрите, какое огромное оно вырастает. Ну, которое White Jade Orchid Tree. На самом деле я туда решил не идти, потому что, хоть мне кажется, там заброшка, я очень сильно сомневаюсь, не хочу таскать по горам человека. Лучше мы вот здесь время немножко скоротали, сейчас найдем Барную улицу, а потом KFC рванем. Ну и дальше по программе, где у нас нет цели, есть только путь. Когда я начинаю сейчас искать цели, что-то у нас путь идет какой-то кривой. Пойдем пока им красный туда. А, это красная для них. Это для них красный был, да. Думаю, что это красная для нас. Всего лишь 22. Чего всего? 22 всего. 22 километра? Эти 2 километра 2 часа шли. Это потому что мы в центре Гонконга. Блин, ну если там AFC, Барная улица должна быть тут. Давай перейдем все-таки. И куда? Мы же оттуда пришли. Куда мы перейдем? Значит, все-таки туда. Вот лохопендрон. Педестриан, блин. Подержи, пожалуйста, мой потный зонтик. Да, это был биологический парк, вот где мы, биолого-зоологический вместе с обезьянками. А если мы пойдем вот сюда... Да. Смотрел статистику, сколько у тебя на процентов досматривают? До конца прохождения Наверное, процент, да какой-нибудь, даже меньше. 0,5% доходят с нами до конца. Ну, такие есть. Так. Угу. Мы тогда вот так вышли, там прошли. А что тут нет? Потому что мы купили зонтик. Поэтому не было дождя. Вот если бы мы не взяли, был бы дождь. Это вот 100%. Так он подался. Да? Ладно, давай это. Надо снова в 7-Eleven зайти. Симпатично смотрится. Я так понимаю, это отель Это какой-то японский магазинчик. Town Plus Soho. Ага, все по 8 юаней, где написано. GIHHC. Ты что-нибудь будешь в магазине? Может быть, что-то пить не хочется. Есть хочется. Мне наоборот хочется пить. Говорю, не буду больше колу. Все, кака, гадость.
Так, интересно. Вот видите, я говорил, к вечеру крутые тачки появятся. Что-то я маловато сегодня. Я тоже мало пока, подождем, когда стемнеет. Ох, не успел заснять, как он в горку лихо влетел. Что-то у меня в голове каждый вот этот вот удар аж... Пойдем. Че, я сегодня так ни разу ничего и не оплатил или оплатил? Я что-то забыл. Выбирай, угощаю. Воду. Ну, на халяву, Макс. На халяву. Ёпарасоте, а чё аж по 15-то? Вот мой любимый синенький и мой любименький вот этот вот оранжевенький. Я даже не знаю, какой я хочу. А сегодня весь день вот этот лайм и... Как он там? Лимон и лайм, да, пил. А я хочу вот это, со вкусом блюберри. Костя, а ты где? Я вот смотрю, сок, наверное. Офигеть, 20. 20? Давай я возьму. Бери. Попробуем. Спасибо. О, мои любимые бутербродики. Но я сейчас не хочу что-то кушать. Точнее, правильно сказать, не надо мне сейчас кушать. Мне надо пить. Алло. Угу. Thank you. Thank you. Сколько там получилось-то? 20... Ну, 32 юаня. Ой, 32 доллара, да. Ну что ж, кайфы начинаются. 7 часов в пути, я ни разу не ходил в туалет. Выпив, не помню сколько. Впервые не смог выпить залпом. Очень холодная. Аж мозг замерз. Направо можно снять. Опять филиппинки отдыхают? Нет, Местные? кто-то, видимо, из местных представителей из определенного места жительства. Я знаю. Это те, кто все пробухали на Барной улице. Ой, хорошо. Ой, великолепно. Еще одно риэлторское агентство продается. 337 квадратных футов. Это не метров, футов. Фунтов стерлингов. 3 миллиона гонконгских долларов. Одна ванная, одна комната, один... забыл, как называется. Shop Easy называется. Уронил телефон, а я подумал, что ты уронил камеру. Я аж подавился. Давай мой зонтик. Да давай зонтик сюда. Быстро. Не, я к нему уже привык. Я им тычу в прохожих. Натуральная итальянская кузина. Кузина. Вот, кстати, пролез, смотри, пространство маленькое, да? Везде Да, потому что здесь очень дорогая аренда. Они вот сняли тут. Я думаю, здесь офигенно. я уверен, да, здесь пицца прям офигенно. Да, я прям пицца, паста тут вот. Блин. Я только что говорил, что не хочу ничего есть. Хочу на самом деле вообще. Ну, наверное, поменьше. Но буду, да. Через часа, наверное.
часов 5, наверное. Ну, как раз мы еще будем в пути. Ну как, уважаемые зрители, вам Гонконг. Еще проблема Гонконга, он настолько кривой, то есть нет параллельных и перпендикулярных улиц. Здесь нет, да? Светофора. А лево? Вон там что-то интересное. Вот, блин, сейчас на самом деле, если остановиться и... Ну, пошли, здесь нет светофора. И поискать 5 минут я найду, но мы столько интересных улиц видим, что не хочется прямо искать. Не, это какая-то скучная. Пошли еще налевее. Ну, тут просто ни одного человека, видишь, нет. Зато можно где пойти нормально. Да, это же фигня. Вот посмотри на этот антуражик. Очень узкая улочка, резко поднимающаяся вверх. Пешеходные тропинки вот такие вот. Это же круть. А возможно, вот этот переход — это часть самого длинного эскалатора уличного. Если это так, то мы можем покататься взад-вперед. Я уверен, что несколько знатоков Гонконга точно наткнутся на эту премьеру, либо уже потом после премьеры будут смотреть и будут ржать. Дэн, ты вообще ни хрена не разбираешься, а повел людей по Гонконгу гулять. Пишите, я очень рад обратной связи. Вот это не русская речь. Ну что, Кость, делаем ставки. Это эскалатор сверху над нами или нет? Давай посмотрим. Аллилуйя. Но это не то, что мне нужно. Но я знаю, где барная улица. Мы ее на самом деле прошли, она находится вот справа. Но сейчас мы, спускаясь и поднимаясь, несколько раз это сделаем. Во-первых, посмотрим, где же тот... Ну, мне помнится, что украинский ресторанчик. Во-вторых, полюбуемся вот такими вот застройками в этих джунглях бетонных. Сун Яцен музей. А где Костя? А, вон он. Ну что, давай в самый верх поднимемся, а потом спустимся. И полюбуемся. Так, пока будем подниматься, будем смотреть налево, а спускаться, получается, направо. Централ там. Церковь там, видимо, И церковь там, там она недалеко. Вверх, да? Да. Но только не пешком. Пешком. Переведем дух. Блин, ну тут неинтересно. Ну что, Костя, как тебе сегодняшняя прогулка? Поделись впечатлениями. Мне нравится. Я обожаю. Какой ты многословный, мне нравится. Я люблю гулять по Гонконгу. Ну, ты вообще любишь гулять? Вот, посмотрите. Сейчас мы вот здесь сойдем на 5 секунд для того, чтобы полюбоваться вот этим. Контрастами Гонконга. Все за колючей проволокой. И дверь-то, похоже, открыта. Да, дверь открыта. Но тут все такое ржавое, что я боюсь туда идти. Столбняк заработал. Да, стопудово. Но тем более тут колючая проволока все-таки натянута. Я думаю, это ж неспроста. А тут жилой дом. Очень узенький, с собственным бассейном. Вы посмотрите. И вот такой вот высокий. Ёпарасы ты, где там макушка-то? И
Да вообще, в одну комнату. Это просто жесть. Они мало того, что маленькие по размеру, низкие потолки, стоимость зашкаливает. Ну, блин. Это просто ужас. Смотри, вот от одного, да, окна до другого, какое расстояние, да? Я говорю, высота 2 метра. Они же низенькие. Вот кто-то трусы потерял, висят на колючей проволоке. Я думаю, даже меньше, это 1,80 м. 1,80 м. Ну, я бы еще бы смог, ты бы, наверное, нет. Я бы так лично. Хотя не, я бы так, наверное. Эскалатор на случай его поломки, ну иногда же бывают, дублируются просто лестницы. Но представляешь, сверху жить и по лестнице подниматься, это же сдохнуть можно будет. Частная территория. Есть там проход? Ну, пальмы и проходы. Вот до этого вот места есть же. И вот смотри. Шелли-стрит. 30-й. Джама Моск. Это мечеть. Мечеть. Обалдеть. Да, здесь есть проходы, но почему-то частично перекрытые. Видите, вот, например, здесь для чего-то пальмы высадили. Как думаешь, мечеть, наверное, с камерой не очень? Ну, не, нормально, пошли. В мечеть заходить не будем, а так посмотрим. Хорошо. Я понимаю, что я не очень подобающе одет, но внутрь мы не пойдем. Просто глянем, как выглядит мечеть в Гонконге. Благо, камера имеет большую матрицу, хорошую светочувствительность, ну, относительно. И даже при такой освещенности мы с вами все видим. А плюс небольшая цветокоррекция с поднятием яркости. Вообще красотища. Шумоподавление даже не стал делать, потому что очень много жрет процессорного времени. Не буду напрягать комп. Очень необычно. Многонациональное, многорелигиозное сообщество Гонконга приветствует зрителей канала Дэнос ТВ. Ой, мы были на другой стороне, ну на на материковой части. Там есть огромная мечеть. И наблюдали, как... Видел, как женщины отдельно от мужчин в мечеть ходят? Там прям... Вот, видишь, полностью дублируются лестницы. Почему тут перекрыли, я не понимаю. Ну, видимо, какие-то были. Провалилось. Поехали еще выше. Это очень популярный эскалатор, потому что, ну, подниматься вверх пешком... Мне интересно, это эскалатор длиннее, чем фуникулер во Владивостоке? Но во Владивостоке такой эскалатор не сделаешь, потому что все-таки там все замерзает. Хотя нет, там теплее, чем у нас в Сибири. Что-то такое падает. Это листья. Вот мы проезжаем мечеть. Мечеть рядом вот. Ну а чё такого? Ты чё? Я помню, когда впервые в мусульманском ресторане был, там прям так и назывался «Муслим ресторан». И там говорят «бир». Я такой «пиво? В мусульманском ресторане?» Деньги решают все. Да, пиво в мусульманском ресторане. Как тут классно, смотри, пиццерия итальянская. Последний раз я здесь был, ну, как раз вот тогда, когда нас угощали. Да. Так, стопэ, подожди. А сейчас, ты понимаешь, эскалатор только в одну сторону. Я понимаю. Назад пешком придется. Но пешком-то спускаться легче. Ну ладно, пошли вверх. Ну, кстати, эскалатор это сейчас вверх. Насколько я знаю, утром, когда все сверху идут вниз, он переключается и уже идет вниз. Ну, это часть эскалатора только вверх. Ну, в смысле, односторонний. Там он двухсторонний, так что там дальше поедем.
Можно в окна позаглядывать, поподглядывать. Но Квартиры маленькие. маленькие, маленькие. Но в отличие от Китая, в Китае большинство людей вообще не закрывают окна. Здесь зеркальные и зашторенные. Ну, смотри, здесь средняя зарплата 1025. Гонконгских долларов, Да. но. Ну, люди просто думают, ну это очень много большие деньги, да? Мгм. Прям зарплаты высокие. А вот вы посмотрите, где они живут. Да вообще, никакой зарплаты не захочется. Аренда вот маленькой комнатки, через 15, наверное, выйдет. Маленькой комнатки, да, там метра сколько, 10 на 10. Ага. Тут сразу вход в... Ё-моё, нам вот по этой лестнице придется спускаться. Ладно, я просто на самом верху не был, я хочу. Пойдем? Конечно. Даже не было. Стоп, мы проходим Китай, не проезжаем на эскалаторе. Читерство. Читерство однозначно. Все. Уважаемые зрители, это не считается. А у тебя считает, сколько мы прошли километров по GPS, это тоже будет читерство. Наверное, да. Но здесь расстояние небольшое. Тут в основном вверх. Можем подниматься. А, вот так? Не. Тяжело, тяжело уже коленкам. Знаешь, 200-300 метров не мешался. Угу. Наклон эскалатора чуть меньше 45, ну, градусов 40, наверное. И мы пересекаем какую-то улочку, большую, широкую, можно посмотреть. Ну как большую, широкую? Вон лифт есть. И я думаю, нет, это еще не все, еще выше есть. Мы добрались вот до тех самых высотных жилых комплексов, которые находились на горе. А, в другую. А я тут еще во все стороны не посмотрел. Гляньте, какая красотища. Ну, в смысле, не красотища, как необычно. Вот по таким улочкам гоняют двухэтажные автобусы, которые с трудом вписываются в повороты, останавливаются на светофорах под углом 45 градусов. И капец. Но это надо пробовать, это не понять, пока вы не покатаетесь на автобусе, особенно с лихачом. У вас будет шок. Не, наверх мы туда не пойдем, там гарден. Мы просто посмотрим. Вот здесь еще один жилой комплекс. Смотрите, как туда автомобиль заезжает, не успею, наверное. Чуть выше, 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 видите огни? Вот туда так медленно. Вантаж. Что такое вантаж? Вантовый? Винтажный? Это не отель. Это не отель, это я не знаю что. Я думаю, это был консьерж в жилом комплексе. Чистенький. В смысле, я про консьержа. В отличие от меня, не вонючий. Фу. Я уже не могу идти. Смотрите, можно вот так вот. Если вы считаете, что надо продезинфицировать. На основе спирта? Есть? А, нет, это не спирт. Есть, ближе подноси. Немножко есть. Они уменьшили дозу. О, вот теперь я приятно пахну. Мы нашли самый длинный эскалатор, а ты о каких-то мусорках думаешь. Опять колючая проволока. Бедный дедушка, вот посмотрите. Вот ему сейчас вниз несколько километров вот так фигачить.
Интересно, где же мы окажемся? Это когда... А, вот, наверное, это конец эскалатора. Дальше улицы начинаются. Надо будет обязательно на карте глянуть, где же он заканчивается. Ура! Костя нашел мусорку. А мы нашли конец эскалатора. Возможно, там еще где-то. Конечно, нам надо назад. Мы же самое интересное не посмотрели. Собственно, мы сюда сделали такой крюк для того, чтобы глянуть на самый длинный эскалатор. Это раз. Во-вторых, найти Барную улицу. Это два. А в-третьих, для того, чтобы стало темно, и мы могли... Сгинь. Что-то у меня не это зависло все. Уберись. Уберись, сказал. Бляха-муха. Почему? Вот, попал. Так, где мы находимся? Мы вот здесь. Подожди секундочку. Надо сейчас поменьше яркость сделать. Что ты говоришь? Я говорю, я представляю, когда мы придем в отель, я это в ванне. Ох ты кайфушник. Посмотри, вот это Централ. А, ты не видишь. Нет, ну, не похоже. Нет. Не похоже? Другая уже станция метро. А вот это Централ. Это нет. Это Ладно, Централ. я примерно знаю, куда идти. Находимся мы сейчас вот здесь. Вот синяя это ветка метро. Вот здесь вот оранжевая ветка метро. А вот здесь, вот где сейчас мой палец находится, причаливают корабли. Там Ferry Star находится. И если мы отсюда будем идти до Ferry Star, мы туда собираемся идти, то нам пешком... Так, в путь это сколько будет? Идти 42 минуты пешком. Ну что ж, неплохо, мы туда как раз собираемся. Это небольшой крюк, потому что пойдем потом дальше на запад, но мы туда пойдем. В бой! Ну, а так как мы еще идем на Барную улицу, то, соответственно... Так, 70% у меня... Батарейки осталось? Да. На часах? Наверное, хватит. Так что хватит. Прошли мы 38 тысяч шагов. 39. 39 тысяч шагов, а в километрах? Километров 23. 23 километра. Сейчас уведомление говорит, что мы 22,96. Угу. Ну, мы проехали последние сколько там, метров 300, да? Да нет, побольше тебе так показалось, что мало. Да, больше. Мне кажется, поменьше, просто мы уже поднимались, поэтому кажется, что мы много проехали. На самом деле мы метража мы прошли не так много, проехали не так много. Просто высоко, поэтому так как. Я думаю, метров 300. Посмотрите, как заросла стена, классно. Можем на лифте спуститься? Не будем читерить. А нам не туда. Ждать надо еще. Я не люблю. А, вот наш винтаж. Угу. Здесь не запрещено гулять с собаками, но нельзя, чтобы собаки какали и писали. Костя, я понимаю, что тебе не очень хочется на Барную улицу, но это достопримечательность Гонконга. И говорят, сюда даже когда приезжают знаменитости, они втихую заходят в один из баров и тихонечко там сидят, тусят. Ну, чтоб никто не узнал. Я имею в виду, что если бы я, например, проехал в Гонконг, как турист, Ага. Ты бы туда даже не зашел. ну, может прогуляться просто, побыть, но вот целенаправленно там попить что-то там, поесть. Угу. Ну, понятно, что ты не пьешь и не куришь. Покушать еще можно, а вот... Там не кушают, там закусывают. Да, поэтому это не для меня. Это я говорю, если бы я приехал один, да, как Мгм. турист.
целенаправленно я бы туда не шел, только чисто если как по пути, прогулка. Понял тебя. А так, у нас прохождение, на что без разницы. Лишь бы ноги двигались и глаза радовались. И трек не записывался. И трек записывался, да. И ноги не отвалились. Вот эту лесенку мы видели сверху. Островитяне. Островитяне, да. Обрати внимание, одна из островитянок с розочкой. Интересно, сама себе купила или ухажер подарил? Мне почему-то вот местами напоминает Чунцин. Гонконг. То есть такие же вот это. Чунцин? Чунцин, да. Это где ты голого мужика видел? Да. Моющегося в общественном туалете. Да, вот там. Видишь, какая у меня ассоциация? Это который самый большой город Китая, протяженностью 500 километров. Да, все верно. Вот. То есть там центр города, трущобы высокие, Мгм. высотки. Там нет походу воды в этих домах. Они спускаются вниз Угу. в туалет и мыться. По крайней мере, я так понял. Потому что мужик потом, мы потом за ним пошли. Он поднимался, я сходил в подъезд, и он потом поднимался вот по подъезду вверх. Угу. У меня, кстати, даже записано всё. Слушай, на самом деле я помню, что мы с тобой это обсуждали уже неоднократно, скорее всего, камера даже включена была. Но интересно, хоть раз где-нибудь это осталось? Просто я очень много снимаю, а ты же понимаешь, что потом процентов 10 остается от отснятого материала. В Чунцине не было, да? Нет, я в Чунцине не был, Офигеть. но было бы круто туда попасть. Ну там, говорю, там, конечно, тяжеловато в плане для сердца спускаться. Да ладно, мы же с тобой тренируемся. Я сегодня себя просто великолепно чувствую. Но я его обожаю. Вот здесь мы уже проходили, вот когда переходили улочку, видели вот этот ресторанчик. Вот там еще очень хочется чего-нибудь подобного попробовать. Да, побежали. Мы же в Гонконге, тут на ногу не наедут. Он, прикиньте, он остановился даже, не притормозил, а остановился. По какой? По широкой? Угу, потому что тут ресторанчики есть. Ну, хотя в России тоже нормально с воспитанием у водителей в плане пропускания пешеходов. Вот уже начинаются бары, рестораны. По сравнению с Китаем, все сравниваем с Китаем. Мы же в Китае живем. Вот какие-то японцы были или корейцы, я не понял. Но не на китайском говорили. Ой, жене что-нибудь надо написать. А вот эта связь есть? Да, Костя меня вчера с связью обеспечил. Так, раз, два, три, четыре. Я потом ссылку скину, где можно зайти. О, она мне тут писала. Хорошо, что решили выспаться. Привет, Леносик. Мы гуляем по Гонконгу. Погода супер. Купили зонтик, поэтому дождя не было. Что тебе сказать? Ну, мы где-то на половине пути, не волнуйся. Ночью не будем шляться по пляжам и трущикам жутким. Надеюсь, не будем. Пока мы в центре. Знаешь, где? Помнишь, мы когда с мамой твоей приезжали, и я вам показывал длинный эскалатор и барную улицу. Вот сейчас мы на этом эскалаторе ищем эту самую барную улицу. Просто я знаю, как до нее добраться из определенной точки, а как вот просто по памяти дойти с другой стороны, я не знаю. Ой, ё-моё. Представляете, тач перестал реагировать. Настолько руки вспотели, я весь экран залапал, что он неправильно срабатывает. Ну ладно, хватит. Немножко просохнет. Потом еще что-нибудь отправлю. Потому что забыл же спросить, как у них дела. Нет, надо все-таки спросить. То подумает. Совсем муж офигел, не интересуется семьей. О, как у вас дела? Чем занимались весь день? О, Ленусик!
А тебе вспомнишь и баптистов найдешь. Ёлки-палки, вот как такое может быть? Сейчас это тоже надо сфотографировать. Раз, да ё-моё. Ой, даже уже одной рукой держать не могу телефон. Готово. Слушай, мы неправильно пошли. Вот сюда наверх надо. Да, чтобы вниз спускаться, надо подняться наверх. Ну, если бы мы поднялись наверх, мы бы не увидели баптистскую церковь. Пожалуйста, не бросайте мусор. Штраф $3000. А сколько, интересно, штраф за это? По трассе съехать? Когда мы с тобой по трассе фигачили, не знаю, самый большой штраф, который я здесь видел, по-моему, $5000, то ли за курение, то ли за хождение без маски. 50 000 рублей, понятно? Да. А вот что здесь предлагают за 50 000 гонконгских долларов. Максимум. Там штрафы, там, по-моему, написано было за кормление животных. 1000, по-моему. 100 000. Да. Не, что-то. За кормление диких животных там то ли 100 000, то ли... Офигеть, да. То есть вот эти офигевшие белки накормлены миллионерами, которые могут заплатить штраф за 100 000 долларов. Написано с какого-то там числа. Free Wi-Fi. Да, кстати, возле этих будок же доступен... Не, нам не туда. Нам еще ниже. Наверное, сюда? Нет. Стоп, не сюда. Вот сюда вниз. Мы с тобой сейчас ищем ресторан, который ты сказал русский, а я сказал украинский. Стоп, он, по-моему, закрылся. Но все равно мы туда едем. Может быть, может быть. Но если ты сказал, что был в том районе, это как раз в том все районе. Мы туда и идем. О! Ты говорил, его видно с этого. Моногамус. Такой, это знаете кто? Хиненбины, финенбины, как их там звали-то? Короче, с красными книжечками бегали малолетки и бесчинство устраивали в Китае во время Мао Цзэдуна. Сычуаньская и пекинская кухня. Ресторан китайской кухни в Китае. Вау! Хунэнбин. Я забыл, как их звали. Мишленовский, что ли? Что, серьезно? Написано. Да, в гиде Мишлена в 14-м и в 13-м, в 2012-м, 13-м, 14-м году. Это было очень давно и неправда. Уже 10 лет уже, как их не упоминают. Кстати, с Гонконга тут очень много мишленовских. Может быть, я не в курсе. Посмотрели налево, перебежали дорогу. Да. Слышь? Шум. Похоже на посиделки в баре. Очень. Значит, мы правильно идем. Прям типичный звук. Посиделок в баре. Барных улиц. Вот, собственно. Ну да. Вот, смотрите, типичный бар местный с булками. Как красиво выглядит. Фокачча пигло. Круассан. Я впервые увидел, как круассан пишется. Санта-Моника. Бар.
3 флага. Британский, гонконгский и, я так понимаю, центральный, свернувшийся в трубочку китайский. Ну, больше никакой не может быть. Так, где Костя? А, вот Костя, ёптель, я тебя потерял. Так, хорошие бары, но это не те. Идем еще ниже. Да, это однозначно не те. Но здесь много баров, это прям барный район. Там даже это, все не помещаются. Но снаружи пьют. Вон, стоят, ждут. А мы приходили на эту улицу, брали пиво в 7-Eleven и тусили. Серванс какая-то. Это халяльный пивбар. А мне правда, вот вопрос на засыпку. Что эти люди здесь делают? Им же пить вообще запрещено по Корану. Посмотрим, почем вино. Давай. Просто ради интереса, конечно же. Какая эффектная дама встретилась нам на пути. Грейпфрут, одна штука $9. Винишко. Ну вот сразу смотрим, просто долго не выбирая. 149, 130, 109, 259 Сан-Эмильон. Как ты думаешь, советская шипучая есть? Это все из Франции было. Вот, из Австралии. У меня жена пьет с кенгуру австралийская. Вот очень похоже. Нет, не оно. Нет, такого здесь нет. Нету советского шампанского. Так же, как и нету слова нету. Ну, я так понимаю, МС это Марк энд Спенсер. А вот это все вкусно. Американская пепперони. Целая пепперони за 65 юаней. А там кусочек итальянской пиццы столько же. Мало выбора. И ценник пипец просто, смотри. 59 баксов. Ну вот чеддер тебе уже сразу натерли. Бери, не хочу. Пойдем, здесь очень холодно, можно простыть. 70. Ну, 700. О, касса самообслуживания поставили. Раньше я не встречал в Гонконге, вот уже есть. $189 зачеркнуто, 94 написано. Ладно, полюбовались, идем дальше. Вон наш магазин. 7-Eleven. Так, смотри, здесь поднимается вверх, а потом вниз. Вот сюда мы шли. Вот я, наверное, докуда-то до сюда доезжал максимум. Угу. Это наша ценовая категория. Да. Вот смотрю на рекламу, и вот честно, раздражает реклама настолько неестественно, эмоциональная. Обоссаться можно, как круто! Наслаждаемся лицами всех национальностей, которые, конечно, не напялили маски. Подожди, давай посмотрим, что у нас тут снизу видно. Красотища. И там красотища.
А вот под этим зданием мы, по-моему, были. О, знаете, как улица называется? Голливуд. Да, мы вон туда пешком поднимались. То есть мы прям здесь ходили. Немножко промазали. О, Лена ответила. Круто. У нас тут почти не было дождя. Катались на великах, купались, ели в кафе, сидели на пляже. Вечером будем играть в настолки. Молодцы, а у нас вообще дождя не было. Круто, но немножко душновато. Прошли на данный момент что-то 22 километра, что ли? Или 23 уже, не помню. Мы пум-пум. Мы пум-пум. Не-не-не, поехали на эскалаторе. О, я так понимаю, Сон Яцен исторический трейл. Это что? Исторический этот, как его там, маршрут у них тут? А, так тут тоже не эскалатор, а ступеньки. Ну ладно. Костя, я пойду потихоньку, догонишь? А, ты уже все? Идешь? Я хочу VPN включить. У меня вот телефон. С тремя. Так, привычка есть. Угу. Не нужно. Где-то вот здесь, я помню, был ресторанчик. Какой-то ресторан «Поркер». Том Ям предлагают. We make. Что ты тут справа, слева увидел? С другой стороны, офигеннее здание. Ну, тут ничего такого. А вот это красное с позолотой прям круто выглядит. Да я не на пиццу смотрю, ты посмотри вон на то красное золотое здание. Я видел? Ну, вот это же круть. А пицца, пицца, ты уже голодный. Не, я уже сфоткал просто всё. Томи Ями. Дальше пойдем. Пошли.
Это не просто рыночек, там и дальний есть. Кантонская опера. Сианская группа какая-то приезжает. Почему кантонская? Китайская. Мы уже здесь, да? О. Да, пришел. Максимальный international. Угу. Все языки. Все лица, какие только можно представить. Знаешь, у меня есть ощущение, что я русскую речь слышу чаще, чем английскую. Здесь? Да. У меня сегодня тоже такое впечатление сложилось. Что такое little, интересно? Я понимаю, как это переводится, что это такое, интересно. Немножко не знаю, там, в каком контексте. Стритфуд. Централен. Посмотрим на забегаловке. Здесь кормят носорогами. Носорог же нарисован, значит носорожье мясо. Здесь наверное, мама готовила. Здесь вообще наливают соки. Так как это стритфуд, значит есть место, где посидеть. Именно его мы слева проходим. Ох, ребята, в маме купили гонконгские вафли. Это какой-то беспонтовый стритфуд. Вообще, согласен с тобой, беспонтовый стритфуд. Ну, на самом деле, Тайвань number one, жареный чикен. Вот, это первое, что мне приглянулось. Это японская кухня, я так понимаю. Унаги. Нарусис. И прям угря захотелось. Любишь рыбку сладкую? Такую? Ну да, в сладком соусе, в японском стиле. Ну, можно поесть, но не часто. То есть сейчас бы я бы не хотел. Реально беспонтово. Реально беспонтово. Мясо что-то вообще нет. Так, вниз мы не пойдем. Почему? Есть, вот рыбка. И там бургеры давали. Ну, бургеры там, мясо, наверное, я имею в виду нормальное мясо. Шаурма какая-нибудь. Такое ты хочешь. Ну, стритфуд, гонконгский. Alipay плюс. То ли... Знаешь, что такое Alipay плюс? Alipay что? Плюс. Плюс нет. Или класс. Короче, это такая система. Это не отдельное приложение, это система. Туда получается... Да ты не уходи из кадра, я на тебя, чтобы туда ты рассказывал. все кошельки. Мгм. Корейские, Малайзия, еще какие-то. Мгм. То есть, например, приезжает кореец, у него приложение местное, корейское, Мгм. Kakao Pay, например, да? Мгм. И он просто может, где логотип Alipay Plus, он может просто оплачивать ей. Там даже нету этого Kakao Pay. Просто Мгм. использует код Alipay специальный, он Понятно. интегрируется в приложении Kakao. Он оплачивает везде. Ну и здесь и в Китае Alipay называется, но наш Alipay здесь не работает, да? Наш это какой? Китайский. Я пытался здесь Alipay оплатить, у меня не прошло. Иностранцы не могут. Только китайцы.
Понятно. То есть Alipay и WeChat здесь работает, но если ты китаец, если ты иностранец, то китайский, зарегистрированный на иностранца Alipay и WeChat не работает. Понятно. Так, куда мы пришли? Мы пришли на Централ, да? Там даже какой-то казахский банк, я не помню какой. Казахский Всё. банк. Да, то есть ты можешь приехать и через приложение оплачивать везде здесь. Мгм. То же самое в Китай приезжаешь, тоже везде, где есть Alipay. Мгм. И то же самое, если китаец поедет в Корею, он там везде Alipay используется. Но, к сожалению, это российские кошельки пока не понимают. Я думаю, как санкции снимут, я думаю, Яндекс.Пэй и еще кто-то тоже там было. Так. I love Hang Seng. Это что вообще такое? Что такое Hang Seng? Какой-нибудь, индекс гонконгской биржи? Вот они, эти переходики, на которых можно заблудиться. Еще бы понять, куда нам идти. JP Morgan перед нами. Знакомое название? Давайте я вам его приближу. Что там еще можно? Мандарин, как там мы с вами видели, мы там мимо проходили. Вон AFC я вижу. Потом мы пойдем вон туда. Но сначала мы пойдем направо. Ну, на самом деле, мой географический кретинизм продолжается. Вот AFC Mall. Мы можем зайти посмотреть самый дорогой телевизор в мире. Да, можно попытаться. И выйти через тот, который мне нужно, вход, который располагается вот там. Мы потом снова туда пойдем, потому что я не оставляю надежды найти название улицы, которую я не помню. Где она находится, не помню. Но я помню, что я туда хочу сходить. Место для чистки амбреллы, которая мокрая. Вот так вот берете сюда, просовываете. Но она, когда дождь идет, сдвигается, чтобы капли потом не падали здесь на пол. Сюда мы зашли. Не, мне влом идти показывать самый дорогой телевизор. Я его уже много раз показывал. Могу показать самый дорогой супермаркет. Мы с тобой в Гонконге еще не гуляли? Я. Значит, я тебе самый дорогой супермаркет не показывал? Я по таким местам не хожу просто. И самый дорогой телевизор, значит, я тебе не показывал. Ой, блин. Зачем ходить, травить себе душу? То, что не можешь развить. Ну да. Хотя к телевизору я равнодушен максимально. Просто мы здесь на самом деле сокращаем и проветриваемся. Здесь очень приятно. Пойдем вот так вот по кругу туда. Можем, конечно, заблудиться. Я тут не очень ориентируюсь, учитывая, что у меня географический кретинизм сегодня. Прикинь, 2 мишленские звезды. В каком ресторане? Где он? Куда идти? Я так понимаю, шеф-повар, да? Наверное. Как приятно тут пахнет. И такой сухой, прохладный воздух. Прям ходил бы тут и ходил. Нет, я просто там был. Думаешь, дороже не было? Нет, бывает, конечно. Просто я туда тещу сводил один раз. Надо было видеть ее лицо. Че, перед нами Max & Co, Дизель, сверху Dior, Bottega Veneta. Кого я еще тут знаю? Кого ты тут знаешь? Я Вот там Sephora. ничего не знаю. Ну и правильно. Зара вот знаю какая-то. Ну да, Зара из России вроде ушла.
Может, уже, конечно, вернулась, я давно не слежу за этими Так, новостями. я узнал, остальное нет. Ну, iPhone же ты знаешь? Сейчас пойдем в магазин Apple, значит. Который самый большой? Я не знаю, самый большой. Возможно, самый большой на другой стороне реки. Я знаю, что где-то рядом есть. Или на той стороне. На той стороне, я помню, его долго строили. Это кинотеатр. Да? Вот, вход. А что за фильм? «Черный чемодан». Нет. Да. «Черный мешок». Со своей едой и дринками нельзя. Это что, без попкорна? Или это попкорн Со, можно? со своим нельзя. Шанель. У меня Шанель сразу номер 5. Просто 100 грамм водки, а не чего-то там еще. Мешок сразу картошки. Сверху шейк, снейк, селин. Надеюсь, что мы правильно идем. Но в любом случае у нас сегодня не цель, а путь. Костя сразу посмотрел на часы. Да, 25 человек. мы в пути 8 часов всего лишь. 7:40. 7:40? Ах, да, мы же начали не вровно. По Милата. Время быстро пролетело, на самом деле. Я даже не заметил. Ну, значит, было интересно. Почему было? Есть интересно. А я опять не могу сориентироваться, не могу понять, где мы. И, соответственно, не могу даже показать, где же находятся эти Apple. Вот, увидел. Только знаешь, сколько там? 0,01 или сколько? Процента до сюда досмотрела? Знаешь, что ты у тебя там кретинизм географический. Ну да. До сюда, может быть, 3% даже досмотрит. Во время следующего прохождения обязательно расскажу, сколько же дошло до этого момента, если не забуду. А если, например, я начал, а потом в конец переключился и потом посмотрел? Там будет считается? всплеск. Там дело в том, что прям учитывает, сколько процентов от начавших смотреть, докуда досмотрели. На каждом моменте есть нам налево. Но мы будем айфоны смотреть налево. Ты просто медленно поворачиваешь, я в тебя врезался. У меня так вообще никого нет, да? Слушай, прикол был. Я, когда впервые мимо этого магазина проходил, пошутил, что это какой-то неизвестный мне магазин с надкусанным яблоком. Прикинь, некоторые повелись и спросили: ты что, не знаешь, что такое Apple? Это сарказм, вообще не понимаю. Вообще писец. Некоторые не знают, что такое сарказм. Че, какая у тебя модель? 16-я? 16 Pro. 16 Pro, где твой? 16 Pro, вот он. Да, у меня такой. На процессоре A18. А где стоимость? Почему стоимость убрали? Раньше сразу было написано. Ты видишь, где здесь стоимость? Вот веку. 8. От 8600. Минимальная версия 8600 гонконгских долларов. А где полный прайс посмотреть? Это, видимо, в зависимости от... Вот. Да, в зависимости от оперативной... 16 плюс стоит 7699. Да. Apple Play есть, обалдеть. Тут цвет выбираешь. Ну вот, Pro Max от 10200. Вот раньше интересно было посмотреть, пощупать, настолько все однотипно стало, просто вообще капец. И давным-давно не восхищает. Вот 16E, это что, дешевая серия, да? Стоит 3 копейки. Сколько? 5000 гонконгских долларов. Ну что ж, это красивое покусанное яблоко, светящееся над нами. Хорошо видно вот с того пешеходного перехода. По нему мы еще прогуляемся, но пока все-таки идем еще гулять по... Пошли посмотрим. Кроме телефонов же у них еще есть
компьютеры, и я помню, вот там у них стоял их суперкомпьютер, там какой-то круглый такой был, это было 11 лет назад. А теперь здесь вот как они представлены. Маленькая клавишка, маленькая мышка, подвигаем, включится. Вот этот iMac стоит от 11 499. Пользовался? Маком никогда. Когда? Мне, знаешь, первая работа в Новосибирске, мне сразу Mac дали. Да ты чё, ты Но крут. зарплата была 15 тысяч. Рублей? Да. Не долларов. Здесь забирайте заказ. Кстати, а с кем я тут что покупал? Почему я знаю, что мы забирали заказ? Наушники, что ли, какие-то покупали с другом? Не могу уже вспомнить. Ладно. Скажем спасибо Биллу Гейтсу за его детище. Да, мы его уважаем. Watch серии 10. Уважаем. Костя уважает и пользуется. Я Хотя нет, уважаю, но не пользуюсь. то, что они из России почти ушли, это, конечно, херово. Да, и приходится банкам прикидываться сельскохозяйственным подсчетом чего там, комбикормов. В курсе, да? Некоторые банки там прикинулись не понять кем, чтобы в маркете их быть. Так, Что-то я вспомнил, они же взяли, да, и кинули российских пользователей. да, российские пользователи им заплатили деньги, они их кинули. Мы сейчас все-таки с тобой зайдем, глянем. Мне просто интересно, жив ли еще тот магазин. Тюдор вот знаю. Часики, по-моему, да? Да. Хублот не знаю. Я помню, если идти вот по этой линии, раньше там магазин Samsung был официальный, и я впервые увидел экран, как он там называется-то, водопад. Сначала мне так понравился, когда я попользовался этими водопадами, сейчас вообще терпеть их не могу. У меня красная. Ну ты можешь показывать. Зрители скажут, красный или нет. Да нет, по сравнению с плечами ты весь бледня-бледней. Я просто не понимаю, как я смог сгореть. такой погоде. Как ты мог сгореть? Солнышко через солнце Там тоже пробивается. Там солнышко, наверное, минут 10. Мне, наверное, хватило. Поэтому я тоже не люблю пляжи. Абсолютно. Загорать. Я сразу что-то есть. Вот здесь был магазин сантехники, блин. Или вот здесь дальше. Нет. Знаешь, я бы что посмотрел, но здесь такого нету. Какой-нибудь робототехник. Нет, тут тут чемодан можешь за бешеные Samsonite купить. А интересно, правда, за сколько? Где стоимость? Они не пишут стоимость. Да. Не, Кость, закрылся, похоже, магазинчик. Ты какой искал? Я хотел тебе показать самый дорогой телевизор. Они ежегодно обновляли самую последнюю модель, по-моему, Samsung здесь ставили. И я всех раньше водил, показывал. Мне помнится, что он был вот здесь, но сейчас его нет. У меня есть один знакомый, который... Любитель Самсунгов дорогих? Я сфоткал, ему бы отправил. Не, он любитель этих телевизоров, поэтому... Я бы ему... Интересно, сколько там стоит. Я тебе ссылку на этот. Но это второй этаж Apple магазина. Сходить, наверное, не буду. Не, конечно. Ладно. Я тебе ссылочку скину, но зрителям размещу в описании. Как первый раз я его увидел, у меня, по-моему, даже отдельный видеоролик по этому поводу Я есть. еще обещал ссылку этого. Помнишь, ты в Красноярске рассказывал про свою семью, как в каких домиках жили? Про дом прабабушки? Да, и ты... Так и не прислал? Да, вроде Вот бы. козлячья морда. Хорошо. Про дом прабабушки тоже пришлю. И в описании укажу. Там не дом бабушки, там был какой-то дом твоему, то ли папе, то ли кому дали вот туда работать, приехать куда-то туда. И там дали какой-то сарай, где он жил. Я не понимаю, о чем ты. Короче, Про отца? В формате 360 деревню Солнечная улица. Нет, Фу. нет. Нет, и не это. Я тогда не короче, понимаю, о был чем. какой-то старый дом, то ли Ага. сарай какой-то, там
жили твои родные долгое время? В сарае у Дождь меня не родные не жили. Да, дождь. Слушай, ну я не понимаю, правда, о чем Ладно, ты. я потом поищу. Может быть, Может, я что-то не так объяснил, пьяный был. Про твою семью, про твоего отца даже. Про моего отца это дом на Солнечной, где на меня потолок упал, когда я на унитазе сидел, только могу показать. Нам туда. Подожди, может, я не помню ролик, там, короче... Ладно, потом поищу. Да, пока мы шляемся под крышей, на улице прошел дождик. Он еще идет. И даже сейчас капает. Зонтики, наверное, понадобятся. Ну, наконец-то. Не хавать написано. Опять флаг смотри. Ну, у меня сын в такой футболке цветастой ходил. Это же на самом деле ничего не значит, если это не в виде флага над твоей головой. Как Я люблю Макао. что это девочка А, девочка. Ну, какая разница? в виде мальчика. В виде мальчика. Блин, мне аж обернуться захотелось. Ну, что ты такой вот? Камера не на голове. Ну вот, смотри, он с зонтиком идет радужным. Да, действительно. Ты прав. Тут это флаг, это не просто футболка разноцветная, как у моего сына. Мы помешали снимать видео. Да мы, девушки, помешали снимать видео. Пойдем к филиппинкам. Да, но 2 года уже так было назад. Они, видимо, во время пандемии, пока все сидели по домам, тут так нехило поработали над всем этим. Да, мне кажется, что по пандемии много что построили. Или может во время. Вот здесь я снимал, здесь девушка играла, по-моему, полячка. Yesterday. Я не помню, на чем она играла уже, то ли на балалайке. Я подумал, раз на балалайке, значит, как минимум по-русски что-нибудь понимает. Но когда я с ней заговорил, она такая, what? Я такой, ой, sorry. Она по-русски пела, но... Нет, она пела по-английски yesterday. Ну не пела же она в прошлое, улетает все хорошее. А что ты знал, что она русская? Она не русская. Она играла на балалайке и пела с акцентом. Я подумал, что на балалайке. Ну, чей инструмент балалайка? Китайский, что ли? Я подумал, что русская, оказалась полячка. Ты что, не можешь, что ли? В Китае? Да я шучу, это тоже сарказм. У китайцев какой-то там инструмент с 2 струнами. У нас хотя бы 3. Как бы это странно ни звучало, я хочу пить. Может быть. Итак, помнишь, я тебе сегодня рассказывал про, или это не сегодня было, или не рассказывал, про чипсы со вкусом пиццы. Денег на пиццу не было, но на чипсы были. Вот нам сюда, налево. Да, ты рассказывал. Вот возле этой Джолибишки есть 7-Eleven. Вот здесь я, когда ночевал и было скучно, брал эти самые чипсики со вкусом пиццы и пивасик. Так, а сегодня мы возьмем ганджубасик. Где? Где мой Я только Gatorade? прохладиться. Да, здесь прохладненько, хорошо. Но пить что-то не хочется. Е-е-е-е-е, слушай, что за фигня? В половине магазинов она отсутствует. Да, вот такую пиццу я здесь по 14, по 14,50 даже, обалдеть. Я хочу пить.
Ладно, вот это, я думаю, тоже будет неплохо. О, Ленусик, я нашел твое любимое вино из кенгурячей страны. 147. Ну, как любимое, раз в год с друзьями, с подругами пьет. Аквариус. Думаю, вкусно. Hello. О, 50-50. угу. Секундочку. Октопус. Thank you, bye-bye. Ой, дождь. Да? Ну такой маленький. Так, я забыл. А я тебе что-нибудь предлагал, ты отказался, да? Да. Итак, почему я сказал, сейчас пойдем к филиппинкам? Потому что вот здесь их всегда огромное количество, а сегодня нет. Ну вот что это такое? Там две парочки сидят, ну в смысле, я в шоке. Гонконг меняется просто писец. Уважаемые друзья, если я вас сводил по Гонконгу, то вы тут, скорее всего, были. Мы, скорее всего, вот тут вот бухали. Короче, это типа аналог KFC. Филиппинский. А я KFC вообще ненавижу. Особенно эти... Поверь, вообще не KFC. Там надо тебе попробовать стейк с этой, как он называется-то? Машрум, как? С грибами вон. грибами. Неплохо и даже похоже на то, что ожидал, но не то, что хотел. А то, чего хотел, здесь не было. Сейчас, Кость, секунду допью и пойдем. Опять косячить не туда, куда нужно. Не волнуйся, ночью покупаемся. 8 часов. Покупаемся ночью, никто видеть не будет. Про что ты говоришь? Мы на море сейчас пойдем. Ладно, еще одна попытка. И надо открывать зонтик, чтобы не залило камеру и вас, зрители. Смотрите, какой у меня зонтик. Красотища! Нам надо дорогу перейти. И вон туда куда-то пойти. Централ, выход Б. Жалко, не посмотрел. А, ну да, тут нет дождя. Тут крыша. Нам сейчас направо, и уже снова будет дождь. Да. Ой, еще маме надо сообщить, что тоже все нормально. Здесь кнопочку надо нажимать. Новичок побаливает. Странно. Как будто бы... Странно, как будто ты его не обжег. Не в этом плане, а именно вот как будто бы устал, знаешь, чтобы усталость. Как будто я плечами ходил, а не ногами. Плечами ходил. Вот мы снова у Луи Виттона, у которого... А почему нам красные, а тут тоже красные? Пошли. Вот мы снова у Луи Виттона, у которого были. Похоже, мы промазали там, не знаю, на 10 метров мимо той улочки. Но для того, чтобы точно быть уж абсолютно уверенным, так как я когда-то шел, по-моему... Ой, мне так стыдно, что на меня такой кретинизм напал. Не перед вами, зрители. Вы-то, надеюсь, наслаждаетесь и в любой момент можете заняться чем-нибудь другим. А вот Костю кругами вожу весь день. Вы же понимаете, что мы ходим по одним и тем же местам, вот по этим вот светящимся небоскребам. Вот они. Но ими любоваться мы начнем, когда пойдем к Старферри. Налево, Костя. Вот мне помнится, что куда-то вот в такую запиндрю я заходил для того, чтобы туда попасть. На микс работы кидает. Ой, ладно. Так, я забыл, мы куда идем? Да, мы просто куда-то идем. А то сейчас скажу, куда идем, опять не туда придем.
А если не скажу, может, куда-нибудь и придем. Мы идем до первого поворота налево. И я вон вижу уже пешеходный переход, по которому мы ходили. Я потом посмотрю по трекингу. По трекингу будем ржать, как мы кругами ходили. Это да. Ну, по моему ощущению, как бы нет такого ощущения, что мы руками. Не, ну я же просто знаю, где мы сейчас находимся, куда идем и где мы были. Бангкок Банк Билдинг. Вот здесь, я помню, улочка была и куча таких палаточек. Ну, может быть, да, вонь осталась, палаточки увезли. Банк Бангкока. Вот смотри, только у меня в руках появилась бутылка, которую надо выкинуть, и опять нет мусорок. А вот такая большая мусорка. Ну, нет, это не мусорка. Коробка просто. Да. Нифига там коммуникации. Посмотри, сколько труб. Что это такое, интересно? Subway. Ну ладно, я нашел мусорку, наверное. Когда начинает идти дождь, земля покрывается водой, и становится какое-то такое все бегущий по лезвию. Ну блин, мы же здесь прямо ходили и тут поднимались. Ладно, попытка номер 2. Надо пересмотреть собственный видеоролик. Как же он называется там? Достопримечательности нет, не Гонконга. Где я как раз и ту улочку показал, и на Sky100 поднимался. Вот здесь сейчас пойдем направо. Это там, где улица была перекрыта. Вот сюда нам, скорее всего. Но сегодня мы здесь не были. Перед нами Декатлон. А почему логотип другой? Или мы тут были? Мы вот там по соседней улочке проходили. Да, я видел эти экраны, но мы шли не здесь. Рядышком. Что это за звук? Вот что это за звук. Это нас предупреждают. Писец вам сейчас будет, если вы не отойдете. Костя, нам просто супер везет. Там перегородили из-за этой машины. Мы обошли вокруг, тут перегородили из-за этой машины. Это быстро. Зато от этого шума у меня башка разболелась. Ну что ж, опять мы на Queen's Road Central. Что такое Хан Сенг? Это вот банк. Hang Seng Bank. А помнишь там? Да, I love, да. Пытаемся подняться вверх. А может, мы сегодня уже по той улочке даже прошлись, просто она настолько изменилась за 6 лет, что я там не был. Все может быть ведь, да? Дождь закончился? Ну, такой маленький капает. Я не знаю, твоя камера и нормально такой дождь? Надеюсь, нормально. Зрители, вас как там, водой не заливает сверху? Просто с зонтиком реально неудобно ходить по таким узким улочкам, где куча народу. Вот слева красотища. Прям такие мужики бегают.
Суши раку. Слушай, тебе задача. Посмотри, где джаз-рок кафе. По-моему, так называется. Джаз-рок кафе. Нет, не так оно называется. Как называется известная сеть ресторанов рокерских? Я не знаю. Ну, елки ты палки. Джаз-рок, да? Ну, попробуй для начала джаз-рок, но что-то вроде не так. Нет вроде такого. Ладно, просто напиши рок. Есть какой-нибудь забегаловка? Так, Rock Hill. А, это, нет, это название улицы. Ладно, пойдем, пока тут народ идет. Ничего такого. Как? А, нет, не то. Ну да ладно. Это все вроде не то, но мы пришли туда, куда надо. Может быть. Курочка на гриле. Бар, бар, бар. И пусто. А почему так пусто сегодня? Сегодня же выходной. Ёлы-палы. Чуешь шум? Слышишь, прям такой. У-у-у. А слышишь запах? Запах, да. Это запах мусоропереработки. Если там мусоропереработка, значит мы правильно пришли. Но мы другим путем пойдем. Ну вот, я наконец-то нашел эту улицу. Или все баром. Я нашел! Да нет, я улицу искал. В общем, вот эта улица. И сейчас мы узнаем, как же все-таки называется тот рок. Hi, dude, man. What's up, man? Where you from? Здоровайся, обнимайся. From Russia. Okay, can go to. No. Thank you, thank you. Да, когда нет посетителей, здесь зазывают во все стороны. Помню, здесь танцевал. Ты здесь танцевал? Нет, ты танцевал. Я много где танцевал. Подожди, здесь танцевали, а ты, Да, короче, да. Именно правильно ты помнишь. Guys, one more. No, thank you. Что он там сказал? Порнуха? Чай на бар. Ну, блин, не совсем крыша поехала. Это место существует. Я уже боялся, что это либо не в этой вселенной, либо у меня вообще... Так, стоп, а вот здесь был этот рокерский бар. Это вот такая вот небольшая улочка, именно ее я искал, для того, чтобы почувствовать этот запах, этот ритм. Бумеранг теперь тут. Ёптель-маптель, моптель. Нет, дальше мы не пойдем, нам вот сюда. И вспомнить, как улочка называется, точнее прочитать. Лан Квай Фонг. Вот как называется эта улица. И Костя правильно вспомнил. Да, здесь вот танцевали, вот именно вот на этом месте. И я это заснял. Представляешь, как тогда тут было весело и как сейчас здесь тухло. Почему? Мы пришли. что тогда, что сейчас тухло. Ну вот, я нашел, я вспомнил. Дайте покажу свою довольную рожу. Сейчас, чтобы это отцепить, нужно постараться 10 кнопочек нажать и не обосраться. Фух. Самое смешное было, когда я тещу сюда, конечно, привел. Она так посмотрела и говорит, что это? Я говорю, это молодость, это драйв. Она сказала, я слишком стара для всего этого дерьма. Примерно так. Ну, вот я сейчас так же говорю. И, видимо, не только я, потому что пусто. Может, у них какой-нибудь национальный праздник, и сейчас пить запрещено. День матери только. Все любят свою маму, и никто не пьет, не хотят ее расстраивать.
Вот такие бары? Ну и давай вспомним мою память, если мусоропереработка справа. Есть что-то там мусор. Нет, это Пепси ты увидел, кебаб и пиццерия, да, вот оно. Ну что ж. За мусоркой. Нет, я пришел просто показать вот это место. Я здесь очень много гулял. Никаких наркотиков, никаких баб. Максимум вот здесь вот бухлишка и потом веселишка. Общался я тут на всех языках мира. И не только один, но с друзьями. Если кто-то спросит, где Олег Замьянов, который бурят, с ним мы тоже тут были. С Саней, без Юли мы тоже тут были. Да, я очень со многими здесь был. И тогда ведь легко находил, а сейчас вот прям что-то мне тяжко было. Так это та же улочка, мы по ней только что проходили. Пошли вниз. Сейчас посмотрим, на сколько сантиметров мы промазали в прошлый раз, когда ее искали. Ну согласись, хорошо, что мы ее не нашли. Сразу. Мы столько интересных мест повидали. По самому длинному эскалатору покатались, дождались вот наступления этого времени, потому что сейчас здесь тухляк. Время, что там? Ну понятно. 8:30, детское время. Будем возвращаться, мы здесь окажемся примерно часа в 3-4 ночи. Посмотрим, как тут будет в то время. Да, я специально не нацепил это. Вы же понимаете, что Костя еще, оказывается, хороший актер, только что такое удивление сделал. Лицо удивленное во сколько. Сейчас мы пойдем направо и посмотрим, насколько мы промазали. Не, давай вот сюда. Не будем ходить под Мазератти, кидаться под колеса Мазератти не будем. Медицинские препараты. Это что-то, я не знаю, что за граффити. Вход запрещен, похоже. Вот еще один 7-Eleven. Ну, когда я шел на эту улицу, впервые я заходил сюда. Ну, потому что реально, там ценник за кружку пива, как 10 банок пива в 7-Eleven. Как иногда маленькая ошибка или... Вот... Как бы объяснить-то? Ну, сейчас мы посмотрим, на сколько метров я ошибся и не понял. Насколько все изменилось в сегодняшнем нашем прохождении. Если бы мы сразу попали на эту улицу, мы бы давно уже были прошли Старферри. Пойдем направо. Тут меньше народа. Все равно мы знаем, что скоро будет светофор, на котором мы переходили. Так вот, мы бы давно прошли Старферри, весь этот пирс, в то время, когда там вообще никого не было. А сейчас там будет интересно идти. Но мы бы успели сделать то, что более-менее запланировали, а так мы не успеем. Смешно. Мы пошли вот по этой улице. Прикинь, насколько я промазал. Мы вот здесь поднялись и пошли туда. Ой, блин. Ну вот здесь вот сейчас будет крутой магазин Луи Виттона. По карте посмотрим потом, по навигатору. Я уверен в этом. По трекингу. Потому что мы видели вот те здания, вот это вот здание видели. Маркс энд Спенсер, вот этот видели. Вот я еще подходил и говорил British Afternoon Tea. Вот это помнишь? Да. И вот мы вот сюда пошли. Так же и в жизни. Костя, не туда. Так же и в жизни. Малейшее отклонение влево-вправо может изменить жизнь абсолютно кардинально. Я так в Китай попал. Костя, он говорит, в Китай так попал. Как ты в Китай попал? Ну-ка расскажи. Там просто взял и попал. Уволился и поехал. Просто бросил работу в России и сказал, пошли вы все, я в Китай. Ну и решил попробовать. Представляете, какая самоотвага. Нет, смотри, как было. Просто... Чего ты из кадра пытаешься постоянно выйти? Не, Стесняешься? Я поближе. Познакомился с человеком, который в Китае жил. Угу. Вот, и он такой сказал, почему бы тебе не поехать? Как раз вот там мой коллега был. И через 5-6 месяцев я вот решил поехать. Ну ты Уволился 5 и- месяцев думал еще. Ну, да. Ну, пока деньги собирал, накопил, да. Это же все не так просто.
поехал. Подожди, а как ты на мой канал наткнулся? Я помню, ты говорил, что начал смотреть, кто в Китае живет, и говорил, дебил на дебиле, а я наименьший дебил, тебе показавшийся. Просто ты в Шэньчжэне жил. Ага, я и ты в искал. Шэньчжэнь хотел. Да, Мгм. я в Шэньчжэне. Понятно. Так значит, это я не про тебя помню, что один из зрителей... А, все, я вспомнил. Кто это говорил? Это говорил Эрик Тюльпанов, говорит, начал смотреть про блогеров из Китая. Че они все такие странные? Говорит, ну ты оказался наименее для него странным. Ну, Я помню только одного блогера, это тебя и все. да, меня. Ладно, прицепляю. О, парнишки уже хорошишки. Всем махают, обнимушки. Или он просто по жизни такой? А, возможно, он просто веселый. Просто нормально. Мне просто он так головой мотал, как будто немножко уже... Еще рано, еще рано. Он только-только начинает. Если бы начинал. Обычно они заканчивают позже. Good morning написано на ресторане. Что у меня там сейчас по деньгам осталось? Ой, я сейчас говорю не про донат на прохождение Китая, он давно закончился, мы уже потратили все, что вы надонатили на эту серию. Из личного интересного у меня, по-моему, долларов 600-700 есть свободных. Это я про ресторан с тобой. Надо что-нибудь придумать. Сегодня хочешь? Сегодня, я боюсь, мы никуда не успеем. Ты говорил Болливуд. Да, Болливуд хорошо. Нам же хватит этого посидеть, да? Я думаю, даже меньше потребуется. Хотя, с другой стороны, наши зрители Болливуд видели, а что-нибудь еще, знаешь, в Шэньчжэне такое же вкусное, как Болливуд? В турецком мы тоже были. В турецком мы тоже были. Но турецкий, кстати, твой видеоролик про турецкий очень короткий, 8 минут. Это в первый день знакомства с тобой был. Я, по-моему, тебе там даже не представил. Представил? Ну, во всяком случае, О, смотри, какая. Нет, может там меня вообще, наверное, не было, да? Ты там был, но краем глаза, в смысле это. Не успел заснять. Прикольная рожица у трамвая. Вот. Да блин, только пытаюсь на него настроиться, сразу перекрывают. Сейчас мы еще прогуляемся по центру, посмотрим вот на эти все небоскребы. Переплывать на ту сторону залива не будем, для того, чтобы увидеть всю эту красоту. Поверьте, вот все те виды красивых небоскребов, они с Ванчая выглядят... Не с Ванчая, 80% влажности. Сейчас 80% влажности, понятно. С Цимчатсуй выглядят очень красиво, именно как на фоточках. Но мы туда не поедем, потому что нам в другую сторону. Но мы глянемся на все эти небоскребы, да, Костя? На обгон. Что, с этой стороны без без эскалатора поднимемся? Давай. Тебе ж нравится подниматься. Это, наверное, китаяночки. В Китае, как я определил? Я определил по их одежде. Они вроде не в очень длинных юбках, но под юбками шорты. А жительницы Гонконга и иностранки ходят обычно здесь в стрингах. Китаянки всегда, ну, приличные китаянки, всегда в шортиках. Если вы видите, например, Майю в короткой юбке, Майя — это моя дочка, если что, обязательно под этой юбкой будут шорты, а никакие не стринги. Она хоть и не китаянка, но в мини-юбках не ходит. Красотища. Посмотрите, облака видно. Такое световое загрязнение, просто капец. Это не загрязнение. Световое загрязнение. Это термин из... которые любят в телескоп-то смотреть. В больших городах невозможно увидеть звездное небо. Это они называют световым загрязнением. Я не расслышал, что сказал. А. Я думаю, влажность нет. Не-не-не, воздух чистый сегодня. Очень влажный, 80%. Это так, ну, конечно, не 90, но не очень приятно.
А вот там, смотри, такое ощущение, что над зданием какое-то НЛО висит. Это тоже луч света. Кошка. Да вон перед тобой несут ее. Да вот справа девушка идет. Нам направо. И все так смотрят. Смотри, у девушки кошка на спине нарисована, в руках кошка. Кошатница явная. Очень похож на того, который на футболке нарисован. Даже по цвету. Меня так маньяк, когда я на улице несу, так она мне сразу писает. От волнения. От страха, да. Я не знаю, как можно не реагировать на котиков. Там если собачка погавкает, всем пофиг. А если котик плачет, сразу все. Мне нравится в сериале «Любовь, смерть и роботы» серия про котов, захвативших мир. Ну, там 3 робота, по-моему, называется серия. На Земле исчезло человечество, и 3 робота прилетели посмотреть диковинный мир. Не видел? Нет. Посмотри, рекомендую. Один раз здесь проходил и видел, как снимали то ли клип, то ли фильм. Массовка была, огромные, знаешь, такие эти краны для видеосъемки. Мы на Старфере идем, да. На Перс. А вот слева от нас яблоко покусанное. И сарказм мой. Да, мы там и были. Ну, давайте уж покажу. 11,5 лет назад это было. Тот саркастический момент. Так, а там, похоже, так же, как котика ребенка несут. Слышь? Судя по тому, что здесь все стены заклеили, что-то строят. Иногда передразнивают так китайских детей, они тут же замолкают и так, расширив глаза до размера огромного, удивляются, что это иностранец такой дебил. Еще громче? Куда уж громче там? Мне так брат передразнивает китайцев, когда они фыркают или отрыгивают. Мне это помогает. Мне прям интересно, что ж там такое строят-то? Снова. Время 8:40. Интересно, а в 8 часов было светомузыкальное шоу? Или больше таких шоу не устраивает? Давай вот здесь вот на углу я хочу сам посмотреть и зрителям показать. А почему на здании... летает. Хорошо. Вот там на нижнем здании подсветка, огромный экран. И вот рядышком здание. Там облака летают, надписи. В общем, прикольно сделано. О, вот на здании написали. Нет, к сожалению, я не смогу прочитать, несмотря на то, что он на английском языке было все-таки очень далеко. Спасибо тебе.
Mother Day, короче. Спасибо, мама. Вот, экран включился на полную. M+ Art. Вот здесь автобусы. В том числе отсюда можно уехать на Пик Виктория на двухэтажном автобусе, про который я упоминал. Здесь конечная, на Пике Виктория конечная. Забегаете первым, конечно же, отстояв очередь без нарушения. И едете на втором этаже слева, на переднем сидении. Офигенно. Рекомендую. Эпи Мазе. Где Костя? Вон Костя. Ага, Костя. Костя, ты где? Угу, попал. Так. Идем дальше. I love you? Нет, здесь Дня Матери. Да. Тхемутер. Нет. В немецком же тхе нет. А что там есть? Das. Да? Das Mutter, наверное. Как скучно стало. Раньше такие виды открывались. Направо колесо обозрения, налево автобусы. Вспоминая русский язык, как-то шел вот по этому же самому переходу. И тогда меня все пилили, что «Орел и Решка» – это реалити-шоу, это все по-настоящему, это интересно. Я им говорю: «Орел и Решка» – это все прописано по сценарию. Мне тогда еще никто не верил. Ивлеева тогда еще не слила информацию в сеть, как это все не по-натуральному, не по-настоящему, или кто там слил. Так вот, вот здесь шел и говорил про «Орел и Решку», что это все неправда. И встретил русскоговорящих, они такие поржали. Такие: да-да. Колесо обозрения. Давайте я вам покажу, где мы гуляли немножко. Максимальное приближение, попытка попасть. Начнем с колеса обозрения. Когда я впервые был в Гонконге, этого колеса обозрения не было. Вот здесь вот справа мы можем сейчас, подождите, попаду. Справа видеть здание банка, изображенного на одной из купюр, по-моему, на сотке. Ну, собственно, его очень хорошо видно с другой стороны. Там мы видим здание со шпилем. Сейчас подниму на шпиль. Это с позолотой, я сказал, что оно тоже красивое. И слева под ним огромное здание с такой извилистой крышей. Не могу по-другому подобрать сейчас слово. Плавные изгибы. Это выставочный центр Гонконга. Это одно из мест, где проходят выставки электроники и всего остального. Но не единственное, еще один в аэропорту. Этот мне нравится больше, чем в аэропорту. И не понял, там что, бассейн выкопали? Я как бы в шоке. Ну, вот это вот центральный пирс, сюда причаливают. Но мы сейчас пойдем смотреть. Мне кажется, там бассейн выкопали. Именно вот здесь проходил Редбуловский фестиваль, на который я ездил. И потом на попрыгушке ходил на Норт-Пойнт. Где Костя? Костя, вернись, я все прощу. Вот он, Костя. Слушай, похоже, там огромный бассейн выкопали. Пошли посмотрим. Пойдем. Нам немножко не по пути. Добро пожаловать в Гонконг туристики, улыбашки. Да, там им прям экскурсию проводят, и все телефоны во все стороны крутят. Я не люблю такие экскурсии. Ну, ты знаешь, на такой экскурсии, например, мы по Москве ездили в такую экскурсию. Можно быстро узнать так о городе очень много. А потом просто взять и пойти, как мы с тобой сейчас сделали. Не согласен. Там исторические справки бывают. Но, в общем, там интересно бывает, если хорошо слушать.
На посадку мы не пойдем. Если там спуск, я, честно говоря, не знаю. Это первый Subway, в котором я поел, находясь в Китае. И пошли спустимся вниз. В Гонконге, да. Это был первый приезд, я тогда в Китае не поел. Имя не могу вспомнить. О, да, давно было, 11 лет назад. Ладно, в общем, человек, который меня сюда возил, он говорит, попробуй, тут вкусно и вкуснее, чем в Китае. Кстати, я не соглашусь. В Китае Subway точно из таких же нормальных ингредиентов, как и в Гонконге. Ну, нам куда-то туда. Здесь тоже есть посадка на разные палубы. Сверху садятся на верхнюю палубу, снизу на нижнюю. Смотри на мои кроссовки. Твои кроссовки жесть. Давай покажем зрителям. Что с ними случилось? Почему они так скукожились? Ладно, сколько они стоят? Другой вопрос. 300 и 400 юаней. Ну, нормально, я думал дороже. У меня тоже за 300, но я в них прошел уже, огонь, воду и медные трубы. И после этого прохождения уже решил выкинуть. В прошлый раз я гулял в них по Гуанчжоу. Тогда хотел выкинуть, но потом подумал, ладно, после Гонконга выкину. У нас некоторые друзья катались на этом колесе обозрения, сказали, ценник конский, неинтересно, но вид классный. То есть вечером, если кататься, можно что-то разглядеть, но и без этого колеса обозрения тут точно такой же вид. Под этим зданием мы с вами были. Про банковское уже неоднократно говорил. Вот это здание IFC мы с вами... подождите, я не могу сориентироваться, что я сейчас вам показываю, ё-моё. Еще раз. Да, вот оно, это здание. Очень маленький экранчик, я уже жаловался, и очень близко к лицу. Вот это IFC. В облаках. Мы под ним с вами гуляли, когда я искал самый дорогой телевизор. Видите, сколько мы с вами сегодня уже посетили? Даже перечисление центра уже. Ну да, а та улочка барная где-то вот там. Точнее, не покажу. Или тут пролив. Ну, не было тут пролива. Там... Блин. Слушай, Костя, похоже, тут пирс просто. Но раньше мне помнится, что... Блин. Да, мне показалось, что здесь бассейн вырыт. А тут это, похоже, пирсы. Да. Ну, пойдем хоть на море посмотрим. Давай. Все-таки мы вышли сюда. К морю? Так нам сюда и надо было. А я тебя спрашивал, мы пойдем? Я тебе сказал, да, позже. Ой. Мы сюда целенаправленно шли. Так, ну, этот красивый вид все видели. Слушай, правда, это не бассейн выкопанный, это море. Нифига меня переклинивает. А мне показалось, что где-то вон там. Ладно. Красиво. А теперь давайте посмотрим на Цзиньшацуй. И быстрее, быстрее, быстрее я успею его заснять. Вот там, вдалеке, за синим корабликом, лодочка с алыми парусами. Почему-то паруса опущены, но именно вот так они выглядят, такие вот красные. Ну, а это большая яхта поплыла. И вот это вот Цзиньшацуй. Там находится, так, давайте я снова приближу, покажу, оперный театр. И дальше вдоль набережной идет аллея звезд. Раньше звезды были на земле, теперь они вмурованы вот в такую вот, как это сказать-то, в перила. Там далеко-далеко, видите, светящиеся огоньки. Сейчас я их по центру экрана поставлю. Мы видели те самые небоскребы сегодня утром. Ну, может быть, не конкретно те, но те районы. Это жилые районы на материковой части. Если вам понравится эта прогулка, то
то по материковой части мы с вами точно так же не прогуляемся. Мы ее всю пройдем. Все самые интересные места, которые я знаю. Ну, кроме подъема на дорогущие вот эти вот небоскребики, туда мы не пойдем. У меня есть в одном путеводителе, оно того не стоит. Вот на котором написано: «Спасибо, мама, за то, что ты меня родила». Ну, то есть один раз посмотреть можно, но не более. Че, Кость, пошли дальше? Нам не туда теперь. Мы идем. Там у нас восток. Там где-то... Что там у нас находится? А что на востоке от Гонконга? Ну, ладно, на востоке прям нет. Чуть-чуть севернее идет Тайвань. Еще чуть севернее, если туда посмотреть, идет Япония. А там у нас запад. Именно туда мы сейчас направляемся. Север. Север где-то там. Я точнее не скажу, у меня компаса в голове нет, но Костя может посмотреть. Вот так, да? Вот прямо. Давай, я за тобой встану, еще раз махни рукой. Север там. Ну да, значит, я правильно сориентировался. Пришли мы оттуда. Идем на запад. Ну а на западе у нас, на западе Гонконга у нас Макао. Да, я не шучу. Где-то там Макао. Ну, во-первых, еще куча островов гонконгских. Гонконг — это не только остров Гонконг, на котором мы сейчас находимся, и материковая часть. По площади наибольшая это материковая часть. На втором месте, наверное, остров Гонконг. На третьем остров... Слушай, как называется остров, куда прилетают самолеты? В Гонконге? Да. Остров... ладно. Короче, там большой Будда, и самолеты прилетают. Вот, это 3 наибольших территорий. И много-много мелких островов, есть даже необитаемые. Вот причаливает корабль, который мы с вами только что видели. На таком большом я здесь не плавал. Вообще на таком большом ни разу не плавал. Но это, кстати, маленький, это не круизный лайнер. Круизные лайнеры вот куда-то туда причаливают. И сегодня, когда мы с Костей искали, откуда же начать для вас повествование про Гонконг, нашу прогулку, проплыл огромный круизный лайнер. К сожалению, в кадр не попал. Ну что, вы круизный лайнер не видели? А вот эти вот суденышки — это одна из главных достопримечательностей Гонконга. Можно на остров Гонконг, конечно же, перебраться на автомобиле, автобусе, ну то есть по дороге. Можно на метро, по-моему, 2 или 3 ветки с того берега сюда идут. Но самое классное — это, конечно, вот такой вот паром. Он такой древний. Они немножко обновлены, но все равно. Стоимость около 4 или 5 гонконгских долларов, я не помню. Ну, в общем, за 50 рублей вы получите массу положительных эмоций. Увидите сразу 2 берега. И я думаю, ну, все, кому я рекомендовал прокатиться, и все, кто со мной плавали на этом пароме, я знаю, что правильно ходили. Но некоторым просто вот надо вставить свои 3 буквы. В общем, всем понравилось. Абсолютно всем. Не было ни одного человека, который бы сказал: да лучше бы я на метро проехался. Так, это какой-то аппарат для убора какашек. Что здесь выдают, интересно? Пакетики, наверное? Я не знаю. Где Костя? Вон. Устал слушать мои рассказы сегодня. Вот с этого именно причала отходит на Тсим Шат Суй. А как называется тот остров, который я не смог вспомнить, где аэропорт, мы сейчас узнаем, потому что, по-моему, отсюда ходят туда паромы. Вот здесь всегда музыка. Если не живая, то там бар есть и играет. То есть тут на набережной всегда можно послушать что-то. Что по времени и по километрам? Нет, у меня оповещение. Оповещение. По времени 28-26 километров. Ой, по расстоянию, по времени 8:40. 26 километров, идем 8 часов 40 минут. Да, я тоже это видел.
Наверное, я мало показал вот этого классного вида, но, к сожалению, мы находимся слишком близко к этим зданиям. Чтобы всю эту красоту наблюдать, надо смотреть с другой стороны. Поэтому, ну, сколько уж получилось. Но с обратной стороны нет такой красоты. И нет лайнера с подсветкой. Я не вижу, во всяком случае. Вижу причал, но не вижу круизных лайнеров. Может, он уже уплыл. Костя, у меня начинается паранойя, пожалуйста, далеко не отходи. Я каждый раз, как тебя не вижу, боюсь, что я тебя потерял. Ну, хорошо. То есть, как бы, у меня начинается уже... Ну, ты в курсе. Так что, пожалуйста, следи за мной. Я вот даже не знаю, а истории про эту набережную рассказывать, или я уже все уши прожужжал про одно и то же. Давайте я просто дам ссылочку в описании. Она будет под названием Лантау, тот остров называется. Остров Лантау, где находится аэропорт и Большой Будда. А по-гонконгски называется Муйво. Давайте ссылку на экскурсию по Гонконгу десятилетней давности я в описании размещу. Там, собственно говоря, все то, что я бы хотел сейчас вам рассказать. Поэтому давайте о чем-нибудь другом поговорим. Например, насколько здесь... Ага! Эвана, чё? Почему только там была музыка? Здесь всегда реально было очень много музыкантов. Но кого-то это задрало. И теперь здесь написано, что нельзя... не петь в микрофон, не музыку включать. Иначе не написано, кстати, сколько штраф. Вот на таких вот паромах на соседние острова ходят. Те древние ходят только до материковой части, эти более современные, при том, что на них даются, на некоторых, не на всех, 30 минут Wi-Fi, так что если вы приехали и без симки тут ходите, то 30 минут, это как раз расстояние до ближайших островов на пароме. Костя, ты уже подустал, да? Нормально? Не, я просто вижу по лицу, что как-то ты уже это... Нет, нормально есть. Еще можешь идти. Да. Но разговаривать уже не особо. Хорошо, понял. Ты, если вдруг совсем тяжко будет, ты говори, мы развернемся. Нам до отеля всего лишь километров 10, пока еще. Что со мной будет? Что это такое? А, это апельсины. Мне показалось тоже. Мне показалось, что булочки. Да. Мне тоже. Ну, видимо, у нас с тобой уже эта крыша едет. Крыша. Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Почему мы жили не в Four Seasons отель? Сколько, интересно, там? Давай 5. Давай. 4 сезона кому принадлежит? Я вообще без понятия. Такие вопросы задают. Я просто не знаю, что ответить. Не, просто на самом деле брендов, ну не брендов, гостиниц вроде как много, но большинство из них принадлежит нескольким крупным. Ну, например, Windham, по-моему, есть такой отель. Это Hilton. Что еще Хилтону принадлежит? Ой, я сейчас вспоминать не буду. Чё? Все равно я на экране ничего не увижу. У тебя защита от подглядывания. Так, у меня две... Я знаю, я посмотрю. Я просто смотрю. Аж подавился уже. Есть за 4000 юаней. 4000 юаней. За 8, есть за 13 тысяч юаней. Ну, за 13 одна спальная, в смысле? Да. Писец. 2 кровати. Можно 5 человек заселить. 12400. 13 тысяч юаней в сутки. Это 140 тысяч рублей. 150. Так
в среднем 4-5 тысяч кем. Ну ладно, лоховские от 50 тысяч. Добро пожаловать в 4 сезона в Гонконге. А мы там живем за несчастные 600 гонконгских долларов. При том, что у Кости даже ванна есть. Да, мне повезло. Это я не к тому, что это тебе повезло, а к тому, что Костя сегодня предлагал поменяться. Я говорю, да зачем? Я все равно в ванне лежать не Я буду. знал, что ты откажешься. Поэтому предлагал. Неужто тут пивнушка до сих пор есть? Ну, судя по людям с пивом сидящим, да. 10 лет. Это- Да, вот здесь вот спокойно. Это специальное место для того, чтобы можно было с пивасиком посидеть. Опять русский. Ну, в смысле русскоговорящие. На бурятов больше похожи. Нет, американцы есть. Да нет, я про русскую речь. Они по-русски говорят. Да, вот она, пивнуха. По-моему, от 40 гонконгских долларов начиналась. Так, где стоимость там? Сейчас от 48. Давайте я приближу ценник, чтобы вы могли сами разглядеть. 50, 60. 2 литра можно купить за 180, 190, ну, грубо говоря, 200 гонконгских долларов, 2000 рублей за 2 литра пива. Но здесь я многих угощал. Они говорили, ладно, не так. Я многим показывал это место. Угощал я очень немногих. Меня, наоборот, угощали после того, как я все это показывал. Они говорили, что очень хорошее, качественное, свежее пиво. При том, что были среди них люди, которые прям гурманы пивные. Сказали, да, рулит это место. А куда Костя пошел? Уже с кем-то знакомиться? Костя, бляха-муха. Может, в магазин зашел? Я сказал, следи за мной. Ладно, я думаю, он дальше прошел. Вон он, ёпарасоте. Ну да, а тем, кому жалко 50, 500 рублей за кружку пива, они со своим, что они там принесли? Хольстон, по-моему, Хольстоном ходят. Дальше? Ну, наверное, я не знаю. Что же сказать про дальнейший наш путь? Вопрос. Жалко, зрители сейчас не могут сказать. Мы можем пойти туда, это будет очень долго, ночью, по кладбищу, вдоль, и придем мы куда-то в конец острова, на пляж. Пошли. Либо мы можем все-таки сесть на паром, переплыть на материковую часть и попендюрить куда-то туда, где много интересного, тусняк, но оттуда мы максимум вернемся, если в час сядем. И чё? Даже не знаю, я так расписал, там интересно, много людей, все светится, там темнота, никого нет. Это тот путь, где нет людей, Да? где темнота и кладбище. Серьезно? Правда? Ну, а что нет? Ладно, Нет. идем туда. Нет, Это да, мое мнение. да, хорошо, я на самом деле почему с тобой согласен, потому что если зрителям уже зашло вот это и зайдет то, что будет дальше, дальше прям может быть трешак. А что, пойдем трушак, это уже интересно. Но там нет этих трущоб. Если людям это зайдет, то мы и то пройдем, конечно же, но попозже. В общем, пишите в комментариях, что бы вы выбрали сегодня. Мы выбрали тот темный путь. Я скажу, почему я выбрал. Почему? Лично для себя, потому что я на той стороне я гулял много. Ага. Больше, чем здесь. А туда дальше я не ходил. Поэтому... Ни разу. Нет. Хорошо. Мне нравится твой ответ. Это во-первых, но знаешь, в чем прикол? Вот здесь я много раз ходил и знаю, что здесь вдоль набережной. А вот там по тем улицам я ни разу не ходил. Ну пойдем туда. Надо нам как-то туда пройти, но все равно мы направляемся в ту сторону.
Я пытаюсь вспомнить имя человека, который мне впервые экскурсию по Гонконгу провел. Он работал в Майсаге, что-то меня переклинило, я не могу вспомнить. Он потом через год уехал в Россию, я с ним еще пару раз пересекался, и все. Больше мы не общаемся, но я не могу имя вспомнить. В общем, он возил меня впервые, когда я был в Гонконге, на тот пляж, именно на него мы направляемся, потому что, хочу отдать должное, он выбрал неплохой маршрут, он показал и Пик Виктория, ну, собственно говоря, попсовое место, куда все ездят, и тот пляж, Ripples Bay, по-моему. Что-то? Да, то есть то, что обязательно. Что он мне еще показал? Ну, вот эту пивнуху не он показал. Я не помню, как я эту пивнуху нашел. И паромы он тоже. Ну, то есть это человек, который впервые меня проводил в Гонконг и устроил небольшую экскурсию. Спасибо. Ладно, я все равно вспомню, чтобы отдать должное, поблагодарить человека. Но сейчас нам надо как-то перейти туда. Попробуем. Здесь потому что дальше очень тихо и запретили, хотел сказать, запретили рыбачить, не только запретили петь, но и рыбачить, и тут же рыбак сидит. Раньше очень много рыбаков, особенно по утрам было. Что, ты хочешь сфотать туалет? Нет, это такси. Кстати, вот на одном из этих зданий находится вертолетная площадка. Которая стоит, точнее, перелет стоит, а сколько? У его кучу бабла, я не знаю. Несколько тысяч. Насладимся фо-сезоном AFC, Хансенгбанком и вот этой башней. Я не знаю, на ней не написано, что это такое, а я в интернете не смотрел. Тут куда ни плюнь, это какой-нибудь крутой банк. Ну сходи. Но у нас есть маленькая проблема. Дальше, возможно, с магазинами будет сложность, а я опять хочу пить. Я сегодня, наверное, иду на рекорд по количеству выпитой жидкости без посещения туалета. Интересно, есть такой рекорд Гиннесса? Время 9 часов 8 минут. Я не помню, во сколько мы начали. В 12 с небольшим. Но, в общем, около 9 часов мы уже в пути. И это не предел. Наш рекорд 73 километра. Сейчас у Кости узнаем, сколько мы идем. А дальше запасайтесь попкорнами, чипсами, пивами, чем там, чаем. Ну, в общем, кто что любит. И вы будете наблюдать наше трэш-прохождение темных переулочков. А еще там горы. А еще там снова нет тропинок вдоль дороги. То есть по дороге надо будет пиндюрить. Это я Косте еще не говорил. Ой, капец на. Ну и говорить не буду, он уже выбрал. На самом деле. Ты уверен, что там не будет магазинов? Я думаю, будет. Нет, не будет. Поэтому мы сейчас вот туда как-то перейдем, найдем еще магазинчик, чем-нибудь. Ну, я хочу попить. Да не что. Я просто думаю, что там еще много застроек будет. Ну, надеюсь. Но сходим туда, исполним. Набережную мы немножко показали. Тут больше на набережной не интересно. Помню, здесь какой-то, по-моему, таможня. Вообще идеально. Я один раз попал в такую идеальную ситуацию и проходил там. Там находится самый большой порт, по-моему, Гонконга, или один из самых больших в мире, или что-то такое. И там же рыбацкая деревня была. Не рыбацкая деревня, а рыбацкий. В общем, где рыбаки небольшие привозят свою рыбу. Я присутствовал рано утром во время разгрузки. Боюсь, до утра еще очень далеко, и мы не сможем поприсутствовать во время разгрузки. Но было бы классно. Меня уже глючит. У нас же Космо называется, да? Так. Отель. Да. Вижу вот там надпись Коска и думаю, о, к отелю подошли. Реально иногда переклинивает. My Fun Street. Получается, завтра только поедим. Получается. Так что надо хоть Марс взять, сникерс. Да. Ну, я-то съел сегодня, смотри, целый сникерс,
целую одну колбасятину и выпил несколько бутылок Ну, напитков. вот когда вот такие дальние прогулки, как-то на видосе. Да. Кстати, мы с тобой уже обсуждали, когда ели какие-то энергетические батончики или что-то такое. Давай Когда вот туда посмотрим. Дома на диване как-то все хочется есть, кушать. А тут, видимо, у организма такой стресс, что он просто понимает, что если поест, то ему будет плохо. Кажется, там таможенная какая-то хрень, если не ошибаюсь. Гонконг на самом деле, 8 миллионов, представляете, 8 миллионов, почти как в Москве. Но он настолько разнообразный. То есть в Москве вы не найдете необитаемый остров или остров рыбаков, где одни рыбаки живут, или Ноевый ковчег, что тут. Вот там, не вспомню, как называется остров, где Ноевый ковчег, есть такие деревушки, прям реально деревушки. Прям идешь, и такое ощущение, что ты не в Гонконге. Это абсолютно другой Гонконг. И видеоролик «Другой Гонконг» тоже есть на канале. Рыбачат с фонариками. Я раньше очень любил подходить, сейчас тоже иногда делаю, и спрашивать, типа, почем? Да. Че рыбку наловил? Сколько? Нам как-то налево бы. Вот, есть пешеходный переход, отлично. Нам бы как бы налево бы. Так, давайте еще раз. Вот это SkyStop, по-моему, называется здание. Это тоже здание международного финансового центра. И почти под ним, или где-то рядом с ним, располагается въезд в подводный тоннель. То есть там автомобили и автобусы заезжают, где-то проезжают, и скоро будет выезд. Возможно, мы увидим этот тоннель, может быть, нет, но в интернете видел видео, как они этот тоннель строили. Вообще, как в Гонконге строят вот эти вот самые длинные мосты, подводные тоннели. Это очень интересно. Можете просто поискать мегастройки или что-нибудь такое. В таких проектах обязательно есть. Куда здесь направо смотреть, да? Лифт не работает. Все, я разочарован Гонконгом. А еще здесь есть полицейские катера. Очень интересно. Катера. А еще есть катера не просто на подводных этих крыльях, а прям вот у нас ракетами назывались быстро, в каких там 60-е, 70-е годы у нас в Красноярске тоже были такие. По сравнению с катерами, которые здесь летают, то были такие тихоходные, здесь прям очень быстрые. Плывешь на пароме, а тебя этот катер, и от него такая волна расходится. Да, я думаю, туда. Потому что там еще трамвайчики ходят. Здесь еще метро есть. Собственно говоря, метро есть почти до того места, куда мы идем, но все-таки сейчас там станет погрустнее немножко. Опять Ван Station. Как тут Ван любят? Ван очень любят. Иероглиф Ван. Я не видел, может быть, он другой. Может. Это что такое? Это туристическое агентство, представляете? Можно оплатить октопусом. Ну-ка, я хочу посмотреть Макао. Это симки. Да. Это не... Понятно. Ладно, ну-ка вот. Подожди секунду, я смотрю, что тут такое есть. Да, я так понимаю, это тарифы для сим-карт. Мы можем туда не заходить, мы можем вот здесь спуститься. А может магазин? Давай, зайдем, проветримся.
А что-то тут не прохладно. А, вот пошло прохлады. Время 10 час, все закрылось, все ресторанчики тут, магазинчики, работники, сотрудники уходят, видимо, домой. Тут нет, тут скорее всего нет, здесь только вендинговые вон автоматы. Что это? О, смотри, здесь можно наклеить защитную пленку в автомате. Запихиваешь туда телефон, нажимаешь кнопочку и приклеивают. Вон, сейчас идет 4-й шаг. Что, отдирают старую пленку, да, понятно. Здесь пауэрбэнки дают, и магазинчиков здесь нет. И вообще, похоже, скоро закроется это заведение. Пошли вниз. Потому что если был бы 7-Eleven, столько бы автоматов с газировкой, ну, в смысле, с напитками, едой не стояло бы в одном месте. Ты что там, уже ищешь магазины? Испугался, что правда не будет? Да не, еще чем-нибудь встретим. Ну нам туда, куда-то. Нет, не туда, поверь. А мы куда идем? В магазин? Мы идем туда. Так. Мы идем оттуда туда. Ну ты мне правда не веришь? Пойдем. А, подожди, не пойдем. А ты серьезно не гони, да? Я понял, да. Побежали. Видишь, местные бегут, мы тоже. А все бегут, бегут, бегут. Ты на той стороне не значит, Где в той? В той стороне пирс. вот там. Не пойдем. Пойдем вот здесь рядом прям. Не пойдем. Там что ли больше нет? Все, мой прогноз сбылся. А, есть, но они... Но пойдем по соседней улице, если чуть-чуть там. Смотри, вот, по карте, глянь. Ближайший вот. А другие в той стороне. Пойдем там. А я не понимаю, что ты назад не хотел, там он прям вот прям здесь. Не хочу. Хочешь? Дорогу переходить заново. Просто зачем нам возвращаться назад ради 7-Eleven, если нам все равно по пути есть? Полюбуемся небоскребиками. Только что мы были вот в этом Infinitus Plaza. Так, можно перейти. Здесь нет пешеходного перехода. Вот он. Там как бы он в ту сторону. Вот здесь я не вижу. А, вот. Человечка. Человечка. Я вижу длинную собаку. Born to be long. Что у нас там по километрам сегодня уже? 30. Ну, почти третью часть сделали от плана. У нас нет плана. У нас нет плана, у нас нет цели, у нас есть только путь. Третий-то у нас от, Проходим Гонконг. От Шэньчжэня третий. от потенциального до движения. Я сейчас не среагировал специально. Так, смотри, даже уже вот эти вот забегаловки все закрылись.
Люди ложатся спать. И народу все меньше и меньше. Только на... Пустой город. Да. Просто налево и прям по правой стороне будет. Ты с собой фонарик взял? Нет, А пугалку собак? нет, там собаки есть. В Гонконге есть все. Там и медведи есть, наверное. И медведь обязательно. Я знаю точно, что есть, так это триада какая-нибудь. Триада. Вот. Нам главное... О, кстати, где-то тут недалеко я заснял, как мужик выпрыгнул из такси и не стал оплачивать. За ним таксист такой вдогонку. Это было как раз где-то здесь. Я видел. А, нет, это я не у тебя видел. Я видел, короче, ролик, я не помню, где я видел. Там две иностранки. Они, короче, не заплатили. Мгм. И он там их Козлячьи морды. Нет, он не ругал, он реально бежал. Фу, очередной 7-Eleven. Почему не заходим в другие магазины? Ну, я в один заглянул, там вообще ничего на то, что я хочу, не было. Взял колу, она мне не понравилась. Ну что, нам однозначно надо хотя бы по сникерсу. Ну, я сникерс, ты что хочешь. Бакарди. Так, я хочу напиток. Чаще всего это где-нибудь возле энергетиков. Тебе что здесь брать? Один сникерс. Я не могу опять найти то, что хочу. А, все, нашел. Опять не мой любимый вкус. Вообще любимый вкус нашел только в одном магазине. Ой. Ноги уже не сгибаются. А, это мало того. Он с чем? Что тебе? С оотсом. Ну, пойдет, если другого нет. Так, видишь, что я Это, да, самый популярный в Британии бренд, а не то, что я хочу, но что-то нету. Ладно. Нашел обычный. Я не знаю, какой обычно, они здесь какие-то все разные. Какой ты ешь? А где сникерсы? Вот. Тут нет обычного. Прикиньте, нет обычного сникерса. Коричневый. Какой тебе брать? Ну давай я и тот, и другой попробую. Давай, попробуй. И скажу, какой менее вкусный. Сколько уже пробовал, обычно классика самая вкусная. Я мешаю людям. Так, есть сырок? Плавленый. Дружба. Я не знаю, есть ли джанков? Нет, блин, я еще и бургер хочу. Дайте. Ну, иначе я просто с голоду сегодня умру. Терияки мне нужно. Так, сальмонелла мне не нужна. Чизн пик. Чикен котлета. Терияки чикен and egg мне не понравилось. А просто терияки чикен нет, что ли, больше? Egg. Нет, такого. Терияки чикен есть. Вот она. А вот что-то интересное. Вот мой любимый терияки чикен сэндвич. А ты какой увидел? Тюна фиш тоже очень хорош раньше был, пока я один раз просроченный не купил. С тех пор что-то не хочу. Все, А здесь, это, по-моему, самообслуживание. может быть. Да, а что на кассе тогда все стоят? Не, Нет, не работает. что-то не то. Подожди, нет. О, Всё точно. работает. Ну давай попробуем. Где тут этот код? Так ты вот сюда складывай, готовые, чтобы нас камера наблюдения не заподозрила, что мы что-нибудь украли. Напиток какой-нибудь брал? Сейчас. Что у нас тут уже? Ёптель-моптель. Уже $65. Вот за это. А что, кстати, реально что-то Пикай. там стоят?
Я не знаю, что они все стоят. Всё, да? Я оплачу, да. Сколько? $73. Пакет не нужен. Мне не нужно. Нужно или не нужно? Пакет не нужен. Октопус. Так, все. Забираем. Так, это как все нести-то? Так, у тебя не во что ни в чем нести? Блин. Покажу, что мы заплатили. Да я думаю, не надо. Тут камера же и охранник сидит, скорее всего. Давайте быстро сразу, я просто не тоже первый раз Так, увидел. запихай мне, пожалуйста, помоги сникерсы вот в правый канал. Ну, сбоку у меня там есть такие, видишь? Все вываливается из рук. Что там тебе не нужно в левый канал? Чек, ну, без разницы, куда-нибудь закинь. А я не помню. Все, это мне куда? Вот куда мне это? Я не знаю, в карман. Давай мне эту. Подержи секундочку, да, вот так. А мне приятного аппетита и вкусного чавканья вам в кадре. Руки у меня, конечно, жутко грязные, и сейчас бы я не стал брать руками сэндвич, но у меня другого выхода нет. Могу поплевать и об грязные штаны обтереть. Полная антисанитария. Можете пожелать мне удачи, не травиться. Опа! Это терияки чикен. Терияки — это японский соус, сладковатый, сделанный вроде на основе соуса, соевого соуса. Какая вкуснятина! Костя, ты не то ешь. Не, грязными руками не могу дать. Хочешь отсюда вот вкуси? По-прежнему офигенно, особенно с голодухи. Мне тоже нравится. В Шэньчжэне не то. В Гонконге надо есть. Ну вот, в следующий раз поедем. Завтра вот. Ну, это реально соотношение цена-качество. Ну, в общем, нормально. Все. Все забегаловки закрываются, моются. Круглосуточно здесь только туалеты и типа 7-Eleven. И то не все. Реально очень вкусно. Хочешь второй? Нет, уже. Если ты не сытый, я могу съесть. Да блин, я голодный. Не, я не сытый, ешь. В смысле, я сытый, ешь. Спасибо. Пожалуйста. Если он невкусный, я Выплюнь и отдай мне. доесть там. Нам дальше. Ну как? Не хочется выплюнуть? Вкусно. Угу. Что, я думал, разогреть надо? А-а. Так можно есть. Он холодный, нормальный. Фишка сэндвича — это тебе не эти, не бургеры. Можно есть холодными. Вкусно. Аж плохо. Давай 5 секунд посидим. Мы же сможем потом встать, да? Да? Я нашел замечательное, уютное место. Я думал, это мусорка, а это курителька. То есть только для сигарет. Ну ладно, потом где-нибудь найдем. Но все-таки я не буду там в темноте сидеть, а то нападет какой-нибудь страшный монстр. Ой! Ой. Костя падает и роняет мои эти, как там, зонтики. Я сейчас, оно мне здесь... я сейчас выпью и заберу у тебя. Ой. Чувствуешь частичное удовлетворение от нашей прогулки? А надо полное.
все ролл-шторы, или как их назвать, на магазинах. Да ладно, что объяснять, сейчас покажу. Видите, магазинчики закрыты и стекла закрыли этими роллами. Все граффити разрисованы. Я вообще хоть правильно показываю? Ну да, вот автомобиль, а за ним... Мне эта гадость начинает все больше и больше нравиться. Может, это тоже вредно? Кто знает, кто изучал. А то я тут попробовал как-то энергетические батончики спортивные. Мне зрители как написали, что это гадость несусветная, которую есть нельзя. Я прям весь расстроился на секунду, а потом плюнул. Ну и чтобы не останавливаться в ближайшее время, попробую сникерс. Это мой сникерс? Я что, такой брал? А, да, вот, точно, тут есть орешки. Угу. Ладно, пробуем. Че его мусолить? Так, вот такой вот сникерс. Влад звали того человека, который работал в MySaga, который пригласил меня на производство и который устраивал в Гонконге экскурсию. И человек, почему я вспомнил, он говорил, что сникерсы в Гонконге на порядок вкуснее, чем сникерсы в Китае. Сникерсы в Китае, ну, типа там что-то из каких-то плохих продуктов. Ну, он так говорил. Я уже не помню, дегустировал я, взяв 2 сникерса или нет. Нет, неважно, мне нравятся и китайские. Прикольно. Я привык ко вкусу оригинального сникерса, а этот отличается. Это сникерс, хэштег. Да, я угораю тут. Главный недостаток этого сникерса, он не лежал в холодильнике и весь растаял вместе. Ты хочешь на улочку посмотреть? Мусорок здесь нет. Здесь рыбы нет. Да вот, смотри, где мусорка. Видишь, что тут пили? Корейскую водку. Корейскую Соджу, ну. Я хочу еще 5 секунд посидеть, иначе не провалится еда, плохо зайдет. А тебе хочется мусор выкинуть? Ладно, пойдем. Пошли. Костя соскучился по ходьбе. Говорит, надо идти. Я знаешь, я не любитель посидеть где-то на скамеечке, там попить, что-то поесть. А я любитель. Давай мусор. Да ладно. Давай назад мой зонтик. Спасибо. Так. Проверяем, не забыли ли ничего. Там Вроде ничего. Это не наше, да. Там Это кто-то трусы забыл. Идем дальше. Искать мусорку. Мы правильно идем? Да. Мне сникерс понравился для разнообразия. Такие иногда можно брать. Есть вот мусорка с другой стороны. Но все-таки на постоянку лучше классический вкус. Мы жили в квартире, там был точно такой же подъезд. А, давайте, ссылка в описании. Сколько же я уже сегодня ссылок надавал. И вряд ли, конечно, кто-нибудь перейдет, но вдруг кто-то так заинтересуется, что перейдет и посмотрит. И второй сникерс. Что такое ОАЦ? Пшеница? Типа да. Попробуем. Нам куда-то
О, какое красивое здание. Это, наверное, старая пожарная часть. Почему-то мне так показалось. Нам можно вон туда идти. А куда? Нам в ту сторону все время. Прямо, да? Зашибись. Тут их, оказывается, две маленьких. С пола есть я тут, конечно же, не буду. А второй маленький съем. Что как, вкусно? Да я еще даже до рта не донес, когда ты спросил. А сейчас? Там совсем нет орешков. Вместо орешек, не знаю, не понравилось. Честно, больше на Марс похоже. Да, Угу. фигня. Фигня. Эту даже для разнообразия не буду брать. Тут вечерняя мойка. А тут распродажа фруктов, наверное. Или, возможно, заказы. А нет, распродажа. Под заказами я имел в виду... Что там? Рано. Да, рано все закрывается. 9:30 все закрывается. Под заказами я имел в виду, можно заказать, чтобы тебе к вечеру собрали определенную корзину, потом прийти забрать. Ну, это для постоянных клиентов такое делают. Во всем мире, наверное. Я уже иду на раскоряку. Какое все-таки разнообразие сегодня у нас. И по лесу погуляли, и среди толп попротискивались, и вот такие вот абсолютно пустые улочки увидели. Но это еще далеко не все. Тут надо как в этих. Да везде. Смогут ли герои дойти до конца? Или судьба не позволит им это сделать? Конец? Ну, отель. Я так думаю, что если мы не зайдем, то мы вообще никуда не дойдем. На этом закончится. Да. Но если зрители это смотрят, значит мы куда-то дошли. Если мы не дойдем, то вылетим. Да. Все, уже это. Нет. Такой черный район не зайдет. Какой? Черный? Здесь черных нет. Черные районы на материковой части. Там реально страшненькие райончики есть. А тут сейчас... Нет, здесь есть, но мы уже все такое самое трэшовое прошли. Там, говорят, под какими-то мостами даже в Вуду сидят африканцы. Или откуда они там, с Ямайки. И иголки тыкают. Это было бы интересно. Мне даже точку показывали, я туда пришел, ничего такого не нашел. Ничего страшного. Вот это для меня страшно. Вот это? Они настолько крепкие, что, в принципе, хоть сейчас забирайся наверх. Угу. Дракон. Ути-пуси.
Нам, наверное, уже куда-то левее надо идти. Вот, смотрите, как изуродовали стены по ночам местные художники. Ну, собственно говоря, да. Тут мы прямо уже никуда и не пройдем. Улицы пустеют. Автобусы тоже почти пустые ходят. Прям в том автобусе 3 человека, и здесь парочка. Старбаксы, судя по всему, уже закрыты. Так, направо смотрим. Нет, здесь налево. Да, куда-то туда. Что там? Альтернатив... Что такое роуты? Разруливатель, блин. Вот та дорога. Да, Кеннеди Таун, Пок Фулам, все там. Это же тортик, да? Шоколадный. Похож на мясо какое-то. Похож, но мне кажется, все-таки это тортик. Сникерсы меня не утолкали. Если сэндвич мне понравился, но его было маловато. То есть... Сейчас сэндвич ставь. Да ладно. Костя, а как ты знал, что здесь 7-Eleven и я захочу сэндвич еще? Да не будем. Если хочешь, можешь зайти тебе что-нибудь купить. Я решил, что не буду. Так, тут я уже не в курсе, куда даже смотреть. Что-то не понимаю. Давайте посмотрим наверх. На высотный Гонконг. Потому что сейчас мы будем перемещаться из вот этой вот высокой застройки. Нет, на какое-то время мы еще, конечно, будем идти мимо этих небоскребов. Немножко в другой Гонконг. Это офисное здание. Симпатичное. Всего лишь добавили какую-то вот такую полоску и сразу выделяется из других вот этих. Pacific бар. Бутилированное пиво. 32 гонконгских доллара. Прикиньте, здесь в баре бутылка пива 32, а там просто на набережной в пластиковый стаканчик, да, вы, возможно, не заметили, но там наливают в пластиковые стаканчики 50 юаней. Костя, а поделись жвачкой. Че, выложил, да? Угу, молодец. Мне нравится, как ты заботишься о других и не перегораживаешь всю дорогу. Спасибо. Это ты купил. Ну, за то, что ты мне ее дал, ты купил. Я обратил внимание, что все больше и больше вот таких магазинчиков Welcome. Раньше они были, но их было намного меньше. А сейчас мало того, что их много, они популярны. Видите, народ ходит. Можно зайти еще цены сравнить. Но у нас сегодня путь. Что интересно, я не один раз гулял вот по этой части, но каждый раз глубокой ночью. И для меня вот этот район всегда такой пустой. Возможно, днем здесь
Очень людно, интересно. Но вечером и ночью вот так. Сколько мы в пути? Сколько километров? 30 километров 500 метров? Тебе точно правильно работает? Я помню, ты уже 30 говорил, или 30 шагов Там было. было 29 200. То есть мы еще километра не прошли с того времени. наверное, Когда... шли, да. На самом деле меня интересовало время больше. Сейчас. И в пути. 9 часов 31 минута. 9 часов 31 минута. Мгм. Мы просто останавливаемся часто, поэтому Мгм. медленно идем. Обленились. То на лавочке сидим, сникерсы жуем. Китайская тема. Кстати, я продолжаю помаленьку изучать китайские религии. И знаешь, что понял? Вот то, что я раньше называл китайскими традиционными верованиями, ну вот это вот предки, все такое, это частично даосизм, но не полностью. Ну, как бы такая тема. Ты про даосизм в курсе? Да. Дао, как переводится с китайского? Ой, Путь, дорога. Задумался. да. Путь, дорога, да. Так вот, даосизм – это типа философия пути. Вот у нас, мы сегодня даосизмом занимаемся. Ну да, по-китайски, например, да, это дорога, а дадао – это проспект, большая дорога. Да, это большая. Да. Один из первых иероглифов, который я выучил, это большой «да». Мне нравится иногда, вот если уж опять граффити я заметил, мне нравится граффити, иногда прям очень красиво. Или граффити, по-моему, в русском языке и так правильно считается. Так же, как кофе, он и она. Наш, да. Красный не наш. Нифига тебя уже переклинивает, не наш. А почему он так стоит тогда? Ну, потому что зеленый им, соответственно, они сюда поедут. Поэтому не наш. Оба, она, вот эта улочка, я хочу на нее. Давайте-ка все-таки посмотрим на карту и решим, стоит ли нам идти вот туда, если можно по супер крутой улочке подняться. Нет, рановато. Еще рановато. Нужно еще пройти. Идем? Вот мы где-то тут. Да, идем. Вот зеленый горит. Станция метро слева, но прям крутой подъем, конечно. Ладно, у нас еще будут крутые подъемы. Ну, много мы прошли. Вот я сейчас смотрю на карту. Прям, Костя, я тебя поздравляю. План минимум мы выполнили. Вот то, что я хотел показать. Вот, даже вот такое граффити, и то лучше, чем та белиберда, которую зарисовали. Нам еще назад идти бывает. Мы назад пойдем другим путем. Но все равно идти же. Ну и что? По сути, то же самое. Мы пойдем... Ну нет, извини меня, идти по разным местам это не то же самое, это по-разному По идти. расстоянию. Нет, мы сократим. Мы с тобой пойдем через гору. Мы-то как бы сократим по километру уже, но по времени это будет, если не, даже может быть даже чуть дольше. Нет, там не будет ни одного магазина по пути, соответственно, мы не будем никуда заходить. Зато мы в гору пойдем, а это уже... А потом с горы кубарем. Ты начинаешь пессимистично мыслить. Да. Да. Хотел тоже обратить внимание, но, может быть, это не так заметно здесь, но в Китае очень заметно. Заметили Circle K вот этот вот?
И вон там дальше еще один Circle K. Так вот, в Гонконге это не очень прослеживается. В Гуанчжоу есть районы, полностью захваченные 7-Eleven'ами. В другой переходишь район, там все захвачено Family Mart'ами. В третий переходишь, там помидорка, как она называется? Забыл. Ну, там логотип такой, помидорка. Очень редко есть районы, где эти все три сети представлены одновременно. Угу. Ну, собственно, я думаю, в других городах точно так же. Например, у нас в Красноярске, в нашем жилом районе, в Покровке, почти все захватил Командор. Поэтому Красного Яра или что там еще, таких не найти. Но зато Командор, для того, чтобы не зашел противник, на каждом углу так свои супермаркеты понаставил. Iceland Pacific Hotel. Идем. О, слышишь? Громко ездящие машины уже выезжают помаленьку. Я ничего не слышал. А, Кроме этой. трещалки. Да. Угу. Уверен, что мы не в черном районе? Это не черный район, это всего лишь две, я не знаю, кто они, из Индии, наверное, Пакистана. Я имею в виду, что там, как знаешь, Гуанчжоу, черный район. Я там знаю. и мусульмане и Недавно был там. да, индусы. Там, Я ж тебе его показывал как раз. То есть как бы там все есть. Кто Да. кожа чуть темнее Угу. белого. Знаешь, как называется, кстати, станция метро? Та. Нет. Сяо Бэй. Сяобэй. Да. Легко запомнить. Мы там даже снимали чего. Может быть, да, мы там проходили как раз. Вот, смотрите, как здесь стены разрисовали. Ну это ж миленько. Ладно. Кстати, привет Владивостоку. Как там у вас стены разрисовали? Я просто в восторге был, когда по нему гулял. Но Владивосток я не проходил. Вообще в России я такие проекты не замучивал. Сделал парочку прогулок, не прохождения прогулок. Козульку, да, Красноярск. Но, конечно же, интерес намного меньше, чем Китаю. Потому что, как некоторые говорят, чё мы твою козульку не видели? А Гонконга многие не видели. Или видели только на картинках. Костя, нам туда обязательно надо зайти. Обязательно. Это просто must-have теперь район, который буду показывать всем. Конечно. Да посмотри, что на стенах делается. Ты вот в Китае такое видел? Чтобы на жутком здании была нарисована такая красота. А здание реально, ну, трущиками можно назвать. А тут прям настоящий художник поработал. Но это еще не все, мы идем дальше. В Красноярске на многих зданиях нарисованы известные люди Красноярского края. Слева, похоже, японский ресторанчик. Ну, а я вот сюда вот шел. Ну, это же реально прикольно. Костя, я посмотрел, что хотел. Идем дальше или здесь пойдем? Нам можно тут перейти. За мной? Ну, тогда пошли на ту улочку. Мне там как бы нормально. Получше. Я просто думал, что-то еще будет. Не, здесь вот я эти картины увидел. Мне захотелось их посмотреть поближе и показать. Не знаю, что это такое. О, а тут прям целое, смотрите, это какой-то мультик, наверное. Что это? Гонконг. Офигеть, классно выглядит. Да.
Смотрите, это, похоже, ворона превратилась в девочку, а та волшебница ее, наверное, расколдовала. За ней вылетели еще ее друзья-вороны из вон той клетки. Я не знаю, по какой это сказке, но судя по крыше в китайском стиле, это что-то китайское, наверное. Но почему-то девочка, ну и женщина больше на европейку похожа. Ну и какая разница, это же International City. А, ну да, мы же в Гонконге, я забыл. Внимание, не раскидывайте мусор, а то ваши грызуны сгрызут вам голову. Это написано возле... А, ну здесь, похоже, мусор как раз вставляют. Костя, я еще нашел картины. Пойдем посмотрим. Ты же хотел что-нибудь темное и страшное? Да. Только тебе, пожалуйста, просьба. Открой вот здесь вот, которая... Так, подожди, большая, вот такая вот открывающаяся. Открой и найди там маленький осветитель. На дне лежит. Нашел? Я не вижу. Да, вот этот. Только вот эту отфигач, эту. Все, спасибо. Фонарик, да? Да, давайте посмотрим. А то боюсь, что без такого осветителя мы бы ничего не увидели. Костя еще один запустил. Реально, тут какие-то жуткие трущики разрисованные. Тут еще и обрыв. Что нам стоит? Пойдем поплывем. А, это храм. Видишь? Там вода, пойдем по воде. Там вода, не, при том, что она воняет канализацией. Я думаю, это не очень приятно там будет. Конечно. Просто хотел вот это посмотреть. И фонарик показать. Холодный свет, теплый и нейтральный есть. И 3 яркостей. Или положить обратно. Не надо, я в карман кину. Еще пригодится где-нибудь. Так, к октопусу лучше кидать не буду. Куда бы мне его... А, вот тут у меня еще один кармашек есть. Чувак сидит, я... Так это, похоже, пункт выдачи посылок или что-то такое. Ночные приключения начинаются. Нам опять красный? Ну, пойдем тогда уже туда. Все, улицы практически пустые. Собачка не знает, с какой стороны обойти этот столб. Костя хотел трущики. Вон они есть для вас. И слева тоже. А, ну это на ту улочку выходит разрисованную, куда я решил не идти. Дальше. Пойдем направо и вверх. Хоть тут тоже нам красный. А, вот сюда, сейчас. Не, мы вон туда пойдем, там мне здание понравилось. О! Давай. Чё, движок не тянет, да? Слабак. Слышь, как гудит. Нифига двигатель не тянет. Еще, наверное, и жрет кучу. Смотрите номер.
Микон. На макушке здания какой-то шар. Пойдем? Пока мажорики не носятся тут. Улица называется Вестерн. Мальчик так смеется, что сейчас у него щечки лопнут. Я хотел вот это посмотреть поближе. Ты только его хотел или... Да, его и дальше. Идем туда. Сейчас поедете? Все. Идем. Я все-таки зашел бы в подъезд какой-то, они все закрыты. Фёст-стрит. Вон открыт. Смотри, дедуля вон выползает. Вон дедуля выползает, и у него открыт подъезд. Как раз в ужасном домике. А, был открыт, уже закрыт. Да, открывает. Ладно, пойдем. Чтоб никто не зашел. Я видел там один открытый, и все, остальные сюда закрыты. Везде тут или домофоны, или что это? Угу. Код, замок кодовый. Классная улочка. Нам наверх сначала, потом перейти дорогу, потом вниз. Ох, начинается. Так, направо. Магазин штор или платье шьют. О, вот пример, как автобус медленно поднимается в гору с разворотом. Не хочешь, чтоб на голову капнуло? А кто хочет? Костя все заглядывает. Ресторанчик. Ну, судя по картинкам, какой-то китайский. Куда вперед? Нам вверх. Это пошли чисто спальные районы, никаких офисов. Нет, конечно, где-нибудь и офисы есть. И периодически можно встретить школы, садики. Но в основном обычная жизнь. Что, сейчас с Костей дойдем до пляжа, там переночуем. И завтра с утра посмотрим, как обычная жизнь начинается. Конечно же, есть Тибусь. Там как раз помоемся. Конечно. Так там есть эти на пляже душевые. Да? Покупаемся, помоемся. И вот, мы вам показываем еще одну сторону Гонконга. Гонконг спит. При том, что засыпает очень рано. В жилых районах пусто уже в 10 часов вечера.
В Гонконге такое же время, как и в Китае, как и по всему Китаю. Это я. Так, здесь пойдем или там? Здесь пошли? Тут как раз. Да. Ловинг, лернинг, Странно. лядинг. Лицо как будто вывихнул. Это ты, наверное, мой зонтик, когда нес, сильно махнул. Прям это, вывихнул прям нормально, так побаливает. Блин. Странно. Твой брат себе палец повредил, манекен его побил. Ты плечо вывихнул, когда нес Он мой. с манекеном дрался, а я... Да, он дрался с манекеном, а ты нес мой зонтик. Можно туда подняться, очень миленько, но я боюсь, что нам туда не надо. Какой здесь райончик плохой? Жить можно, да? Ну вот, чистенько. Все закрылось, а вот из Сакура Хаус, наверное, пахнет чем-то вкусненьким. Перед нами что-то интересное. Я так понимаю, это просто ресепшн жилого дома. Ой, я помню в Макао обычный жилой комплекс. А перед ним вот такие вот, ох, как будто в казино заходишь. Ну, вообще, Гонконг и Макао интересные места. Мы сегодня уже поднимали тему, что они все больше окитаизируются. Макао, если Гонконг принадлежал Англии, то Макао принадлежало Португалии. Там прям все другое, пока еще. Ой. О, смотрите. Жилой дом. А тут прям, ого, ну может здесь крутой отель какой-нибудь. Пок Фулам. Больше никаких надписей. Типа Very Best Hotel. Фафул флорист. Боитесь, что кто-нибудь выйдет? Да, бывает. А вот сверху светофор на этот случай. Везде охрана, везде... Что? Ну, в этих гарнах охранники сидят. Конечно. Тут везде охранники сидят. Потому что не удивлюсь, если англичане. Вот эту школу помню. Значит, здесь, скорее всего, автобус ходит, который везет на пляж, к которому мы сейчас движемся. Святого Антония. Да, Антоний вроде. Решил глянуть, как эта камера передает ночной Гонконг. Ну вот на экранчик можешь глянуть. Не, из дома. Ну я все равно небольшую цветокоррекцию сделаю. Но я думаю, передает хорошо. Прикольно здесь светло еще. Дальше будет темно. Все равно такое освещение, оно для камер уже нехорошо. Особенно если идет не оптическая, а цифровая стабилизация, то все вот эти яркие огни будут мерцать, когда вот идет. У тебя же мерцает, да? Да. Вот при тряске прям такой резкий всплеск неприятный. Я ночью вообще не снимаю. Редко очень. Угу. И, ну, могу снять вот в таком вот освещении еще, а вот если прям темнее, то нет, она бесполезная. Мгм. Ничего не видно. Много дефектов, мерцает. Кстати, ты знаешь, вот когда бывает, заходишь в какой-то магазин, снимаешь, а потом смотришь, Полосы, там это, что прям мигает. совпадение частоты, да, мерцание светодиодов и твоей камеры. Такое часто бывает. Бывает мерцает прям весь кадр, а бывает такой кадр полутемными такими переплывает. Бывает медленно черная полоса движется. Это все в зависимости от того, насколько совпала частота мерцания с частотой
съема кадров с матрицы. Сайберпорт. Действительно бегущий по лезвию. Один из моих любимейших фильмов в детстве. Сколько? 51 тысяча шагов. Не с самого начала, а Мгм. именно как мы проснулись. Время в пути около 10 часов, да, чуть не хватает. Да, 5 минут. 9 часов 55 минут мы в пути. Я последний раз так гулял, ну, наверное, в Новокузнецке. Это было 2 года назад. 2 года и 3 месяца. Мне кажется, это было так давно. Да, как будто в другой жизни, да? Многие люди нигде столько не проходят. Еще посмотрим наверх, полюбуемся жилыми кварталами. Это все еще школа, которая больше похожа на какую-то церковь. А тут Розе Виллас. Я думал, Вилледж. 32 километра. Угу. Очень медленно идем. За 10 часов прошли 32 километра. Средняя скорость чуть больше 3 километров в час. При том, что нормальные люди ходят километров 5 в час. Ну, у нас много остановок. Мы просто смотрим, объясняем, остановку и объясняем. Нет, нам просто мешали ходить. Это какая-то зона отдыха. Но нам туда не надо. Нам куда-то туда. Ну, во-первых, я вижу автобусы ездящие. Во-вторых, я помню ту школу. Кустейшн. А чё, спуск в метро на лифте только? А... Университетская станция какая-то. М? Университетская станция. М. Гонконгский университет. Гонконгский университет. Станция Гонконгского университета. А в Гуанчжоу есть отделение Гонконгского университета какого-то там. Хочу сходить, да все как-то группа не собирается. Вон впереди какие. Это метро. Одна из последних уже станций. Может быть, еще есть, сейчас гляну на карте. То есть здесь по логике должен быть университет, да? Здесь есть где-то университет. Не по логике, а точно есть. Да, еще будет одна станция. Нам туда не надо. Там просто такой странный путь. Понятно, куда. Угу. То ли жарко, то ли что. Сейчас мы уже почти дошли до самой западной точки острова. А начали с самого востока. Самой восточной. Ну, там несколько сотен метров, может, не дошли до самой восточной. И до самой западной мы тоже не дойдем, потому что, я так понимаю, это парк. Ну, хотя почему мы не зайдем в парк? Мы зайдем в парк. Да, мы зайдем туда. Все отлично. Там какая-то дорога есть. Девочки ждут. Ой, капец, только что чуть разрыв сердца не получил. Случайно махнул и зацепил вот так вот за эту. А я думал, меня кто-то дернул за руку. А, я думал, автобус. Не автобус, я думал, меня кто-то дернул. А это всего лишь навсего зацепился. Ох, как давно я со зрителями не говорил. Приветствую вновь присоединившихся
Да, я знаю, что многие уже давно и отсоединились, но я очень рад тем, кто с самого начала до этого момента все еще с нами. Мы проходим с вами Гонконг. Это 10-я, да? Серия. Не серия. 10-й уровень прохождения Китая. И если вам зайдет вот это прохождение, то еще будет прохождение материковой части. Мы сейчас только остров Гонконг проходим. На материковой части много всего интересного. Особенно, как Костя говорит, темненькие райончики. Там есть страшненькие райончики. Там много заброшенных деревушек. Много заброшенных деревушек, скорее на островах, но там тоже есть. Ну, не деревушки. На этой стороне, да? Деревушки заброшенные. На островах это все было. Рыбацкий, да? Да, это все на отдельных островах. А, кстати, хорошая станция. Такая. Ну, там мы видели только лифты. Только лифт, да? А здесь вот нормальный вход. А, тоже только... Смотри, все в лифт идут. А вот эскалатор есть. А почему они сверху идут? А, скорее всего, станция метро где-то вот там сверху. На этой горе, наверное. Иначе я не понимаю, почему они идут сверху и... Или, может быть, это в какой-то жилой комплекс дорога. Может, как раз университет. Может, там на горе университет, да. Ну, здесь довольно оживленно еще. Джили поехала. Написано slow. Помедленнее. Но это вот для этих вот гонщиков. Посмотрите, как носятся. Вот, для них слово написали, они притормозили. Нифига себе, еще полный. А вот этот нифига не slow. Коптит, да? Прям дымяра такой от него. Но Косте больше не понравилось то, что он слоу, конечно же, не видел надпись и несся. Да, уже сколько? Наверное, тысячи раз проезжал. И Да, они на автопилоте тут носятся. Серьезно, я ради интереса один раз сел за водителем. Они вот так вот, одним пальчиком, с закрытыми глазами, вообще не глядя на дорогу. Но один раз мы вот так же с горы неслись. Он такой на расслабоне и попадает под желтый сигнал светофора. Понимает, что не успевает затормозить, уже красный загорелся, он такой и пронесся туда. Лена аж это, она обычно, когда ей страшно, она не кричит. Она в сиденье сжалась и... Я такой, успокойся, уже не врезались. Она, это вот где-то как раз вот с этой горы было. Я знаю, что в Вьетнаме, Таиланде частенько аварии из-за этого. А в Гонконге ты ни разу, наверное, не слышал такого. Не. Может, они скрывают просто тайну. Гонконг – самая опасная страна, самый опасный город для передвигающихся на автобусе. Просто правительство скрывает правду. Ежедневно такие автобусы перевозят миллионы пассажиров. А сколько? Жокейский клуб студенческой деревни. А сколько из них погибает? Вы никогда не узнаете правду, потому что рептилоиды захватили Гонконг. Если что, под рептилоидами китайцев я не имел в виду. А то еще некоторые подумают, что я что-то тут не то сказал. Вот тоже пример. Ну реально, для таких поворотов, такой высоты автобуса, ну очень быстро ездят. Но они профи. Да, они могут с закрытыми глазами преследовать. Они, может быть, просто спят. Отдыхают. Да, я бы хотел умереть, как мой дед, а не как пассажиры того автобуса, который он вел, уснув. Но чего мы сегодня не увидели, уже, скорее всего, не увидим. Крутых тачек, гоняющих по центру города.
Да. Ну, тот Макларен, Феррари, что там, несколько Поршиков и еще что-то, это вообще фигня. У них даже нет крутых номеров типа The Best или Юлох. Интересно, а до скольки ходят эти автобусы? А то, может, в 3 ночи, когда мы закончим прогулку, они еще будут ходить? Здесь есть круглосуточные автобусы. Я не знаю их маршруты, но точно знаю, что откуда-то, возле Вест-Кавлуна, на котором мы с тобой вышли с поезда, где-то там можно сесть до аэропорта. При том, что, по-моему, для тех, кто не в курсе, в Гонконге есть Диснейленд. По-моему, до Диснейленда они даже бесплатные где-то ходят. Или из аэропорта до Диснейленда бесплатные. Понятно, что не по ночам, кто в Диснейленд по ночам ездит. Ты был в Диснейленде? А? В Диснейленде был? Я. Ты что там, 1500 что ли стоит? Я не знаю, сколько стоит. Мы хотели с маленькими детьми сходить. А потом, сначала они были очень маленькие. Но они бы не заценили. Говорят, Шанхай лучше и дешевле. Ну, может быть. А потом что-то наши стали дети как-то резко взрослыми, и они сказали, мы что, дети? Я в детстве мечтал. Диснейленд? Да. Когда, наверное, в 90-е шли мультики. Да. Спасатели, вперед! Уровень программы крутить и Да, и не хочется. Так, все-таки давай обойдем. Теперь реально мы имеем возможность все это увидеть, потрогать, но... А в 90-е Сникерс, блин, за счастье был. И я не шучу. Мы покупали раз в месяц с зарплаты родители нам. По одному. Ты на карту смотришь или на шаги все? Так, если Костя начал часто смотреть на шаги, значит, ноги у него я отказывают. тебя смотрел сейчас. Просто я не обращал внимания. Если я начал обращать внимание, что Костя смотрит на шаги, значит, ноги у меня отказывают. Кого, меня или тебя? Ну, первый раз я сказал у тебя, а второй раз я сказал у меня. Тут же, понимаешь, разная информация идет. Вообще, трактовать можно абсолютно все по-разному. Вот мы с Костей уже обсуждали эту тему, ехали в автобусе и громко разговаривали. Перед нами сидел дед. Он пересел. Костя говорит, наверное, мы ему мешаем. Я говорю, так они сами так же делают. Я говорю, давай подумаем, что ему просто холодно, из окна дует. Помнишь этот момент? Понял. Он берет, раз окно открывает, как будто понимает нас. Так, хорошо, мы громкие. Ему звонят на телефон, он берет, включает громкую связь и начинает «Хей, нихао, ва-ва». Я говорю, видишь, так же сами делают. Я разговариваю. И что, ты думаешь, я мешаю ей слушать на громкой связи ее телефон, находясь в 10 метрах от нее? Думаю, да. Не, я не такой громкий. Давайте посмотрим назад, полюбуемся красными фонариками. Посмотрим на маленький автобус маршрута 8Х, который спешит куда-то, развозя людей. И пойдем дальше. Глядя на красную спину Кости. На красную, накачанную спину Кости. Сильно красная. Сильно красная, да? Очень-очень. Сейчас видно. А еще у тебя там кости начали выступать на плечах. Блин, как же страшно, когда они так громко рядом проезжают. Мне вот интересно, у них что-нибудь здесь есть не святого? СТ точно святой? Я тоже так думаю. Святой Джон колледж, университет Гонконга.
У них, как в Британии, как в Америке, есть собственные вот эти вот крутые, как это сказать-то, лиги, ну, не знаю, как это, не помню точнее, я же не учился в этих универах. Мы проходили, они замолчали. Так? Значит, громкую мою речь они услышали. Так? Значит, они поняли, что я сказал. Так? Значит, русский язык понимают. Логично? Логика. Вообще, изучайте логику. А еще улыбнулись. Можете отмотать назад, посмотреть. Даже во время премьеры можно отматывать назад. Даже на самое начало. Для того, чтобы посмотреть эпичное мое потное восхождение на гору. На самой восточной точке острова Гонконг. В отель? А фиг знает. Мы же... 10:30, Прикидаю, 10:30. Мы же еще в море сейчас искупаемся. Вообще, у нас по пути впереди еще самая западная точка. В парке в каком-то. Кстати, ты хотел змею увидеть, возможно, там ночью как раз увидим. Ночью я не увижу, но почувствую. Ну, почувствуешь, мы с фонариками будем идти. Дальше. У нас долгая дорога над, то есть там мы заберемся на гору, и под нами будут небоскребы, уровень макушек которых прямо на уровне наших глаз будет. Потом кладбище. Дальше мы заглянем на рыбный рынок. В Ocean Park. Ну и пляж. Там помоемся. Что-то мне подсказывает, что здесь нельзя идти, потому что вот видишь, Subway Pedestrian, а вон там выход из Subway Pedestrian, да. Я помню. Я потому что очень много болтаю. Я помню в Шэньчжэне, ну когда я еще Китая не знал, захожу в такой переход, думал, там бомжи, как в России. Прям страшно было еще там. Сейчас вот яркие везде огни в Гонконге, и в Китае ярче стали делать освещение. Раньше, когда еще не было вот этих дешевых светодиодных ламп, очень тускло все было. Я прям ссал зайти в такой переход ночью. Реально страшно было. Сейчас я понимаю, что зря боялся. Так, это переход, наверное, на ту сторону дороги, а нам неплохо и по этой идти. Интересно, для чего вот это зеркало там? Для того, чтобы, спускаясь под землю, посмотреть, нет ли бомжей? Давайте посмотрим. Вот я спускаюсь и так же, как 11 лет назад, боюсь. Приближаем. Да, слушай, видно, никого там нет. Я понимаю, такое надо делать там, где ездят на мотоциклах или Я не машинах. думал, что у меня плечи устанут. Идти? Ага. Ноги и все остальное нормально, вот плечи что-то прямо. Фиговенько. Вот смотрите, мы поднимаемся в гору, а вот там, например, есть жилой массив, который ниже горы, намного ниже. Кстати, нам бы не промазать мимо парка, а то может он где-нибудь вот на... Блин, ну если это на той горе, я туда не пойду. Слушай, мы промазали. Ну, я иду за тобой. Мы сильно промазали. Нам туда. Все, я понял, почему мы промазали. Давай вот здесь. Нет машин? Вон там есть далеко. Пошли. Нет, не пошли. Нет, она... Я забыл, здесь же в другую сторону автомобили ездят. Вот, все, теперь пошли. Я боялся, что там из-за поворота резко выскочит. Все, тут ему был красный. Нам туда. Ёпересете, как же там глубоко. Мы так высоко уже поднялись для того, чтобы теперь спуститься. Так, а еще прикол хочешь? Похоже. Так, а как на эту улицу попасть? Смотрите, я не понимаю. Сфокусировалась или нет, понять не могу.
Нам надо на улицу, которая, похоже, под нами. Под нами есть дорога? Не видно. А где в нее въезд? Так, смотри. Смотри, мы поднялись вот там. Там вошли, здесь поднялись. Но при этом еще поворот был в... А, вот он выход. Блин, я уж тут... Ладно. В той стороне там еще метро какое-то есть. Да, конечная станция. Кеннеди Таун, да? Да. Здесь? Или нет? Нет, мы там только что были. Мы пойдем назад. Блин, я так не люблю назад ходить. Мы сейчас вот здесь слева посмотрим, возможно, спуск есть. Ну, назад надо придется идти. Ты чуешь, какой ветерочек классный? Да. Прям кайфец назад идти. Че, в отель? Вниз. Не, мы и так сейчас пойдем вниз. Вот только как-то надо налево. А точно туда можно? Сейчас я ткну туда и посмотрю, построит ли маршрут. Если не построит, то туда нельзя. Мы хотим прийти сюда. Да. Нет, говорит, пиндюйте назад. Здесь нет спуска, да? Дыра? Там что-то нет. Нет, тут есть спуск с горы. Вот так вот. Тут точно такой же закрытый проход, как мы там шастали. Но мы здесь не пойдем, потому что уже темно. Я боюсь, там звери водятся дикие. Я думаю, там просто травма. А маршрут строит? Маршрут строит? Ну, Да, мы туда сможем пройти. Это что у нас за дерево? Это тоже фикус. Да. Лес. А мы идем же не назад, мы шли по той стороне, а теперь идем по этой. Соответственно, это новая дорога, это не назад. Что это? А, это чек. Думаю, что так тяжело тащить? А у меня чек в кармане лежит. Хорошо, что выкинул камеру Insta360, и она прям облегчила мне путь. Я не знаю, мне такого пути не предлагала. Это приватная написана дорога, а вам сюда нельзя. Да, я туда не пойду. я думал, там дорога нормальная. Я думаю, здесь спуск в какие-нибудь эти... не гаражи, как называется, подземные парковки. Ну или, в общем, для жителей этого города. Говорят, для съемок какой-то там погони в «Матрице» построили специальную часть дороги, чтобы она выглядела страшно. Вот Гонконг, ничего строить не надо, идешь вот по этой вот, не знаю, как это назвать, Pedestrian Street, и прям страшно. Хотел сказать, бомж что ли спит? Нет, это пожарный гидрант желтого цвета. Въезд на стройку. Что там, на стройке интересно? Не, без понт. Сейчас гляну на построенный маршрут, налево нам или еще прямо. Это Жокей Клаб университета.
еще чуть-чуть дальше. Но, блин, мы же идем по навигатору, они же часто строят нам хрень, поэтому я предлагаю здесь налево повернуть. Навигатор Здесь показывает, есть дорога, да, написано, что есть тупиковая дорога. Нет, не тупиковая. Идем. Вот он перестроил маршрут, мы правильно идем. Блин, ну нафига строить такой кривой маршрут, если есть более прямой и интересный. Вот даже указатель есть на метро. Как раз мы будем проходить мимо него. Или может навигатор решил, что нам не хочется ходить вот по таким лестницам? Ведь мы же уже устали. Домики, многие уже спят в квартирках своих. Время 22 часа 37 минут. Как тебе идти с горы? Вот мне что-то напряжно. Мы уже близки к цели. Ты думаешь? Наивный чукотский парень. Ну, до точки. А, до самой западной, да. Сегодня больше 100 километров пройти. Нет, 100 километров надо оставить на Шэньчжэнь. А то, ну хотя Шэньчжэнь интересен и без 100 километров, то есть без такого вызова для нас. Шэньчжэнь... О, прежде чем зайти на стройку, надо обязательно помолиться. Шэньчжэнь, там 100 километров не хватит, чтобы его обойти. Серьезно, вот у меня проложена часть маршрута, там уже под соточку. Кстати, маршрут для Шэньчжэня я строил 3, по-моему, года назад. Так Гонконг это маленький остров. Нет, Гонконг это не только остров, напомню. А то если вы сейчас присоединились, можете сказать: а, Гонконг это не остров. Это специальная административная зона Китая. Ты чё, Дэн, такой лох, ни хрена не знаешь? Что-то либо... Камера рабочая? Думаю, да. Хотя не факт. Много камер не работает. Я что-то в последнее время начал замечать в основном автобусы и такси. Вот пример. Автобус, до этого такси, других автомобилей. Ну, либо мозг так фильтрует, либо они уже все дома спят. Вот в этом райончике я вроде не был вообще ни разу. Хотя, возможно, ошибаюсь. И перед нами огромная гора. А мы все вниз и вниз идем. Это прикинь, как мы были над уровнем моря. Прикинь, как мы высоко поднялись. А теперь спускаемся. Они меня зовут, говорят: посиди на диванчике на нашем. Извините, не могу, надо идти дальше. Да, зонтик, короче, не понравился. Амулеты работают. Амулет за 100 с чем-то там долларов. Ни капельки не пожалел, потому что если бы не купил его, был бы ливень. 90% вероятность сегодня говорили было. Дождя. Нет, он, конечно, слушай, а вероятность сегодня у нас была 100%. Дождь был? Был. Какова вероятность встретить динозавра? 50%. Либо встретишь, Сейчас либо нет. стал нам шаги. В это время он уже Вичат? расчет делает. Ну, там Мгм. вот, ты, у тебя, наверное, по метру программы. Я не устанавливал мини-приложение для подсчета шагов. Дай-ка я посмотрю, правильно ли мы идем, а то может нам куда-нибудь вон туда.
Слушай, на айфоне, когда пальцы вспотеют, сложно включать это? Ну, сканер отпечатка нормально работает? Ну, вроде да. У меня Вот. просто не было такого, что прям вот... Настолько потели. Я просто в этой руке несу это. Я тоже... И у меня прям вообще абсолютно мокрые. А, ну да, я же сегодня выпил уже десяток литров жидкости. Грязь. Прорвало трубу, видите, вот. Дождь же был с вероятностью 100%. Это что, церковь? Леди Розари Святого Чарла школа. Фу, блин, я уже совсем ничего не выговариваю. Очень много здесь школ именно каких-то с христианским акцентом. Вот таких вот. Пилигрим of Hope. Знаешь, какая страна в Азии? Самая христианская? Гонконг? Знаю, Филиппины. И не Филиппины. Ну подожди, кроме Филиппин, давай. Макао. Тогда не знаю. Стоп, Северная Корея. Опять не... Ой, Южная Корея. Фу ты, блин, я уже Северную Корею приплел. Какая, как называется религия в Северной Корее? Ну, я знаю, идеология такая. Ну ладно, какая идеология? Чучхэ? Ну, что-то типа такого. Чурчхала? Это идеология такая. Ну, она, по сути, как религия. Да, подожди, не туда, надо посмотреть. Вроде туда, но все равно надо посмотреть. Подожди, не торопись. Постой, паровоз, не стучите костяшки. Да, нам идти сейчас туда. Мне петь никто не запретит, хотя зрители пишут, что я пою как блеющая овца. Да. Не, на самом деле показываю, что у меня отсутствуют комплексы. И то, что кому-то там не нравится, как я пою, да мне пофиг, я наслаждаюсь жизнью. Танцуй так, как будто тебя никто не видит. Пой так, как будто тебя не слышит из душа. У нас Майя неплохо поет и рисует, и пляшет, как выяснилось. Иногда в душе пойдет и напевает там песенки, думая, что мы не слышим. Morning кофе. Long Black. Это прасечная. Кофе вот. Все, я уже даже двери путаю. Вот еще один welcome, но мы уже не зайдем сравнить цены, потому что он закрылся. Работает с 8 до 22. Пойдем посмотрим, во что местные играют. Давай, я со стороны посмотрю. Да, я уже понял. Я думаю, они играют вот в эту игру. Вроде как китайские шахматы, что ли, называются. Я знаю, что шахматы тоже китайская игра, но это какая-то совсем китайская. Ну да, она самая. Hello. Так. Нам, по-моему, еще немножко туда. Костя. 7-Eleven.
Давай зайдем. А вот здесь, кстати, метро будет, да? А нам метро не надо, нам вон туда. О, я вижу Я Макдональдс. просто говорю для... Так, для информации. Да, что-то конечное. Да. Кеннеди Таун, правильно? Хорошо. Ой, сейчас сяду на детскую площадку, и никто меня не поднимет. Кроме криков в чате: давай, Денис, давай, Костя, вы сделаете это. Я думаю, есть. Бутерброды есть почти во всех, если, конечно, их не съели. А бутерброды искать где-то там. Вот они, вот тут вот. А я пошел искать напиток. Если мне не изменяет мой организм, то я сейчас готов выпить литр сразу. Асахи, блин. Я ел с терияки. Ну, ты, собственно говоря, тоже с терияки. Я не буду сейчас. Да что ж у них с напитками? Почему нет того, что я хочу? А? Подожди, я не вижу то, что хочу. Опять. Снова. Костя, ты видишь, может, у тебя что-нибудь со зрением лучше? Просто воду, да, ты будешь? Нет, я воду не хочу, я хочу то, что хочу. А то, что я хочу, наверное, снизу там. Нет. Я не знаю, что И хочешь, здесь. давай. Ну давай, я нашел то, что хочу. Ладно, фиг с вами. Буду такую лучшую в Британии пить. 2. Давай. Thank you. Thank you. Фу. Здравствуйте, электролиты. Ой, но я предложу сесть. Пойдем там на лавочку. Мне нужно, прям очень нужно сесть, немножко посидеть. Иначе ножки мои откажут. У Кости вот уже плечи отказали, потому что он на плечах идет. А я-то иду ногами, у меня ноги отказывают. Ну, Почему плечи болят? ну я разверну камеру в сторону какого-нибудь движения. О, давай за столик. Хотя нет, за столик вдруг. Да никто не придет играть. О, вот здесь вот можно сесть, попить и поесть. Не буду, спасибо. Где тут что-нибудь происходит? Вот там происходит, там Костя ест. Вот можете смотреть, как Костя ест. Не хочет, чтобы видели, как он ест. А что тогда там показать? Что я не очень люблю показывать. Это как ты ешь. Хорошо. Костя громко чавкает. Вот теперь знаете, почему не видно, чтобы показывали, как он ест. Да ладно, не буду это. Я знаю, они специально делают, чтобы это не отрывалось, чтобы не бросали отдельно пробочки. Да, это такая новая тема пошла. Что там? Да. Супер. Бедный голодный Костик. Сейчас я посмотрю, мы правильно идем и куда нам дальше, и сколько нам еще. 22 часа 50 минут. До конца. До этого леса, до самого восточного угла нам идти 23 минуты, почти 1,5 километра. Но это не самое восточное, тут вот есть еще восточнее, западнее, да, не восточнее. Ничего, маленько осталось. И
Мы сегодня пересечем весь. Сейчас, подождите. Да что ж такое-то? Мы сегодня... Костя, косяк. Это не самая восточная часть была. Вот здесь вот снизу она еще восточнее. Ёпарасоте. Ладно, мы пересечем сегодня остров Гонконг с самой восточной до самой западной части по северному побережью. О. Да. Косяк. Деньги кончились? Нифига себе, у Кости кончились деньги на автобус. А я что-то забыл посмотреть, сколько у меня осталось. Только что же я оплачивал, или ты за напиток? А, да, за себя, точно. Ты еще меня без очереди пустили. Ну что, луказат, не продающийся в Китае, иди ко мне. Да, и это не отрывается. А ведь классная была бы рекламная интеграция, если бы этот луказат мне написал перед тем, как я пойду по Гонконгу, и сказал: у нас офигенный спортивный напиток, не хочешь попробовать? Я бы попробовал и рассказывал, они бы мне надонатили, ну, в смысле, как, оплатили бы это, и я бы еще какой-нибудь город прошел за деньги, которые заработал. Но хотелось бы, конечно, еще зарабатывать, а не только получать деньги на то, чтобы очередной ролик снять. То есть, грубо говоря, я работаю за еду и за отели, а не за заработок. Еще я предлагал некоторым производителям кроссовок стать спонсорами. Я бы взял какие-нибудь их кроссовочки и прошел в них 100 километров. Но пока тоже глухо, поэтому хожу в декатлоновских кроссовочках. Декатлон. Я вас рекламирую, прям вот в этих кроссовках уже прошел его кучу сотен километров. Они немножко поюзанные, но вот эта вот сетка вся порвалась не потому, что они износились, а потому что я ходил по всякой колючей проволоке и просто периодически ими зацеплялся за всякую фигню. Так что... ну да, я еще Skechers, по-моему, покупал кроссовки. В них я прошел Пекин. Давайте зачеркиваем Skechers. Я не помню, какие у меня в Пекине были кроссовки. Дорогое говно. Короче, я даже Пекин еле прошел. Они мне все ноги стерли. И потом порвались, или подошва оторвалась. Или... Я не помню, что с ними произошло через несколько месяцев. То есть фигня. И именно тогда я понял, что дорогое не значит качественное. Все, поворачиваю на Костю, он уже не ест. Там у него движуха, он смотрит в свой телефон, в который невозможно подглядеть, и пополняет, наверное, Октопус. Нет, уже пополнил. Ну ладно, пополнял Октопус. Я смотрю просто эти сообщения. Серега написал. Ой, блин, я родителям так и не написал. Сейчас надо отправить, пока сидим. То, может, переживают. Ну, не может, а точно переживают, но... Привет, мам. Проходим Гонконг. У меня все отлично. Сидим, пьем. Безалкогольные напитки. А то подумаешь что-нибудь. Еще погуляем и пойдем уже в отель. Или скорее поедем уже. Папе привет завтра передавай. Пока. Завтра уже возвращаюсь в Китай. И лень сразу, раз уж мы сидим. Кто выиграл в настолке? Макс, как всегда, всех удел? Или сейчас есть более сильные игроки? Что, Макс в шашки еще играет? Он в шахматы играет. Перешел на новый уровень. У него даже в этом, в ФИДЕ есть рейтинг. Сколько же он говорил? 1200, что ли? Серьезно? Я не помню. Он в прошлом году участвовал в международных соревнованиях, ему там сразу влепили рейтинг. То есть он сейчас уже не самый лох, а что-то чуть повыше. Это среди
идти или вообще? Я не знаю, честно, как там эти рейтинги, но когда он смотрел «Ход королевы», и там сказали, что рейтинг у этой девочки там 1500, что ли, он такой: о, меня чуть ниже там. Это прикольно. Да, он молодец. Скоро в этом году у нас новый уровень. Прошлые 2 года Макс в Москву летал, а в этом году с Майей вместе в Россию летят. Я их везу через Пекин, поэтому в Пекине... Ну, почему я тебе говорил, что не смогу больше в мае? Потому что, ну, все, май заканчивается, да, а в июне, пол-июня буду занят, а потом жарища. Да, жара будет. Да, мы с тобой уже гуляли в мае по жаре, так что я больше не хочу. Мы тогда 6 часов еле выдержали. Тогда было очень жарко, 38, да, по-моему. Да, дело не то, что жарко, было еще очень душно. То есть вот здесь хоть и 80% здесь ветерок есть с моря, там ничего не было. Ну что, готов? Дальше идем? Да, я готов. Ой, вон мусорка сразу, если что. Ой, ножки мои, ножки! А. Мне так нравится, как некоторые китайцы говорят, как будто это такие, знаешь, борцы сумо огромные. Ничего не забыли? Фух. Я так понимаю, нам сюда и налево. Это скорая помощь уже за мной. Они прочитали мои мысли, что ноги уже не шевелятся, надо везти Лаовая в больницу. Нет, в отель. О, мама что-то написала, подожди. Ага. А то сейчас уже темно, экран на минимальной яркости хоть, но по глазам бьет. И не могу во время ходьбы читать. Блин, я ж пошел карту посмотреть, и не мамино сообщение. Ты помнишь район? Подожди секунду. С 11 Да, вижу. Нам. Да что ж ты? Еще дальше, что ли? А, не. Мы тут немножко неправильно пошли. Ну ладно, мы сократили даже путь. Нам можно вот по этой улочке пойти. Она более широкая, чем та, куда нас посылает навигатор. Так, завтра нужно до 11. До 11 выехать. Дойдем, успеем. Все, Костя уже улыбается, понимая, что это уже точно шутки. Глядя на то, как я иду на раскорячку, тут уже понятно, что наше прохождение, скорее всего, подходит к концу. О, опять это великолепное дерево. Если бы завтра можно было поспать долго, можно было еще дольше ходить. Ты можешь поспать в автобусе. Нет, в метро. Вообще вот целая стена таких фикусов. Это же фикусы, я правильно помню, да? Что там на них написано? Фикусы, да. А вон то, как висит, прикольно. Один раз с Олегом Замьяновым зашли в этот, секс-шоп. Нас за геев приняли. Как я сейчас на раскоряку иду, могут подумать, что ты мой парень. Да ну, я не знаю, с чего это могут подумать. Ну я же иду на раскоряку. А шутки даже. Давай, иди, я не могу девушку снести. Они же тут в шапочке фотаются. Я так понимаю, это конечная остановка каких-то автобусов. Сколько их тут стоит? 22-го маршрута. Ну фикусы это прям мега растения. Посмотрите, как они хотят жить и укрепляться тут на стене. С самого верха спустили корни. И я уверен, что эти корни держат этот бетон. Иначе все бы тут развалилось без этих фикусов. Так же, как и в Анкор-Вате. Все эти древние строения держатся только фикусами. Иначе камни бы рассыпались.
Фу, блин. Аромат пошел. Вот какой аромат. А, прикинь, здесь дикие свиньи водятся. Иди глянь. Закормление. А вот это что такое 100 тысяч юаней? А, кстати, да, наверху почему-то 100 тысяч. А, это китайцам 100 тысяч. Максимум пенальти 100 тысяч долларов, да. Но ты посмотри, какие тут миленькие кабанчики нарисованы, шляющиеся по мусоркам, жрущие все подряд. Мы сейчас идем как раз, вот, если вы не поверили, что это дикие кабаны, вот написано дикие животные. Явно это не домашние кабанчики тут. Ходят по остановкам. Мы сейчас как раз направляемся в парк, в котором эти дикие кабанчики и водятся. Как интересно, смогут ли проходимцы из России, живущие в Китае, заехавшие в Гонконг, побороть эту дикую нечисть? Смотрите на РЕН-ТВ. Невероятно, но факт. Кабанов. Я тоже кабанов не видел. Ты реально кабанов сказал или меня ключит? Да я специально. Ты хотел зайти в подъезд, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, это метро. Один из входов. Ух ты, какая мозаика. Не видно просто сходу. А я тоже не видел. Я так увидел вот этот надпись «Выход» и широкий вход. Подумал, что что-то такое. Пошли быстрее, а то сейчас дикие кабаны тут прибегут это пробовать. А мы еще морально не готовы от них отбиваться. Смотрите, какое интересное заведение на противоположной стороне дороги. Ну, оно уже пустое, но как выглядит классно. Прям так хорошо освещено, а сверху такое бе, уходящее далеко в небеса, высоко. Мэншн, блок номер 2. Дверь открылась, можем забежать. Костя уже все, он уже не хочет забегать. Там дверь в Мэншн открылась. Там потом. Там беспонтово, да? Тебе не понравилось? Там же что-то подороже выглядит. Ну Может, да. что-то победнее. Бистро, Дувин. Хотел на иностранцах заострить внимание, но что-то я не понял. По-моему, я не попал зумом. Ну, в смысле, фокус не дошел. Налево? Да. Ну, где тут дикие кабанчики? А пойдем мы по Виктория Роуд. Здесь? Или Да, можно тут. Ну, нет, парк тут еще не начинается, мы туда идем. Прям интересно. Люблю новые места. Да, вот теперь мы вышли на дорогу, по которой предлагает идти. И нам прямо. Она будет обходить весь парк, но нам-то хотелось бы в парк, да? Диких кабанчиков полапать. Но сегодня мы уже диких животных встречали. Если вдруг вы только присоединились к премьере, то знаете, в самом начале Костя чуть не отгрыз руку дикий зверь. очень такой опасный. Да. Ну, ты смейся. Я ссу как-то переходить. Ладно, побежали. Я один раз имел глупость белочку кормить с рук, ну то есть я держал орешек, она как кусанула вместе с орешком мой палец. А говорят, эти зверюги всякие инфекции передают.
А я же очень боюсь инфекции. Я никогда не сажусь за стол с немытыми руками. 20 раз на дню там обрабатываюсь антисептиком. А тут прям капец. В больницу побежал, мне поставили 10 уколов в живот. Еле от столбняка спасли. После укуса белочки. Одно из двух. Либо я похудел за сегодняшнюю прогулку, либо на мне растянулись шорты. Начинают сваливаться. Костя, тебе задание. Подержи мне мой зонтик. А то очень не хочется в трусах стоять посреди Гонконга. Вы пока можете посмотреть вот на эти домики. Не можете, мне нужно держать, чтобы так. Все, подтянул. Подвязал. Спасибо. То нас пугают дикими кабанами, то камнепадами. Прям в опасный Гонконг мы зашли. А вот те дома, которые мы сверху наблюдали, вот они теперь. В смысле, мы тогда были над ними сверху, они под нами. Теперь они над нами. Мы под ними. Есть, конечно же, в Гонконге места, где... Слушай, нас постоянно посылают направо. Смотри, пиндурьте туда и все. Здесь типа закрыто. Да. Еще одна машинка. Подожди, только вот этого пропустим. Там автобус несется, просто писец. Блин, дорожки такие маленькие. Узенькие, маленькие. По ним гоняют быстро автобусы и машины. Прикольно. Там был Джокей Клаб, а здесь Джокей Клаб клиника. Слева церквушка. Такая маленькая, миленькая. Тоже в протестантском стиле. Остановлюсь, покажу вам. Вот такая вот беленькая. Беленькая, светленькая, да. Най. По прямой? Да, нам по прямой. Но можем по кривой. Ну, там, типа... Там, похоже, море уже. Вроде. Угу. Да, чувствую. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. Костя запинается тут. Нагонял беду. Один 0-1-1-0-1. Какая это цифра-то? В десятичной системе исчисления. Меня спрашивают. Нет зрителей. Или ты тоже сможешь перевести в уме? Я не знаю. Точно не сейчас. Не до этого. Да, мы тут уже начали бояться диких кабанов. Мне так хочется присесть вот на эту лавочку и посидеть, но нет, стыдно перед Костей. Ему не хочется сидеть, а я не хочу его мучить сидением, поэтому идем дальше. Он сказал, пока 100 километров не пройдем, не остановится. Сегодня у нас очень медленно идет, потому что видите, сколько людей вокруг, очень сложно идти. Они прям толкаются.
Смотри, я думаю, ну вот видишь, вот так выглядят приличные подъезды. Вот мне неинтересно. Конечно. Мне очень понравился подъезд в Пекине, в панельных домах. Я зашел и как будто оказался в пятиэтажке панельной у бабушки в гостях в Красноярске. Запах прям с детства. Я помню, заходишь в подъезд, он такой специфический. Потом я в студенчестве, все студенчество там жил 5 лет. Потом с Леной еще несколько лет жили. Впервые вижу парковку, которая не в здании. Синопек. Это, по-моему, китайский... Ой, парковка, я сказал парковка. Да, я понял, что я морковку, да. Это заправка. Я парковку сказал. Морковка синопековская, которая является крупнейшим, не самым крупным, но вообще в лидерах переработки нефти и добычи вроде даже. В Китае. Ну, в Китае это, наверное, крупнейшая, потому что я других вообще, честно говоря, не знаю. Что тут? Корт. О, мы опять высоко поднялись. Снизу площадка. И кто-то песнь. Слышь, там играют в настольный теннис, во-первых, а во-вторых, песни поют. Наверное, правильно. Не лень телефон доставать. Мне там всего лишь 65% осталось. Ой, ну почему же у меня-то в дешевом китайском телефоне все ловит? Все поймался. Вот где мы. Вот мы идем почти по морю, видите? А метро до скольки работает? До часу, наверное. Ну, мы смотрели разные станции. А что, ты хочешь на это метро успеть? Да нет, наверное. Мы не успеем. Не успеем? Думаю, нет. Ну, ты можешь... Ладно, сейчас Метромэп запущу. Метромен. И гляну Кеннеди Таун со скольки... Ой, до скольки работает. Ты понимаешь, что ты дьявол-искуситель, блин? Чё? Мне сейчас так захотелось сесть на метро и поехать. Так, карта. Кеннеди Таун. Ну, мы уже скоро пришли, и потом еще обратно, ну, наверное, не успеем. Так, сейчас, подожди. Расписание на Кеннеди Таун. Прикиньте. Костя, Чё? хочешь порадоваться? Ты же это разглядишь? Э, До 0 часа 50 минут ходит отсюда с Кеннеди Таун. Ага. Ну, до часа, да? Почти. Почти. Ну что ж, мы с вами знаем дедлайн. Я знаю дедлайн даже ближе. Дело в том, что на YouTube можно максимум заливать 12-часовые видео. Сколько мы идем? 11. 11 часов? У нас осталось максимум час на прохождение. Ускорим шаг? Нет. Знаешь почему нет? Я показал зрителям, как я иду, но я уже показывал в Пекине, поэтому они знают мою походку. Когда я натираю между ног до кровищи, я боюсь, штаны придется выкинуть, потому что эта менструальная кровь не отмоется нифига. Если кто-то кушает, понятно, видно. Да. Я специально для прогулки покупаю, это знаешь, короче... Присыпку детскую. Нет, специально для спорта, для бега, для кто на великах катается, эта штука, которая называется. Присыпка детская. Я понял тебя. Да, брызгаешь, оно, во-первых, охлаждает, а во-вторых, трение уменьшает, ну и отеки снимает. Знаю такую штуку. А кто же мне ее дарил-то? Мне кто-то дарил, не ты случайно? Нет, Не ты. мне самому дарили. Вниз не пойдем. Самая западная точка там. А у тебя появились как бы новые силы, когда ты понял, что вот скоро закончим? Да. Круто. Прям оживился. Я поэтому и сказал, можно ускорить шаг. Нет, ускорить правда я не могу. Потому что когда мне приходится так немножко ноги раздвигать, устают мышцы. И я не знаю, здесь просто нерегулируемый, я боюсь, а вдруг оттуда что-нибудь выскочит. Так. Или оттуда.
Я прям реально боюсь, у меня уже... Вот, пошли. У меня сейчас внимание не такое хорошее, как в начале прогулки. Да, в начале прогулки я больше молчал, а тут больше болтаю. Но это потому, что у меня постоянно так. Сначала разбег, а потом словесный понос. Так вот, но сосредоточенность очень сильно упала, и я боюсь, что меня просто собьют. Я иногда не понимаю, мотнув головой, что происходит. Сбить могут в любом состоянии. Нет, в любом состоянии, ну ты знаешь, когда ты ползешь по дороге, тебя скорее собьют, чем когда ты видишь все вокруг, как голуби, знаешь, 360 градусов. Да, шансы увеличиваются. Это точно. Но сбить, в принципе, могут и так, когда ты только вышел или ты Понятно. прошел 30 километров. Ну что я хочу сказать, с дикими кабанами, которыми нас пугали, скорее всего, находятся вот на этой горе. Но вы же понимаете, что мы на нее не полезем по многим причинам. В том числе потому, что отсюда туда нет входа. Я посмотрел по карте, мы идем вот по этой дороге. Это что, ты обманул, что ли, нас? Про диких кабанов? Ну там же написано, что они спускаются, не раскидывайте мусор, кабаны тут жрут все. Так ты нас обманул. Конечно. Так вот, А мы надеялись. мы идем вокруг этого парка. И вот эта дорога, это единственная тропа, нарисованная на карте. Поэтому я боюсь, что по этой горе даже нет хайкинговых тропинок. Но Кстати, походу я начал себе париться. Не-не-не, мы пройдем. крайний палец натер. Этот, Писец ты. Левый Левый нижний. мизинец, короче. Это тоже Гонконг. Не, ну если кабанчик выйдет, это, конечно, будет мега круто, но даже без кабанчика. Смотрите, справа какая-то закрытая территория с забором из колючей проволоки. Кстати, не прикоснись, здесь прям проволоку можно зацепить. Сетка рабица, а сверху колючка. Ага, и это получится. Ну, нет, электричества там нет, а столбняк, да. Вот, видите, что там такое вот? Что же прячет правительство Гонконга? Я на самом деле, когда смотрю сейчас ролики, которые начинаются так: ты не поверишь, а все, сразу выключаю. Потому что вообще очень у многих контент высосан из пальца. История на 5 секунд, но они, и с одной стороны зайдут, и с другой стороны зайдут, и с третьей. Бесплатная реклама, хотя он в рекламе не нуждается. Файб. Очень быстрая речь, все по теме, без слов паразитов, на исторические темы. Обалдеть. Кто? Файб. Пайп. Ага, мой любимый канал, который я сейчас постоянно смотрю. Фух. А у него есть друг, фамилию которого я сейчас не вспомню. Его смотрит Лена. И у них темы даже одинаковые. В чем фишка? Лена говорит, что она не может... Ну, она чаще всего смотрит и слушает во время... Что здесь написано? Прочитай, пожалуйста. Опять неправильные иероглифы. Ну, в общем, скорее... С другой стороны читать, по-моему. Нет, вот А, Б же нормально. Да ладно, все равно мы туда не пойдем, там очень темно. Так вот. Там, короче, какой-то типа не вижу отсюда, короче. Ну, я боюсь зацепиться за нее. Лена говорит, что она не может следить за Файбом, потому что во время просмотра чем-то еще другим параллельно занята. А я не могу чем-то другим вообще заниматься, то есть не многозадачная система. Раньше мог слушать музыку, писать какую-нибудь программулину, которую я сейчас считаю очень сложной. А тогда еще, ну, то есть умудрялся это делать. Еще и, не знаю, параллельно с кем-нибудь разговаривать. Сейчас не могу. Темно и страшно. Кстати, говорят, женщины более многозадачные существа, чем мужчины. Не знаю, насколько правда. Может, потому что в них генетически заложено мать качать ребенка, кормить грудью, одновременно ногой, подтирать задницу старшему и так далее и тому подобное. А еще, да, варить еду для мужа, который скоро с работы придет. Думаешь, правда, да? Думаю, да. Ну и где дикие кабаны? Я так обрадовался, увидев это предупреждение.
Какой Гонконг мы еще не показали сегодня? Мы не показали... Криминальный. Ну, криминальный Гонконг мы не будем показывать, надеюсь. Мы не показали пляжный Гонконг. А он тут тоже есть. Криминальный Гонконг просто может быть нашим последним видео. Да, это Но я точно. не знаю, где искать криминальный там. Где можно. Раньше, помнишь, да, был эта крепость, которая... Коулун, который снесли? Вот бы туда в те времена с камерой Insta360 доснять все 8К. Какой бы получился контент посмертный. Мы бы получили... Так, какую премию дают за документальные фильмы? А, нет. Нет, не за самую тупую смерть Дарвина, а Пульцеровскую? Нет, это за литературу, а за... Не знаю, в России ТЭФИ какую-нибудь. Чтобы все премии получили. Потому что надо еще умудриться перенестись в прошлое, да, на 50 лет с камерой сферической и рискнуть туда зайти. То ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х. А мы сегодня, кстати, с тобой обсуждали эту тему. Коулун находится где-то вон там, но мы не стали рассказывать. Район Коулун до сих пор есть на месте того суперкриминального, самого густонаселенного места в мире на тот момент. Сейчас парк. И, ну, как говорили, власти Британии и Гонконга уже не могли бороться с беспределом, который там творился. Его снесли. Территория Китая. Ой, Территория Китая? да. То Ты что, зацепился за вот эту херотину? Да. Ну, потому что... нет, ты зацепился вот за эту, не бойся, это не столбняк. Это всего лишь острая палочка. Я не сказал тебе, что я за это. Если я скажу за А вот если бы ты за эту зацепился, да, вот смотри, дырка. Это дикие кабаны прогрызли. Вот она, видите, какая. Сейчас выскочат. Все, мы совсем одни, в полной тишине. Идем на самую западную часть. Некогда. северо-западную, да, получается? Ты был в Англии? Нет. А вот можешь говорить, что был. Потому что мы только что прошлись по Гонконгу. Везде были. Это азиатская Англия. Да, мы сегодня вообще везде были, потому что видели все национальности, существующие на планете. Нет, знаешь, кого мы не видели? Бурятов видели, чукч не видели. И никого, знаешь, в килтах тоже не заметил я. Я, в принципе, могу побыть и чукчей ради такого. Давай посмотрим вот на эту красоту. Видно паром, который идет, наверное, уже последний, на острова. Вот те все огоньки вдалеке, это острова. Вот эта гора, скорее всего, еще относится к этому острову, хотя, возможно, это отдельный остров. Вот видите, вот там виднеется с красной точкой на макушке. Давайте приближу, чтобы быть уверенными, что вот она, видите. Это, скорее всего, все-таки соседний остров. А вот те огоньки, это все материковый Гонконг. Но вот там огоньки, это все острова, острова, острова. Многие живут на островах, а приезжают в Гонконг, на остров Гонконг или в материковый Гонконг для того, чтобы работать. Знаю таких, точнее не так, знаю людей, которые знают таких. Кстати, конечно же, с большинством жителей Гонконга я познакомился благодаря видеоблогу. Но есть люди, с которыми мы знакомы, познакомившись до видео, точнее нет, до видеоблога, конечно же, нет. То есть они вообще даже не знали, что мы блогеры. Просто Лена с детьми в Китае в церковь ходили, а потом там пастор поехал в Гонконг, плюс еще несколько людей переехали из Китая в Гонконг. В общем, в Гонконге у нас есть знакомые, которые тоже иногда рассказывают истории. Но жизнь в Гонконге — это просто капец. Уже утреннее. Время 23 часа 26 минут. Пацаны, давайте с нами 100 километров.
В Шэньчжэне можно попробовать и все спортпланеты. В Шэньчжэне, но На выходных. да какие выходные? Это должна быть уже осень. Мы летом не выдержим. Не, я не про Мы лето сдохнем. говорю, Я не про лето говорю. То есть следующее крупное прохождение на юге Китая только осенью с наступлением прохладной погоды, потому что июнь это ад, июль это еще адея, а с июля по сентябрь я буду в России. Ты поедешь в Россию? Нет. У тебя же нет летних каникул. Ты же в прошлом году был в России. Да, я в сентябре был. И даже в Красноярск не заехал. Путешествие было большое. На поезде. Засранец, и в Красноярск не заехал. Не заехал. Потом уже написал, я же тут по России проехался, в Новосибирске был, в Иркутске был. Чита, еще. Даже в Чите был. Там остановка была небольшая. Надо проверить, потому что мы уже прошли нашу контрольную точку. Просто дорога реально. Мама пишет, сил тебе и терпения. Так, уйди вон. Приложуха, я не хочу. Мне он говорит, хотите забрать... Я думал, ты мне говоришь. Не, я сам с собой разговариваю. Метромен говорит, хотите снять отель на Метротаун, на Кеннеди Таун. Университет Чикаго. Опупеть. Представляете? Университет Чикаго. Адрес 168 Виктория Стрит. Слушай, реклама не закрывается? Трипкома. Так лагерь какой-то здесь. Это Чикаго университет. Береги себя. Кампус же, просто, наверное, корпус. Да? Кампус. Кампус, это корпус университетский, да, скорее всего, здесь занятия проходят, может быть, здесь же где-нибудь. Итак, что у нас тут по карте? Секунду. Что это было? Они что там, дикого кабана пристрелили? Костя, я тебя обманул. Тут есть вход на эту гору. Правда, у меня тут GPS не ловится, но если мы находимся сейчас вот здесь, то это самая возможная нами достигнутая западная точка. И если пройти чуть дальше, можно забраться на гору. Но мы уже не успеем. Мы не успеем, да. Что? Это самая самая западная точка. Будем прощаться? Всего 11 часов пути. И будем прощаться. До 12? Да не, конечно же нет, потому что тут уже никаких новых впечатлений. Слушай, что здесь столько много жокейских клубов? Или может это не то, что я думаю, но на лошади, которые скачут, правильно? Да. И по-китайски то же самое написано? Вот Жаке написано. Ну я понимаю, может у них жокей это какое-нибудь жаргонное слово. Смотри, да, то же самое. Вот иероглиф Мако, это лошадь, которая. Угу. Это, ну, видишь, здесь традиционные иероглифы, поэтому я не все понимаю, но в целом да. Угу. Понятно. Так, отцепляю питание. Мне немножко это жалко, что все заканчивается. Подержи, пожалуйста. Нет, не за ручку, все, теперь ты весь грязный. Барабан, я уже и так грязный. Аккуратненько отцепляю. Переворачиваю нашу камеру. Слушай, а у меня даже волосы еще развиваются, не полностью Сколько там у тебя покрыты. батареи осталось? Это батареи осталось 100%. Я же на пауэрбанке шел. Дети у меня красные, Да. да. Впервые увидел. Подгорел. Теперь, да. Подгорел. в таком Мы с погоде. вами в пути были 680 минут. Вот сейчас через 4 секунды стукнет. Представляешь, 680 минут. Много. Прошли с самой восточной до самой западной части Гонконга. Показали вам дневной Гонконг, вечерний Гонконг, плутая вот так вот, красивый вот этот вот светящийся. Прошлись по Барной улице, по Барно-Шлюшной улице, которую я не узнал, может это правда не она была, ну, ладно, бывает. Забрели в какой-то парк, где нас чуть не съели бы дикие кабаны, если бы они сюда вышли. Ну там предупреждение же висело.
Думаю, мы вам показали достаточно разнообразный Гонконг. Вам понравилось? Не забудьте поставить лайк, особенно если до сюда досмотрели. Сколько там мы? 0,1%. Вас очень мало с нами до сюда дошло, потому что в основном вам некогда. У вас своя жизнь, и тратить 12 часов жизни на брожение по Гонконгу можем только мы. Нормально. Вот, тебе и- вот молодые мажорчики выехали. Я таких очень боюсь. На светофор, на красный они даже не заметят, пронесутся. Да, это мажоры. Увидимся в следующих видеороликах на канале Denvas TV. И если вам очень понравилось, вы знаете, как это показать, то мы еще пройдем материковую часть Гонконга. Там он совершенно другой. Если здесь вы видели вместе с нами разнообразие рас, то там больше такая африканская, латинская, ну вот такая превалирует. Ну и, конечно же, в Чуркин Мэншн обязательно зайдем, пройдемся по вот этим вот моим любимым коридорчикам. Тем более Костя там не был. Пока. Трясущаяся рука движется к кнопке выключения. Увидимся.